Здравствуйте. 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 Ну вот сейчас сознание некоторых из вас говорит: как интересно, очередная передача. Ну и что же вы нам еще интересного расскажете, чтобы вот мы духовнее стали? Ну, мы-то расскажем об истине. Вопрос в том, что они услышат. Ведь нет большего препятствия, чем сознание человека для понимания истины. И ничто так ее не искажает, имею в виду истину, как сознание человеческое. Да, Игорь Михайлович, сознание действительно не является вообще помощником в духовных вопросах. И вы очень хорошо раскрыли этот вопрос и в передаче «Сознание и личность», которая… Ну, я бы сказал, очевидно, что-то мы упустили, как ни старались, потому что слишком много непонимания еще. Да, ведь действительно каждый человек, получается, ищет вот этот путь к Богу так или иначе в какой-то период своей жизни. Всю жизнь. И причем ищет… На самом деле личность даже заядлых атеистов, она стремится к Богу всегда. Просто сознание манипулирует и легко подменяет цели, уводит в сторону. Но это лишь в том случае, когда она манипулирует человеком, а человек, не ведая этого, становится рабом сознания. Проще говоря, рабом сатаны. В современном мире очень много в свободном доступе в интернете информации различной про духовный путь. И вот человеку без ключей очень трудно разобраться, где подмены какие-то, да, от сознания. То есть вообще разобраться в этом потоке информации. Как найти путь к Богу? Но путь к Богу, он самый короткий путь в жизни человека на самом деле. Потому что Бог, или, скажем так, двери в мир духовный всегда находятся в человеке. Человек, куда бы он ни пошел, ни высокие горы, ни глубокие, скажем так, пещеры, Бога он там не найдет. Бог в нем самом. Поэтому все просто. Единственное, что в данном случае, кто мешает им это понять, это как раз тот, кто стоит между Богом и человеком. Это тот, кого издревле называли сатаной, дьяволом, иблисом. Много названий было. Вот в современном мире удобнее, мы так говорим, все-таки система. Потому что надо понимать, дьявол, он не во плоти. Плоть дьявола — это наша плоть. Это надо понимать. А сам он, как и программа обыкновенная в компьютерах, он всего лишь информационная структура. И находится в каждой частичке материи. Тоже встретили огромное количество вопросов от, вот вы правильно сказали, и от атеистов, и у священников, и у мирян, и у всех людей, которые идут к Богу и находятся, можно сказать, в шаге от Бога, или, как верующие говорят, можно сказать, в одном шаге от двери к Богу. И получается, что возникают определенные вопросы у всех людей, да, и на вот эти вопросы нет ответов. Кто-то там в своих религиях разочаровывается из-за этого. Бывают, конечно, случаи, когда наоборот, и среди атеистической среды находятся те люди, которые находят путь к Богу. Вот все-таки есть огромный спектр вопросов, на которые нет ответов у людей. И хотелось бы сегодня поговорить на то, какие аргументы есть у сознания, да, для того, чтобы остановить человека, по сути. Какие вопросы вообще возникают у этих людей, и попробовать разобраться, дать ответы на эти вопросы, чтобы как-то облегчить людям вот этот путь домой. Попробуем. Ну вот, пожалуй, начнем с атеизма. Ну, а с другой стороны, что пробовать? Надо действовать. Действовать. Да, вот мы пытались разобраться, разобрались в темах и атеизма, и мирян, и священников, и вот… Значит, вы первый, кто разобрался в этих темах. Да, и вот в теме атеизма вопрос, что такое атеизм? И по сути… Атеизм — это религия. Религия сатаны. То есть религия материализма. Они ведь тоже верят в то, во что они верят. Да, очень актуальным показался вопрос, потому что было удивительно встретить то, что атеизм находится на 3-м месте по статистическим исследованиям в списке религий после христианства и ислама. Вот вообще чем это обусловлено? Я бы сказал,
что скрытый атеизм, он превалирует над всеми религиями. А почему? Потому что и в христианстве, и в исламе очень много атеистов. Очень много атеистов, тех, которые называют себя верующими. Но на самом деле они не верят в Бога. Они не знают Его и не стремятся к Богу, а просто используют в данном случае организации религиозные как определенный инструмент. И, к сожалению, это бывает и среди священнослужителей, мирян и монахов в том числе. Это удобная форма существования, но их сознание им рассказывает: есть Бог, нету Бога. Главное, сейчас живи. Да. Такие бабочки-однодневки. Я бы сказал, даже есть такая мушка дрозофил. На ней постоянно ставят эксперименты. Ну вот, я бы с этим и сравнил. Это как раз те, над кем дьявол ставит свои эксперименты. Да, вот тоже встретилась такая информация, исследуя словари атеистические, читая разные скепсисы, мы вот встретили, что атеисты, они по сути отрицают Бога и не верят в религии. Они называют религию ложью и обманом. То есть это невежество, ложь и обман. И по сути они сами, получается, не верят. И еще они требуют постоянное доказательства Бога. Да. А вот давайте разберемся, Да. кто из людей не требует доказательства от Бога в том, что Он есть. Разве верующие так не поступают? Мы уже не раз об этом говорили, да, и люди это знают, что: «О, Господи, если Ты есть, пусть у меня животик не болит». Да? Я уже приводил подобные примеры. Или: «Господи, если Ты есть, пусть разрешится моя финансовая ситуация, и тогда я в Тебя уверую». Ситуация разрешилась, но человек забыл о своем обещании. И опять-таки, от кого происходят эти предложения для Бога, скажем так? Ну, это даже не предложение, это ультиматум, это тем Богу. Если ты есть, докажи, что ты есть. От сознания. Но сознание тут же говорит: как бы ты мне не доказывал, что ты есть, я тебе не поверю. Почему? Потому что люди должны знать и понимать: сознание никогда не воспримет ничего, что связано с миром духовным. Настоящего истина всегда будет сомневаться. Всегда. Простой пример, мы о нем не раз уже упоминали, это неверие очень многих людей в те времена, когда они были рядом и с пророком мира ему Мухаммедом, и с Иисусом даже. О чем тут говорить? Сознание людское. И чем крепче, скажем так, сатана держит за веревки и манипулирует такой куклой, которая считает себя человеком, тем меньше у него шансов соприкоснуться с миром духовным. Это тоже правда. Но человек, он все-таки не кукла, он человек. И в действительности никто не может заставить его как личность сделать свой выбор. Выбрать служение сатане или служение Богу. Познание мира духовного и стремление и приход туда зависит от самого человека. Ни один сатана не вправе победить человека, если он стремится к Богу. И сатана не может нарушать правила, которые поставлены не им. Никто не может. Да. По сути, сатана — это тот, кто противостоит всему тому, что идет от Бога. На самом деле ничему не противостоит. Он просто вечно голодная программка, которая постоянно требует энергии. А все остальное — это хитрости и уловки, чтобы просто прокормить себя. Ну, давай возьмем людей. Люди ведь тоже, испытывая голод, идут на хитрости и на все остальное. Разве не так? Разве животные так не поступают? Поступают. Единственное, что отличает, что это хорошо организованная, скажем, структура с огромным интеллектом, ну и саморазвивающаяся. То есть то, что вот называют сейчас искусственным интеллектом, ну, я бы сравнил это так. И можно бы отнести наше сознание, наш, скажем, мыслительный процесс к квантовому компьютеру. Ну и они все между собой связаны и составляют единую цель. Но единственное, что здесь нужно учитывать, что сознание, как говорят, хоть оно и примитивно, но оно есть у всех. И у микроорганизмов, и, извините, у паразитов, которые живут в теле человеческом, они хорошо организованы. И это действительно так. Ведь они как раз заставляют вас принимать те продукты или другие. Нужны сахара паразитам, живущим в вас. Вы
пьете чашечку кофе, скажем, с лишней ложечкой сахара, и считаете, что вам так хочется, даже не задумываясь, кому в действительности хочется. И вот представьте, если определенная группа паразитов может диктовать такому высшему созданию, эволюционно развитому, как говорят атеисты, случайно образовавшемуся, достигшему максимум развития, а им диктуют простые глисты. Вот вам и пример, как работают на самом деле программы. Также те же микробы, вирусы, они тоже привносят свою диктатуру и тоже управляют. И таких примеров очень много. Они манипулируют не только муравьями, животными, они манипулируют и людьми. Да, и тут приходит вопрос, а как же человек, вершина пищевой цепочки? Но он и является пищей для тех, кто стоит внизу пищевой цепочки. Здесь круг замыкается. Просто как интересно действует система. То есть она капсулирует человека, и он думает, что вот его такие умозаключения какие-то атеистические, что это его какие-то личные умозаключения. Совершенно… Каждый хочет себя считать очень умным и в действительности считает себя, скажем, способным понять очень многие тайны. Это все производное от гордыни, от всего. Только гордец может отрицать существование Бога и считать себя превыше кого-то. И считать, что он все знает. Все знать невозможно. Это же просто было интересно, когда изучали этот вопрос, столкнулись с информацией, что даже тот же атеизм, то есть он, получается, был и в Древнем Риме, и в Древней Греции, и что присущ он был вот этим элитарным кругам, которые… И вот ты сказала сейчас ключевую фразу «элитарным кругам», то есть элите. А мало кто знает, что такое элита на самом деле. Элита — это служители Эля или относящиеся к кругу Эля. А кто такой Эль? Мы знаем, что это из классического понимания это Бог в иудаизме, это высший Бог. И значение этого слова могущество. И вот смотри, сейчас ты рассказываешь интересные вещи. Ведь иудаизм — это монорелигия, да? Она верит в единого Бога. Ну а как же образуется и откуда появляется высший Бог? Если мы возьмем, скажем, иудаизм и в оригинале прочитаем, а также древние греческие издания, которые сохранились до сих пор, люди удивятся тому, что там написано. Да? Как там пишется, что боги собрались под предводительством Эля, о том, как наделы людские давались богам Элям, то есть детям Бога, которые потом становились богами. Это все идут, скажем, отголоски древних легенд, которые как раз и рассказывали правду. Но история, вернее, историки очень хорошо это чистили, изменяли. И у нас вот вместо правды у нас появился Олимп, понимаешь, со своими богами. А ведь эта история, она копирует как раз ту реальность, которая в действительности происходила в Атлантиде, то, что называют сейчас Атлантида, но она по-другому называлась. Земля, какая разница? Сейчас это называют Атлантид. А кто такой, Игорь Михайлович, Эль? Эль? На самом деле? Тем, кто любит историю в классике своей, я скажу так. Я расскажу маленькую сказку, которая имеет право на жизнь. Кто хочет, тот верит в эту сказку и ищет доказательства, которых очень много. На самом деле очень много. А кто не хочет, просто воспринимает, как я уже сказал, просто сказку. Для того, чтобы понимать, как оно что было в действительности, я упрощу для понимания. Когда-то была цивилизация, которая была гораздо развитее, чем сейчас. Они стремились, как и любое материальное, скажем, образование, к единовластию. Они стремились к единому правительству, как, скажем, как и сейчас многие стремятся. Но это они обусловили тем, что мир должен быть объединен. Люди должны жить хорошо. И когда есть единое правительство, есть единый мир. Нет войн, нет, скажем, каких-то непониманий в плане экономики и всего остального. И действительно она
высоком этапе эволюционного развития люди все-таки должны быть объединены. Но они должны быть управляемы для того, чтобы не было хаоса. И вот из лучших побуждений было создано единое правительство. Ну, как еще раз сказал, что наука не стояла на месте. Ну, естественно, что пролонгировать человеческую жизнь за видовой предел многократно, причем это не составит труда и современной науки. Уже есть хорошие опыты, первые попытки, которые дают колоссальные результаты и показывают, что это вполне реально, это несложно. Но когда людей много на Земле, тогда было 8 миллиардов человек. Вот представьте, 8 миллиардов людей. То есть практически как сейчас, только чуть-чуть больше. Ну и развитие современное идет, уже подходим к этому, к их развитию, скажем так. И вот представьте, столько людей, и они обретают бессмертие. Что делать? И они же еще плодятся при этом. То есть численность увеличивается, ну, кормить нечем и тому подобное. Понятно, что из соображений безопасности, от, скажем, избежания перенаселения, никто не стал это выдавать людям. Но в связи с тем, что научное открытие было сделано, оно было опробировано, дало хорошие результаты, кому это нужно? Тем, кто управляет как раз всем миром, для того, чтобы люди, которые стоят во главе, они могли существовать долго, следить за порядком. Ну и опять-таки, когда у человека все есть, ему ничего не нужно. А придут другие, ну, все может измениться. Ну и таким вот образом стали люди определенные, практически бессмертны. Это не значит, что они не могли умереть. Могли и отравиться, умереть, и механические повреждения тела могли привести к летальному исходу. Но, скажем, от болезней или от старости они точно не умерли. Ну, вот один из верховных правителей носил имя Эль. Ну, вот то, что мы… Вот так и образовались боги. Почему боги? Ну, потому что поколения менялись, а вот Эль прожил практически 1000 лет. Представьте, людям становится скучно, а власть их уже не удовлетворяет, тем более мирная власть. Ну и как любая цивилизация в пике развития своего, вернее, доходя до пика развития, они стимулировали познание людей, образование, ну, пока это было нужно. А потом они наступили на образование и начали, скажем, бороться с логическим мышлением людей. Мы сейчас в образовании это наблюдаем, то, что творится. Это факт. Ну и таким образом лишили потом людей многих благ. Люди немножечко так одичали, отупели. Для них та страна, скажем, тот мир, по-другому его не назовешь, он для них был, ну, типа сонма богов, вот там, где обитают боги и тому подобное, что-то типа рая. И для тех, кто, скажем, был крайне верен и нужен, они имели шанс якобы попасть в тот мир, мир бессмертных. Только закончилось плохо. Почему плохо? Ну, потому что людям стало скучно. И те, кого называли богами, они были действительно человекоподобные, ну люди обыкновенные, с кучей проблем под управлением сатаны, то есть сознание манипулировало ими. И для того, чтобы как-то, ну, скажем, украсить свое существование, свой быт, они наделили, вернее, Эль разделил, так как он единственный правитель был, он наделил уделы каждому из своих помощников, которые входили в эту группу бессмертных. Ну, те получили народы определенные, с определенной территории для своего правления, а он правил всеми. Ну а потом начались шахматные игры, начались войны между ними, потому что им скучно было. Вот как в Древнем Риме, помните же, бои гладиаторские, все. Человеческая сущность, она требует крови, и желательно чужой, не своей. Ну, дошли уже до точки, до максимального падения, которое возможно. Скажем, это с позиции морали и всего остального. Понятно, что о Боге истинном никто уже не упоминал. Для всех людей богами были атланты, которых возглавлял Эль. И вот группка богов с ним, которые все творили. Ну а от разврата до убийства это для них была норма.
Откуда в последующем вот и зародились легенды об Олимпе и тому подобное. Ну, закончилось только это все плохо для них. Потому что в один прекрасный момент они просто были уничтожены. Вместе с Атлантидой и со своими. В общем, все боги и их приспешники, практически все, они были уничтожены. И, конечно, большая часть людей, которые свято верили в это. Просто как грязная посуда помыта. Сейчас возникает вопрос, кем, раз они вот в таком трехмерном мире были такими всемогущими? Скажем проще, Бог не вмешивается в дела людские, но иногда ему приходится. То есть все равно есть тот, кто представляет мир духовный. И когда все заходит за грань, то им уже нельзя повернуть, когда люди глухие, слепые. Естественно, что их смывают. Я приведу простой пример. Вот представьте, фермер, у которого скот больной, что он будет делать? Но есть и немножко здорового. Он будет спасать тех, что здоровы, а не тех, что безвозвратно больны. Правильно? То есть получается, что все эти, скажем, древние мифы, да, вот древнеантичные мифы. Они хорошо переделаны сознанием. И на сегодняшний день атланты — это были чуть ли не самые лучшие, самые умные и все остальное. Ну, все переделалось, все исказилось, все изменилось. Сознанию это выгодно. Игорь Михайлович, вот вы в прошлом... Зато подтверждений очень много этим фактам, о которых я говорю. И артефакты, и мегалиты, и много чего. Кто захочет, тот найдет подтверждение. А кто не захочет, как я говорил, пусть это воспримет просто как очередную сказку. Сказок же много на самом деле. Атлантида. Элита в поисках бессмертия. Существовали ли более высокоразвитые цивилизации, чем сейчас? Существовала ли Атлантида? Существование островной страны, где царил человекоподобный бог в окружении его детей, сонма богов, которые управляли людьми, имели чудесные технологии, загадочные волшебные предметы, обладали климатическим оружием. Возможностью клонировать человека, медицинскими технологиями пролонгирования биологической жизни человека за видовой предел, то есть увеличение жизни на длительный срок, так называемое бессмертие в теле для избранных. Эти сведения упомянуты в древних преданиях разных народов мира. Земной рай – страна богов, где царил главный бог в окружении сонма богов. Легенды о сверхразвитой допотопной цивилизации, которая располагалась на далеком Западе, на большом острове в окружении вод, страна, могучее влияние которой некогда распространялось по всему миру, страна, где единовластно правил Эль со своим окружением избранных им слуг, элитой, и наделял своих детей властью над разными народами, относятся к глубокой древности. Легенды об этом есть и у народов Востока, и у народов Запада, живших несколько тысячелетий назад. Каждый народ называл это островное государство по-своему. Например, в древнейших шумерских сказаниях это блаженный остров Тильмун, страна живых, где не было болезней и смерти, место обитания богов.
место действия древнейших шумерских мифов о богах Энлиле, Энки, Нинхурсак, о человеке Утнапишти, спасшемся от Великого потопа. Эти легенды запечатлены в шумерском эпосе о герое Гильгамеше, а также в вавилонской поэме Энума Элиш. Именно из этих легенд гораздо позже, через много веков, были заимствованы древнееврейскими жрецами сюжеты о райском Эдеме, о запретном плоде, изгнании из рая, о великом потопе и многом другом. В кельтской мифологии это остров блаженных Авалон, расположенный на далеких западных островах. Его символика – стеклянная башня или дворец, чудесные яблоки, дарующие бессмертие и так далее. Слово «Авалон» первоначально встречается как имя собственное в валлийских генеалогиях, применительно к мифическому предку древнейших династий Британии. В китайской мифологии рай бессмертных – Сянь. Он находится на 3 священных горах – Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, которые плавают в море-океане. Упоминается, что бессмертные люди Сянь ездят на облаках, управляя летающими драконами. У них есть сад богини Сиванму, в котором растут персики бессмертия – Паньтао. Известно, что в сказаниях бессмертный человек Сянь чаще всего имеет облик белобородого старца и изображается с атрибутами бессмертия. А в мифологии эллинов, то есть древних греков, эта страна называлась Элизиум – острова блаженных, Атлантида. Эллины об Атлантиде. Атлантида. Так первым назвал среди эллинов высокоразвитое островное государство в Атлантическом океане древний эллинский философ Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критий». Платон был потомком афинского законодателя VI века до нашей эры Архонта Салона, которого называли мудрейшим из 7 мудрых страны Эллады, страны, ныне известной как Древняя Греция. Согласно Платону, великую тайну о том, что история с природными катаклизмами повторяется и нынешняя цивилизация является далеко не первой, поведали Архонту Салону египетские жрецы во время его путешествия по Египту. Кстати, по преданию эллинов, сам род Салона восходит непосредственно к богу морей Посейдону, который, как считается, основал Атлантиду и населил ее своими детьми. Согласно древнегреческому преданию, Атлантида была большим островным государством, которое находилось на западе от Геркулесовых столбов напротив гор Атланта. Другие античные источники сообщают о земле Титана Атланта. Атланты вели войны и распространяли свою власть далеко за пределами своего государства. Общество атлантов было на стадии разложения. Эгоизм, власть, роскошь, честолюбие, испорченность нравов. Согласно преданию, в наказание боги наслали на них жестокое землетрясение и потоп. Большой остров Атлантида был уничтожен во время внезапного сильного землетрясения и стремительного наводнения. Он был затоплен в водах океана в один день и в одну бедственную ночь. Как утверждает Платон, гибель Атлантиды произошла за 9200 лет до времен Архонта Салона, то есть 12 тысяч лет назад от современного времени. Сегодня есть достаточно много научного материала, что по этому поводу думают океанологи, геологи, геотектоники и специалисты других областей науки.
Многие ученые не сомневались в вопросе существования и погружения большой части суши, некогда находившейся в Атлантическом океане между Европой и Америкой, о которой упоминал Платон. Но многих удивлял в этом предании сам факт скоростного погружения суши за одни лишь сутки. Однако нынешнее стремительное глобальное изменение климата на Земле, которое наблюдается в последние 2 года, указывает на то, что в современном мире любой день может стать для потребительской цивилизации последним. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, именно люди своим выбором, и как раз своим выбором, кому служить, дьяволу или Богу, они приближают или отдаляют конец света. От людей зависит многое. Некоторые люди сомневаются в конце света, но на сегодняшний день может сомневаться разве что глупец или тот, кто не видит, что происходит за окном. С глубокой древности у людей, проживавших на разных континентах, сохранилось общее духовное наследие, которое заключает в себе понимание о том, как достичь человеку смертному жизни без смерти, как обрести жизнь вечную. Они базировались на исконных духовных знаниях о существовании духовного мира, вечного мира Бога, о том, что Бог един, о временности и смертности материального мира. Было понимание о силе Бога и о том, что она заключается в любви Божией. Имели знания и о 7 посланниках духовного мира, исполнителей воли единого Бога. Они периодически приходят в этот мир на самых важных этапах для человечества, то есть их бессмертный дух временно воплощается в этом мире в теле человеческом. И таким образом, будучи равными по условиям жизни с людьми, они выполняли свою миссию до разрушения телесной оболочки, то есть смерти временного тела. Если 6 из 7 посланников от мира вечного, духовного приходят изредка и по необходимости, то один из них постоянно присутствует на земле по велению Бога. У него много имен, но истинное его имя – Ариман. В современном понимании он как программист, написавший программу, которая является тем, кого люди именовали в разные времена дьяволом, сатаной, иблисом или же просто разумной системой. Системой, частью которой является сознание и мысли, приходящие человеку от системы. Мысли воздействуют и работают шаблонно, как программы. Ариман постоянно следит за работой своей глобальной разумной системы. Он пребывает здесь, в мире материальном, всего лишь один день, исходя из древнего понимания, что весь материальный мир существует со своими миллиардами лет, всего лишь один день. У многих возникает вопрос: зачем же нужен дьявол и эти демоны в их голове? Все эти программы с приходящими мыслями и эмоциями, построенные на гордыне, зависти, ненависти и сонмом земных желаний. Но согласно исконным знаниям, они как раз и создают условия человеческого выбора – быть смертным или обрести духовное бессмертие. Мысли соблазняют, порождают земные желания, являются возбудителями пороков, жажды обладать властью и мертвыми атрибутами материального мира. Но эти программы-фильтры
дьявол и демоны также являются всевидящими стражами перед вратами в рай истинный, рай Бога. Духовный мир — это мир, где не существует материи. Это мир, в котором иная форма существования, интерпретируемая в человеческом понимании как любовь Божья. Люди называли нематериальное место, где постоянно пребывают посланники от мира духовного, по-разному. Одно из известных сегодня названий — это легендарная Шамбала во главе с Рикденджапу. Согласно исконным знаниям, Шамбала находится между реальным вечным миром Бога и временно существующей материальной Вселенной, то есть в высшем, 72-м измерении этой сферы. Откуда и пошло упоминание числа 72 в древних легендах, сказаниях, изображениях. Также хотелось бы отметить, что привычный материальный мир изменяется уже в 4-м измерении, а в 7-м он уже отсутствует как материя. Печатью Шамбалы является древний знак АЛЛАТРА, стилизованный под всевидящий глаз Бога, или же восходящее из-за горизонта солнце в треугольнике с расходящимися лучами. Печатью Шамбалы, как знаком, помечалась территория или место, где был интерес Шамбалы. Подобные знаки отличия носили представители Шамбалы, когда временно воплощались в этом миру, а также те из числа достойных людей, которые им помогали. Как и раньше, так и сейчас существует много легенд о Шамбале, которые переплетены с легендами о космической мировой горе. В преданиях ассоциативно говорилось, что на вершине этой мировой горы обитают бессмертные боги. Это понятие связано с нематериальным местом, находящимся вне трехмерности, которые могут духовно посещать те, кого называют святыми. И это связано с процессами значительного духовного преобразования человека из смертного в бессмертного и не имеет никакого отношения к материи как таковой, то есть ни к физическому телу человека, ни к какому бы то ни было материальному месту на Земле. Обладая этими пониманиями, легко отличить зерна от плевел. Когда утрачиваются исконные знания? Человек чувствует исконное духовное. Это в нем заложено на неосознанном уровне. Но также человек слышит мысли, которые ему постоянно диктует сознание, и он их ошибочно воспринимает как свои. Что выбирает человек в себе, к чему прилагает свое внимание, то в итоге и получает. Утрата духовных знаний происходит тогда, когда человек перестает духовно работать над собой, теряет свою внутреннюю связь с Богом, то есть возможность обретения своего реального бессмертия при временной жизни. Вместо этого он начинает как слуга исполнять установки сознания, искать бессмертие и спасение в материальном мире. Результат однозначно печален – субличность. Шаблоны сознания, как части системы, одинаковы во все времена. Поэтому все в мире однотипно и повторяется через определенный период времени. 12 тысяч лет – это всего лишь цикл. Что произошло в Атлантиде? Большинство людей выбрали в своих умах потребительский формат цивилизации. Стремление достичь бессмертия в теле
стала доминирующей идеей. Сознание начало активно искажать и подменять исконные духовные знания на установки, выгодные для системы. Так рождались древние религии, где духовное действие внутри человека замещалось на внешнее зрелище и удовлетворение земных желаний. Атлантида тому пример. Так, вследствие утраты исконных знаний, люди стали называть в легендах 7 посланников от духовного мира богами. Этим заблуждением большинства воспользовались в своих земных интересах обычные смертные люди, которые, дорвавшись до власти, прибегнули к последним достижениям науки – открытию пролонгирования человеческой жизни за видовой предел. Они назвали себя легендарными бессмертными, хотя при этом оставались простыми смертными людьми, которые всего лишь значительно увеличили срок своей жизни. Обычный смертный человек по имени Эль объявил себя верховным богом. Он присвоил имена и эпитеты из легенд одного из 7 посланников от духовного мира, который постоянно пребывал на земле – Аримана, а затем назначил богами сначала приближенных, а потом своих детей, нарекая их именами легендарных посланников духовного мира. А для того, чтобы люди верили ему и его приближенным и поддерживали их власть, Эль и его слуги, элита, создали Элизиум на острове с благоприятным климатом и единственной невысокой горой, подобно описаниям мировой горы. Как результат, через несколько поколений их власти люди не могли уже отличить, где правда, а где вымысел. Только от святого здесь ничего уже не было. Общество деградировало. Спасение тела стало целью жизни людей. А понятие Бога Единого превратилось в поклонение материальному образу, человеку смертному с бородой, сидящему на троне. Человеку смертному только кажется, что его земная власть безгранична, но это лишь иллюзия, созданная в его сознании самой системой. На самом деле он становится управляемым рабом. Какую мысль система ему навяжет, то он с покорностью и исполнит. Потомки тех, кому удалось уцелеть после уничтожения Атлантиды, спрятаться от возмездия и пережить последующие времена нового духовного становления человечества, стали хранителями идеологического наследия Атлантиды. Когда настала эпоха патриархата, они стали активно пропагандировать идеи всевластия и стремиться к их воплощению, утверждению нового мирового порядка, планируя на столетия вперед. Управляемые шаблонами сознания, они вели игру системы в тайнознании и в тайнодействии. Создавали закрытые группы, кланы, тайные ордена, организовывали посвящение в так называемую «великую тайну из тайн», выдавая историю о стране Эля за удел избранных, наделяя их гордыню принадлежностью к якобы доминирующей расе высокоразвитых людей, которая, по их мнению, должна управлять всеми людьми на земле, то есть к слугам Эля, элите. Это четко прослеживается в разные исторические времена. Именно по их инициативе появились в том числе история об Атлантиде и горе бессмертных олимпийских богов. Эта информация впоследствии была внедрена в умы новых поколений как схема поведения. Ведь что позволено богам, гордыня человеческая неизменно скопирует и себе. Потомки атлантов проявили множество других инициатив, из-за чего сегодня большинство людей утратили духовные знания, мечтают о бессмертии в материальных телах и даже не знают, что уже давно живут под эгидой Эля и неосознанно стремятся подражать его элите. Но случилось это не сразу. Потомки атлантов ждали время, когда система наберет силу и снова будет доминировать в умах людей. Время, когда прослабится духовное сопротивление человечества, ибо они ведали главное, что все начинается с человека
и его выбора. Как это было? Когда наступила эпоха патриархата, жрецы и воинствующие вожди узурпировали власть. Так появилось множество богов, наделенных человеческими страстями, и кровожадных божков, которые изображались в материальных телах с символами власти и атрибутами бессмертия. И вся эта система власти популяризировалась за счет смеси крупиц духовных зерен исконных знаний, иначе бы она не была бы столь привлекательна для большинства людей, с выгодными для системы установками, такими как разделение людей, господство одних над другими, ненависть, нетерпимость. В результате общество деградировало по прописным шаблонам программ сознания. Военные столкновения, завоевание, эксплуатация. Простой пример. Первые шумерские города-государства, в которых правили первые цари. Вы не задумывались, почему всемирная история в разных странах мира, в школьных учебниках, в учебниках для высших учебных заведений, начинается с 4-3 тысячелетия до нашей эры с древних городов Месопотамии и Египта. А затем, как правило, указывается Древняя Индия, Китай, Эллада, Древняя Греция. Почему внимание новых поколений специально концентрируют именно на этом средневосточном регионе и именно в данный период времени? По чьей инициативе, или точнее, кто спонсор доминации именно такого мнения в этой приблизительной науке гадания дат и событий? Как будто до этого не существовало ничего более значительного. Ни мегалитических городов на разных континентах, ни трипольских десятитысячных городов на территории Древней Европы, ни высокоразвитых городов в Евразии, жители которых вели мирный образ жизни. Не сообщается даже о том, что до Шумер в Месопотамии жили люди, которыми особо почитался знак АЛЛАТРА, как, впрочем, и другими людьми с давних времен на разных континентах. И почему в этой всемирной истории избранных все сообщества людей до этого периода условно называли культурами, а после – цивилизациями, первыми городами-государствами? Ответ таится в слове «государство». Вследствие заимствований из других языков и переводов встречаем такие трактовки: господство, Господь, могущество, глава семьи. Древние истоки происхождения слова «господство» ведут к шумерам. Ведь именно в это время на Востоке началась активная пропаганда древнего верховного божества, первопредка по имени Эль. Истории его становления, борьбы за власть со старыми богами и их свержения, правление народами его детей и сонма богов под его управлением. Учитывая, что у шумер господствовала власть религии, пропагандировавшая сон богов во главе с главным богом, то становится понятным, с какой семьи богов копировался пример управления народами. Царство разума.
С чего же началась история так называемой цивилизации народа, пришлого в плодородную долину Двуречья? С дележа излишка и бюрократии. Первые пиктографические тексты были документами учета, хозяйственными списками, перечнями. Проще говоря, эпоху матриархата съел быт, а также жажда патриархатом власти. Так происходит и с человеком, который утрачивает внутри себя духовную связь с Богом. В нем возникает диктат сознания. Он начинает уделять чрезмерное внимание своему бытовому обустройству в трехмерности, в убыток своему духовному развитию. А при доминации царства разума все шаблонно, независимо в семье или в общине. Определение внешнего врага, жажда захвата соседних территорий, эксплуатация окружающих, борьба за власть. К чему это приводит? Разве страна Шумер была страной свободных людей? Шумер конца 3-го тысячелетия до нашей эры – это страна, которая постоянно вела захватнические войны. Страна наемников, рабов, купленных или захваченных на войне. Страна рабов-должников, которые продавали членов своей семьи и самих себя в рабство. Страна, живущая по сборнику законов царей, провозгласивших себя наместниками богов. Страна 30 серебряников, где жизнь человеческая выражалась в тогдашнем мериле стоимости товара – в серебре. Об этом свидетельствуют таблички с годовыми отчетами надзирателей, которые посвящены операциям с рабочей силой и рабами. И это царство разума, рабов и слуг бога Эллиля распространяло свои щупальца и в Сирию, и в Малую Азию, и в Илам. Пришлые с историей об Эле. Этноним, то есть название Шумеры, это научная абстракция, это не самоназвание народа. Это наименование просто используют для обозначения народа, пришлого на плодородные земли Месопотамии. В общелитературном наследии древней Месопотамии, дошедшем через клинописные таблички шумер, затем аккадцев, подхвативших их наследие, а позже и в писаниях жрецов Вавилона, рассказывается прежде всего история становления власти, повторяющая допотопную историю всевластия долгожителя Эля и его элиты. Элю здесь уже присваивается качество бога Энлиля, аккадское Эллиль, ставшего впоследствии одним из главных богов шумеро-аккадского пантеона. Причем прослеживаются и отголоски былых легенд, оставшиеся от исконных знаний, о 7 богов, среди которых был и Энлиль, одно из имен Аримана, о том, что Энлиль был вторым после небесного бога по имени Ану и его постоянным представителем на земле. Но уже в шумерских легендах к Энлилю из 7 богов активно приписывается и допотопная история мирового самодержца Эля. Главными эпитетами Энлиля становятся «Великая гора», «Владыка всех стран», «Владыка, определяющий судьбы», «Господин, чьи слова неизменны», а также «Отец богов». Было даже такое выражение «Энлиль всех богов», «Энлильство над богами». Термин «энлильство» означает «господство». В шумерском гимне «Энлиль повсюду», в котором восхваляется Энлиль, перечисляются его эпитеты и деяния богов. В этом культовом тексте, рассчитанном на то, чтобы усилить коллективные эмоции, есть такие слова: «Без Энлиля, могучего утеса, не выстроен город, не заложен поселок, не выстроен хлев, не заложен загон, вождь не возвышен, жрец не рожден, не избран оракулом служитель храма, нет в отрядах начальников войска». Храм Энлиля – гора изобилия. Принимают там жертвы, грехи отпускают. Энлиль, пастырю которого узришь ты, избраннику, кого в стране возвысишь. Страну ему в руки, страну ему под ноги. Склонишь перед ним далекие страны. Показательный пример
один из первых древних городов Месопотамии, Эриду, назван городом первых царей. Согласно сказаниям, его покровитель, бог Энки, сын Энлиля, выступает в качестве устроителя мирового порядка на земле. Городом же правит сын самого Энки, человек по имени Адапа, бывший наполовину богом, наполовину человеком-героем. Считалось, что именно Адапа принес в город цивилизацию с острова Дильмун, то есть с острова Бессмертных. Кстати, Адапа в аккадской мифологии является одним из 7 мудрецов. Схожая история о 7 мудрецах была гораздо позже и в Древней Греции, Элладе, где Солона также называли одним из 7 мудрецов. Всего лишь художественная литература? Какие же шаблоны поведения закладывались в голову молодого поколения? И кому это было выгодно? Шумеры стали активно писать и тиражировать тексты преданий о стране Эля. Для этих целей были открыты особые школы – эдубы или дома табличек, дома письма, где стали готовить писарей и тех, кто был бы их глашатаем в народе. Интересно, что когда шумерский язык стал мертвым, то вплоть до 1-го тысячелетия до нашей эры он использовался в качестве священного литературного языка и языка науки в той же Ассирии и Вавилоне. По сути, по той же схеме сегодня используется и латынь. То есть мертвый шумерский язык был понятен только избранным. Причем многие знаки клинописи передавали именно шумерские слова и их значения, а звучание аккадских слов записывалось первоначально посредством сочетаний шумерограмм, подобно нынешним ребусам и шарагам. Зачем же такие сложности и тайнодействия для передачи обыкновенного литературного эпоса, мифов и народного фольклора, если он таковым являлся? Шумеры делали тексты удобными для заучивания и легче воспринимаемыми на слух. Причем сюжет разрабатывался так, чтобы вызвать рассказом коллективные эмоции, ввести толпу слушающих в заданное текстом эмоциональное состояние, поскольку содержание большей частью известно слушателям заранее. В общем, в современном понимании готовить журналистов средств массовой информации. Хотя до этого культовые тексты долгое время просто заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение. Кстати, точно такой же прием применялся через несколько столетий для распространения Илиады Гомера среди эллинов и других народов. Только тех глашатаев журналистов называли уже рапсоды, сыновья Гомера. Зачем же столь бюрократическое государство, как Шумер, где все было под учетом, считался даже каждый плод на дереве, вдруг позволило себе такие растраты на эпос? Какие цели ставили спонсоры такого мероприятия? Дело в том, что вся эта мифология, срощенная с религией, в итоге сказалась на мировоззрении не только этого народа, но и на преемниках их литературного наследия – аккадцах, а позже и на вавилонянах, а от них распространилась на другие народы. Только с той лишь разницей, что в последующих поколениях уже не помнили исконного, а верили буквально на слово в то, что говорили местные жрецы, заботящиеся о своей власти. Система усилила позиции в умах людей. В общем, готовился образец для народного подражания. Что позволяли себе человекоподобные боги, так и поступали люди, беря с них пример. Более того, подменялась цель существования человека. Вместо истинного смысла жизни человека, понимания, для чего был создан человек, это преобразование в духовное существо, слияние внутри себя с Божьей любовью. Жрецы под диктовку своего сознания внедряли в умы паствы то, что было выгодно системе. А именно, человеку внушалось с детства, что цель создания человека – трудиться на богов, обрабатывать землю,
пасти скот, собирать плоды, кормить богов своими жертвами, то есть трудиться на Эля и его элиту, уделяя всю жизнь и все свое внимание внешнему, что наблюдается и по сей день в таком формате человеческого общества, как потребительская цивилизация. Мировоззрение. Шумерская и вавилонская литература. Что было сокрыто в образце для подражания? Гордыня, убийство, пьянство, обман, месть, тщеславие, эгоизм, предательство, любовь человеческая с помощью колдовства. В общем, все те же шаблонные установки системы в сознании людей. Разделение людей. Как в стране Эля. Идеология системы «разделяй и властвуй». Как и в стране Эля, и это будет чуть позже подробно рассказано в истории о богах Олимпа, в сказаниях жрецов древней Месопотамии людей делили на богов, героев и дикарей. А учитывая, как потомки атлантов, архонты, растиражировали эти образы в головах людей в течение веков, стремясь к единой мировой власти, это можно наблюдать и сейчас в современном мировом обществе. Сон богов, элита, были покровителями людей, наделенные всеми человеческими атрибутами и качествами, обладатели волшебных предметов, высоких технологий. Пример. Бог Шамаш облегчил герою Гильгамешу победу над чудовищем благодаря 7 ветрам, которые дуют по воле Шамаша. Чудовище имело поражающие лучи и охраняло особый участок непростого кедрового леса бога Эллиля. А ведь сегодня очень многие богатые люди мира мечтают быть избранными в круги мировой элиты или хотя бы быть им полезными, стремясь иметь защиту и их покровительство для своей мини-империи, будь то бизнеса или влияния на территориальный регион. Герои. Пример – образ Гильгамеша. Удачливые молодцы, которые всеми подвигами были обязаны не самим себе, а какому-то могучему покровителю из числа богов, элиты Эля, обладавших волшебными предметами. То есть был запрограммированный герой, который должен был уничтожить то зло, которое таковым посчитает его покровитель, а затем погибнуть молодым. В общем, как решат боги на совете богов. В течение своей короткой жизни герои должны были задумываться о смысле жизни, искать бессмертие в теле, так как боги уже обладали этим бессмертием. А высшее проявление мужества – это должно было быть признание собственного поражения, развитое в последующей литературе до самоубийства героя. А ведь сегодня миллионы людей с детства мечтают быть похожими на известных героев-суперменов своего времени из популярных на весь мир фильмов, сериалов, распиаренных при помощи СМИ. А будучи взрослыми, многие, подражая им, рискуют своей жизнью ради воплощения планов мировой элиты, даже не ведая о том, на кого они на самом деле работают и для чего. Дикари. Пример – образ Энкиду, слуги Гильгамеша. Дикарь – безликое существо, приобщившийся к цивилизации и ставший преданным слугой героем. Он должен был своими страданиями и гибелью заплатить богам за общее свершение – свои и героя. А ведь на сегодняшний день миллиарды людей пребывают в состоянии нищеты и бедности, едва дотягивая от зарплаты до зарплаты. С детства они мечтают хотя бы постоять рядом со знаменитыми людьми, не говоря уже о том, чтобы быть им максимально полезными, дабы вырваться из нищеты в приличные люди. Идея фикс – бессмертие в теле. Мечта системы о своем бессмертии.
Стремление к достижению бессмертия главным героем занимает центровое место в месопотамской литературе. Эпос под названием «О все видавшем», о герое Гильгамеше, построен вокруг этого сюжета и повторяется в разных вариантах для разных народов, на которых распространялась сфера влияния потомков Эля в разные века. Но важно отметить лейтмотив этих произведений. Это якобы невозможность для человека достижения главной цели его поисков – вечной жизни, тщетность человеческих усилий в попытках получить бессмертие и вечную молодость, то есть участь богов. А концовка, то есть акцент на идее произведения, подчеркивает мысль, что единственно доступное человеку бессмертие – это память о его делах, которые прославляли его образ и имя. Что мы видим сегодня? Миллиарды людей не ведают о духовной цели своей жизни. Другие же миллиарды, считая себя людьми религиозными, не знают, как реально на практике достичь бессмертия при жизни. Это незнание использует в своих тайных манипулятивных целях мировая элита. А сколько людей в мире мечтают о собственной карьере, о том, чтобы стать знаменитыми, прославить свое имя, запечатлеть в веках, чтобы о них узнали все. Для такого массового психоза созданы в потребительском обществе все условия руками самих же людей. И неважно, в каких масштабах мыслит то или иное сознание. Один мечтает возвеличить свое имя глупостью в интернете, выложив массу фотографий самого себя, а другой – гиперумом, выпустив тома научных сочинений собственной фотографией или назвав своим именем новый вид моллюсков. Сознание у всех работает шаблонно – прославить свое имя. Но почему система заинтересована в пиаре такого шаблона, как бессмертие в теле и достижение вечной молодости? И почему акцентирует внимание человека на пиаре собственного образа и имени? Ведая исконные духовные знания и осознавая, что система изменяет его суть, можно понять, что ответ кроется в двух моментах. Бессмертие в теле ныне звучит как спасение и славление имени. Согласно исконным духовным знаниям, любой человек может достичь бессмертия при временном существовании своего тела. То есть духовно развить себя с помощью глубинных чувств до такого состояния внутреннего духовного преображения, когда он, как личность, как дух, начинает жить в мире духовном. Важно знать, что бессмертным может быть только дух, но не физическое тело и сознание. Сознание же этого не понимает. У него Бог – это материальный образ. Сознание не умеет глубинно чувствовать. Оно может только говорить, мыслить или эмоционировать. А что понимает сознание? Оно понимает лишь то, что понимает система. В понятии системы бессмертия в теле – это пролонгирование жизни за видовой предел. Это увеличение сроков собственной жизни. Хотя система и понимает свою конечность, ведь ее срок предопределен, как обыкновенной программы. Так что обещание бессмертия в физическом теле – это ее шаблонная уловка, проверенная тысячелетиями. Иллюзия, живя которой люди, не задумываясь, растрачивают реальные силы своего внимания на корм системе. А прославление собственного имени с образом в веках – это тоже выгодно для системы. Так она штампует себе субличности, которые также являются питанием для системы, будучи мертвым среди живых. Энума Элиш. Сегодня для ученых, изучающих вопросы Библии, не секрет, что многое в ней было заимствовано древнееврейскими жрецами из священных текстов не только из Древнего Египта, но и из Вавилона. Священное Писание о сотворении мира Энума Элиш было, по сути, Библией Вавилона, а жрецы Вавилона, в свою очередь, заимствовали эти тексты у жрецов аккадцев.
А аккадцы свои космологические священные писания о происхождении мира и управлении богов заимствовали у еще более древнего народа – шумер, чей бог из сонма богов могущественнее, зависело от политической гегемонии жрецов в том или ином городе или стране. По сути, шла борьба, чтобы именно их бог удостаивался эпитета «энлильства над богами». Имена главных богов и героев менялись, но суть так или иначе оставалась та же. История о захвате власти и всевластвовании Эля и его элиты над людьми. Энума Элиш – вавилоно-аккадское священное писание, древние месопотамские космологические тексты о сотворении мира и рода людского, о происхождении богов и вселенной, о борьбе и захвате власти старых и новых богов, о том, как кучка богов сталкивала людей между собой, как они владычествовали над народами и многое другое. В вавилонских сказаниях подчеркивается, что причиной бедствия людей является не возмездие за людские грехи, а злоба богов, их желание уменьшить число все растущего человечества, надоедающего богам своим шумом. В Энума Элиш главная роль в сотворении мира отводится уже не Энлилю, а богу по имени Мардук. И снова повторяется старая история. Главный бог организует мировой порядок через насилие. Лейтмотивом сказания является насильственное свержение древних сил, власть по праву сильнейшего. Мардуку присваивается эпитет господства, то есть энлильство над богами. Его называют Энлиль всех богов. Так, Мардук занимает главное место в пантеоне богов второго тысячелетия до нашей эры. Стараниями жрецов к концу старовавилонского периода его уже почитают далеко за пределами Вавилона. А еще позже, в эллинистическую эпоху, история о Мардуке во многом копируется архонтами эллинов. Только главного бога уже называют Зевсом, а гору, на которой он правил, Олимпом. Какова же главная цель этой распиаренной поэмы Энума Элиш? Здесь главная цель – это сведение множества образов богов в один. Таким образом, черты шумеро-аккадских богов Энлиля, Энки, Эя и других перенесены уже на Мардука. Почему в последующие эпохи главный бог у других народов и племен, которые попали под влияние этой системы мировоззрения, имел столь разные противоречивые характеристики и человеческие качества, например, гневливый, угрожающий, устрашающий, составляющий договор с избранными людьми, и вызывал недоумение верующих и их неудобные вопросы жрецам. Бог един. Но почему система пошла на такие меры, трансформировав множественные образы Эля и его элиты в различные качества единого Бога? Ведь понятие единого Бога – это понятие из исконного духовного знания, потому что в те времена знания начали обновляться благодаря пророкам, проповедующим о едином Боге, которые приходили в этот мир в противовес активизации системы. Исконные знания о едином Боге имели большой резонанс среди людей. Однако пророки приходили и уходили, а система оставалась в умах поколений, живущих сознанием. Поэтому исконные знания, принесенные пророками, жрецы доминирующих на то время религий исказили и подменили, наделили Бога единого качествами своих множественных смертных богов из прошлого, такими как злость, ненависть, злопамятность и так далее. И сделали все, чтобы заставить людей бояться Бога, но не любить Его, приносить Ему дары и пожертвования, но не служить Ему. Интересные факты. В
Вам знакомы понятия Троица, Совет из семи, Личность, Душа, Невидимый мир? Все эти понятия были известны и в Вавилонии, наследнице шумерской цивилизации. Троица, Совет из семи. Для понимания, на тот период общая структура пантеона богов, которая была прописана еще в период рабовладельческого Шумера, остается без особых перемен в течение всей эпохи древности, в том числе и в старовавилонском периоде. То есть во главе всего мира стоит Троица – Верховный Бог Ану, Энлиль и Эйя. Они окружены советом из семи, в других случаях – из 12 великих богов, определяющих доли Шемату всего на свете. Все боги разделены на два клана, на две родовые группы – Игигов и Анунаков. На рельефах и печатях этого времени часто встречаются сцены, изображающие, как божество-покровитель ведет человека к верховному богу для определения его судьбы и для получения благословения. Считалось, что с потерей своего божества-защитника человек становится беззащитным перед злобным своеволием великих богов, легко мог подвергнуться нападению злых демонов. Это акценты-отголоски времени властвования Эля и его элиты в Атлантиде, которые будут наглядно продемонстрированы чуть позже в истории об Олимпе. Личность, душа, невидимый мир. Отголоски исконных знаний были и в Вавилонии, и об этом свидетельствует то, что во втором-первом тысячелетии до нашей эры жители этой страны знали о личности как духе. Носительницу личности человека называли Ламасу, жизненные силы человека – Шеду. А вот понимание душа на пишту означало некое безличное. Она отождествлялась с жрецами то с дыханием, то с кровью. То есть то, что соединяло человека напрямую с Богом единым. Жрецы, следуя указаниям своего сознания, подменили на материальные понятия, то есть в понимании самой системы. Было известно на то время и о невидимом мире. Призраки, озлобленные тени мертвых, не получающие жертв, разного рода духи подземного царства, утуки, осаки, лемунти, черти злые, ночные духи инкубы Лилу, посещающие женщин, суккубы Лилит, Лилиту, овладевающие мужчинами, и другие. Мо – тайные силы. Мо – это одно из важных теологических шумерских понятий. Сегодня его часто переводят как «ме» в обозначении того, что означает «тайные силы», «божественные сущности». Например, миф, посвященный похищению Инаной Ме у Энки. Непонятно, откуда появился перевод «мо» как «ме» и кто в этом был заинтересован. На самом же деле, в исконных знаниях одно из названий Аллата было «мо», откуда у народов в поздний период эпохи возрождения человеческой цивилизации, к которым относятся и шумеры, были слова, дошедшие и до славянского языка и используемые поныне. Это «мощь», «мочь», «моё» и так далее. У шумер вообще в речи было больше «о». В их языке еще сохранились с былых времен два важных понятия – «мо» в понятии Аллата и «до» в качестве понятия антиаллата. Поэтому многие названия, имена были связаны с этими словами и обозначали силы духовные или силы, им противоборствующие. Но если шумерский язык впоследствии стал мертвым, то в славянском языке и поныне есть отголоски важных понятий для древности. «До» в обозначении действия земного, антиаллатовского, используется и по сей день в таких выражениях, например, как «до того как», «докуда ты будешь мне перечить», «отсюда до туда», «дорога» и так далее. Вообще славянский язык – один из немногих языков, сохранивших отголоски общего праязыка глубокой древности, который был известен народам, проживающим на разных континентах. Считалось, что могущественными силами Мо, движущими ходом развития мира, обладали люди,
народы, города, храмы. Но эти таинственные силы могли и покидать их обладателя. Ими также наделялись и культовые предметы, где эти силы какое-то время сохраняли свои незримые свойства. Шумерские представления о Мо переросли в аккадские представления о таблице судеб, которые определяли движение мира и мировых событий. Причем подчеркивалось, что обладание данными таблицами обеспечивало или подтверждало мировое господство. В древности считалось, что обладание знаниями о Мо было очень значимо, подобно в современном мире обладанию правителем мировой державы ядерным чемоданчиком. Согласно поэме Энума Элиш, этими таблицами судеб владели богиня Тиамат, Энлиль, Мардук и другие боги. Энума Элиш – господство Эля и Элиты. На сегодняшний день специалисты-шумерологи признают тот факт, что еще недостаточно хорошо знают шумерский язык, и есть проблемы элементарного непонимания древних памятников как шумерских, так и вавилонских текстов. Во многих случаях они вынуждены оставлять пропуски, ставить вопросительные знаки или довольствоваться только общим пониманием какой-то части текста, часто надеясь лишь на свою интуицию и на те понимания, которое позволило им обрести эта цивилизация в рамках предоставленного им образования. Любопытно, как сегодня переводятся для общественности названия, первые слова вавилонской поэмы-эпоса Энума Элиш, активно акцентируя внимание на том, что оно, вероятнее всего, означает «когда наверху», выдвигая на основе этой гипотезы различные версии трактовки слов. Такой вариант прикрытия истины просто кому-то нужен. Однако для посвященных это господство Эля и его элиты, а для остальных – когда наверху. А первая строчка эпоса для посвященных звучит так: «До господства Эля и его элиты». Писать в начале священного текста «до» – это был стандартный прием в древней литературе в качестве обозначения антиалата. Например, «до того, как были те и те боги», «до того, как существовало небо и земля», «до того, как был сотворен человек», то было нечто изначальное. То есть «до того, как» было что-то в значении антиалата. Был алат из духовного мира, из мира единого Бога, который и породил весь «до», то есть антиалат, и проявился мир материальный. Так что тот, кто более осведомлен о подлинной истории времен, тот понимает, о какой истории повествует эта своеобразная Библия Вавилона и почему древними жрецами были поставлены именно эти слова первыми и как потом это перевели для народов, списывая с этих текстов. Неизвестные известные знания. Остров бессмертных в мифах архонтов древних эллинов и древнееврейских жрецов. Сегодня наиболее известны для новых поколений и распиарены по миру предания архонтов древних эллинов, а также древнееврейских жрецов о стране Эля и его острове бессмертных. Зная исконное, можно без труда увидеть то, что было внедрено ради господства и мировой власти в общее духовное наследие народов, искажая его суть и смысл. Вы думаете, что вы не слышали о стране Эля? Но вы даже не знаете, что сегодня, как раб, вы живете под его эгидой. Задумайтесь, даже если вы атеист, откуда у вас с детства образ Бога как старца с бородой, восседающего на троне? Почему у вас с детства присутствует желание обладать волшебными предметами и быть похожим на сказочного воинственного героя? Почему вас манит тайное желание присоединиться к бессмертным и жить в раю именно в материальном теле? Почему ваши устремления в этом мире направлены на то, чтобы стать избранным смертным Богом, то есть частью элиты?
насколько сегодня Эль силен в ваших головах. Элита. Слуги Эля. Клянущиеся Богу Элю. Тот, кто оказывает услугу Богу Элю. Элизиум, Элиша, Эль. В преданиях архонтов древних эллинов, которые черпали свои познания у древних жрецов Востока, упоминается страна Эля под разными названиями. Кроме Атлантиды, наиболее известные – это Элизиум или Елисейские поля, а также Олимп. Элизиум в античной мифологии – земной рай, расположенный на западном конце Земли в виде острова, где проживали жизнь избранные Богом Элем, а герои и добродетельные люди там пребывали лишь после смерти, и то в виде тени. Это страна наслаждений и удовольствий, о которой упоминали древнеэллинские поэты Гомер и Гесиод. Гомер упоминает, что Элизий находится на самом краю света, у берегов реки Океан. Элизиум сыграл свою роль в образных представлениях не одного поколения людей, которые перенимали из этих легенд ложное представление о божественном рае как о каком-то особом месте именно на земле, где избранные живут якобы в бессмертном теле. Что означает слово «элизиум»? Элизиум или Елисейские поля переводится с греческого языка как «поле пребывания», «земля пребывания Бога Эля». Известное по Библии древнееврейское имя Элиша – Елисей, Елиса, откуда и пошло название «Елисейские поля», как нам уже известно, встречается во втором тысячелетии до нашей эры в клинописных табличках аккадско-вавилонского эпоса, написанных шумерской клинописью. Интересно, что слово «эл» переводится обычно как «бог», «могущество», «сила», «тот, кто вверху», а слово «иш» означает «человек», а слово «элишева» означает «человек, клянущийся Богу». Причем существительное «шевуа» – «клятва» имеет тот же корень, что и числительное «шева» – «семь». Выявляется интересная цепочка. 7 первых мифических мудрецов Эриду, города первых царей шумерской цивилизации. 7 первых мудрецов в древнем городе-государстве Афинах, сыгравших ведущую роль в истории Эллады. 7 клянущихся Богу Элю. Вообще надо отметить, что в древности на Ближнем Востоке было достаточно широко распространено понятие договора, завета, разных его типов между людьми, между царями и подданными. Один из таких заветов означал торжественное обещание одностороннего характера, своего рода присягу, при которой одна из сторон обязалась выполнять определенные действия. Особым видом договора являлся завет, который заключался между Богом и человеком. Он имел сходство с договором о предоставлении прав правителям своим подданным. Интересно, что термин «Ветхий Завет» является калькой с древнегреческого, который буквально означает «договор прежний», тот, что был раньше. Эль. Наиболее известные на сегодняшний день упоминания о древнем верховном божестве, первопредке по имени Эль, также сохранились и в мифологии народов, населявших с 4-3 тысячелетия до нашей эры Сирию, Палестину, Финикию. Разные древние народы называли Эля по-разному. Например, одни из известных имен бога Эля – это Ил, Илу, Илим, Элим. В эллинистический период Эль-Илу отождествлялся с Зевсом. Кроме того, у него были разные эпитеты, под которыми он почитался в другие времена у разных народов. Например, в Сирии, а затем и в Римской империи, почитался как Элагабал, то есть Эл-горный, Гелиобал, солнце гор,
Или, например, такие эпитеты Эля, как Эль-Олам, то есть Бог вечный, Эль-Эльон, то есть Бог вышний. Одни из древнейших наименований, вошедшие в Танах, Библию иудаизма. Интересно, что местный бог Иерусалима Эль-Эльон почитался как Всевышний Бог, Творец неба и земли, владыка страны, доступ в которую представлялся им лишь при условии принесения десятины. Эль, прежде всего, почитался как символ высшей власти. Он считался властелином мира, отцом богов и людей, ниспосылающий людям потомство, царь годов, владыка бессмертия. Изображался в виде бородатого старца, в длинной одежде и высокой тиаре с рогами. Эля изображали принимающим жертву и благословляющим жертвователя, а также в образе быка. Предания гласят, что живет Эль у источника реки, у истока обоих океанов. Возглавляет совет всех богов, его детей. Боги действуют только с дозволения Эля. В угаритском списке богов упоминается и отец Эля, которого Эль впоследствии свергает ради собственной власти. Но постепенно Эль и сам теряет эту власть. В первом тысячелетии до нашей эры в иудейском доиудаистическом пантеоне образ Эля сливается с образом Яхве, Йова. Он широко почитался в Финикии. В других племенах Яхве почитают как сына Эля. Представления об Эле как символе власти, верховном божестве, возглавляющем совет богов, сохранились и в Библии. В Ветхом Завете есть такие слова: «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». На иврите они звучат так: «Мизмор леасаф, Элохим ницав бахадат эль бекерев Элохим ишпот». Более того, Элохим – это одно из наименований Яхве в Ветхом Завете во множественном числе, то есть означает не Бог Яхве, а боги Яхве. Вначале сотворили боги небо и землю. В иврите на месте слова «бог» стоит «элохим». Слово «элохим» встречается в Библии почти 2000 раз и происходит от общесемитского корня «эль». Эль также является древним наименованием Бога в Библии иудаизма Танах. Это сборник, вошедший в состав Библии христианской. В славянской Библии традиционно переводится словом «Бог» в значении «быть сильным», «могущественным», «вверху». Интересные факты. Факт первый. Эль до сих пор считается покровителем не только древних городов. Это имя можно найти и в названиях географических мест, древних архитектурных и храмовых строений. Эль фигурирует уже не только в обозначениях современных имен, но и в наименованиях целых народов, которые даже не ведают о подлинной истории, почему именно так, а не иначе, в кулуарах царей и их правителей принимается срочное решение о таком переименовании. И кто выступает спонсором подобных инициатив? И почему? Например, история Древней Греции. Еще со 2-го тысячелетия до нашей эры племена ахейцев, ахиян, наряду с ионийцами, дарийцами и аолийцами являлись одними из основных древнегреческих племен. Однако в VII веке до нашей эры архонты решили назвать подчиненные им племена, проживающие на определенных территориях, общим наименованием – эллинами, а страну – Элладой. Так она и называется до сих пор. А для народа было выдвинуто обоснование внедрения такого названия со ссылкой на мифы, архонтами же и писанные. Только вопрос, чью историю писали сами архонты. Факт второй. Бабара. Белый дом.
Белый дом – всем известное название. Но почему именно так называют обитель правителей в разных странах? Еще в 3-м тысячелетии до нашей эры в древней Месопотамии, во влиятельных на то время городах Сипар и Элласар-Ларса, были 2 храма. Предмет особых забот как вавилонских, так и ассирийских и халдейских царей. Так вот, в обоих городах эти храмы носили название Бабара – Белый дом или Дом Лучезарного. Например, в Сипаре Белый дом состоял из 300 залов и помещений, в числе которых находились жилища жрецов и царские покои. Белые дома были посвящены аккадскому богу Шамашу, который был внуком бога Энлиля. Бог Шамаш почитался главным образом как бог, устанавливающий законы и наблюдающий за их исполнением. Он считался подателем света и благосостояния, освобождал пленных и даже воскрешал мертвых. Изображался этот бог в виде старца с длинной бородой, который сидит на троне. Не правда ли знакомые для вашего сознания образы? Факт 3. Избранный Элен. Интересно, что сегодня слово «элита» в разных языках народов имеет одинаковый смысл – «избранный», и пишется почти одинаково – «элит». Wir sind die Elite zu einer neuen Elite. We are some of the global elite. Our elite. We elite. Elite. Controlled by the elites. The elite of the elite in Mario Kart. 딱 맞아. 엘리트는 내 몸에 Elite course, The elite. We are elite. Элит Симон. 엘리트 학생부. elite. Elite pro headsets. Мы — это элита элиты. Дайте 5. Полегче. Термин «элита» во французском языке с XII века, в английском языке с XIV века в значении «отбирать», «выбирать на службу», то есть выбирать слугу, за которым закрепляется подчиненная ему группа. В европейских языках слово «элита» распространяется к концу XIX века. В общий оборот вводится в 30-40-е годы XX века. Сегодня говорят о том, что идеи, послужившие впоследствии базисом для создания теории элиты, а именно отбор в правящие круги, воспитание, образование потенциальных лидеров, развивались в том числе и потомкам архонта Солона, древнеэллинским философом Платоном. Тем самым Платоном, который и упомянул о древней легенде об Атлантиде. Но на чем зиждилось его мировоззрение? И мировоззрение тех, чью волю он воплощал в своих произведениях. Старая новая идеология. Илиада, Одиссея. Илиада, Одиссея – древнегреческие эпические поэмы, приписываемые неизвестному поэту по имени Гомер. И поныне эти произведения превозносят для новых поколений в качестве непревзойденных литературных шедевров, памятников мирового значения. Но в чем их суть? Гомеровские эпопеи «Илиада» и «Одиссея» имеют сходство с вавилонской эпопеей Энума Элиш, а также о все видавшем о герое Гильгамеше и другими сказаниями шумеро-вавилонской литературы. Поменены имена главных богов. Но красная нить, запрятанная в эти истории о Троянской войне и скитаниях главных героев, сводится к одному. Последнее слово в судьбе героев или народов остается за советом богов, во главе с главным человекоподобным богом, которому свойственны все человеческие качества и пороки. На самом деле это не просто памятник прошлого, это пропись в сознании человеческом, идеологии атлантов, истории жизни богов, восседающих на горе бессмертия – Олимпе.
Илиада повествует об участниках событий Троянской войны, ключевой момент, в которой участвовали все боги Олимпа. Причем не сами боги участвовали, а собирались на совет и решали во главе с Зевсом, как именно будет развиваться ход событий, кому суждено проиграть, погибнуть, даже если удача была на стороне тех или иных героев или народов. В общем, как игра в шахматы с самим собой. То есть показана игра богов, пока сознание слушателя было погружено в эмоции разборок и распри героев, их конфликтных взаимоотношений. Говоря современным языком, это триллер, который заканчивается трагично для героев, где главный герой, с которого, по идее, люди должны брать пример, Геракл, кончает жизнь самоубийством. И снова утверждается идея, что бессмертие – это удел богов, но не людей. В «Одиссее» же рассказывается о скитаниях чудом спасшегося после бойни Троянской войны главного героя Одиссея, о его встрече с разными народами, чудовищами, с явлениями невидимого мира, магией. Но красная нить произведения остается та же. Боги собрались на совет и приняли решение о судьбе Одиссея, а затем управляли героем в его странстве как марионеткой. В результате руками героя неугодные уничтожены, послушные вознаграждены, последнее слово за богами. Так же, как и в случае с шумерами, текст был рассчитан на легкое запоминание и восприятие первичным сознанием, то есть на уровень восприятия 6-летнего ребенка. Герои или действия ассоциировались с моментами, с которыми человек сталкивается в быту, и это служило дополнительным напоминанием о сюжете. Так же, как и в случае с шумерами, эти произведения были адресованы именно слушателям, а не размышляющим читателям, с целью вызвать коллективные эмоции. Предполагалось, что слушатель знает предысторию, поэтому акцент делался именно на эмоциональном воздействии на слушателя. Более того, в качестве выступления к таким декламациям использовались гомеровские гимны, содержащие обращение к разным богам. Поэмы созданы такой же техникой, как и у шумер. При быстрой эмоциональной декламации, как и при восприятии музыки, все внимание публики приковано к сюжету и его развитию. Такой своеобразный древний рэп-рок-концерт. Итог – состояние коллективного возбуждения животного начала в публике. Проще говоря, порождался коллективный эгрегор. Люди были эмоционально заражены мыслями о сюжете и становились сами активными носителями и распространителями истории о богах Олимпа среди простого населения. Так же, как и в случае с шумерами, когда они готовили своих древних журналистов, здесь для пиара также готовились специальные люди. Как уже упоминалось, с VI века до нашей эры появились люди, за которыми на законодательном уровне было закреплено право публично декламировать поэмы Гомера, так называемые «сыновья Гомера», рапсоды. Но кто породил образ самого Гомера, так сказать, чьим сыном был Гомер? Ай да Гомер! Почему именно Гомер? В истории сохранилось несколько интересных фактов. Факт первый. В первом тысячелетии до нашей эры, особенно с X по VII век до нашей эры, происходили события, которые повлияли в последующем на изменение мировоззрения не только народов Востока, но и Запада, и отразились на мировоззрении современных людей. Именно в эти времена популярна вавилонская эпос-поэма Энума Элиш, ее продолжают переводить на разные языки. Появляется древнееврейская Библия Танах, составившая в последующем основу Ветхого Завета Библии. Сочиняются эпос-поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Интересно, что бог Энлиль был известен древним эллинам благодаря вавилонским переводам под именем Илинос, а слово «Елиада», еврейская «Эльяда», переводится с древнееврейского как «кого знает бог Эль» или «Эль знал», «узнал». Энлильство – Энлиль, Илинос, Елиада – Илиада. Факт второй.
В Библии, как раз в Ветхом Завете, упоминается о потомках Ноя, человека, пережившего потоп, согласно древним восточным сказаниям. У Ноя было 3 сына. Старшего из них звали Иафет. У Иафета было 7 сыновей. Среди них одного звали Гомер, а другого – Иован. А вот одним из сынов Иована считается Елиса, еврейское – Элиша. Вот они-то и считаются родоначальниками эллинов, древних греков. Факт 3. Согласно греческим легендам, именно Эллин, внук Прометея, а по другой версии сын Зевса, родоначальник эллинов, а его сыновья и внуки – эпонимы основных греческих племен. Почему именно гора Олимп? Название Олимп догреческого происхождения. Гора Олимп в предании считалась священной и сделалась местопребыванием эллинских богов и центром мифологических сказаний. Но мало кто знает, что гора Олимп получила свое название от слова «эль-олам». По сути, это известное с древности выражение, означающее то же, что и у шумер – гора бессмертного Эля. До сих пор в научных исследованиях литературы прошлого существует так называемый гомеровский вопрос. До сих пор ученые мужи спорят, когда, где, кем и для кого сочинялись эти поэмы. Сознание, как всегда, уводит внимание в мелочи от главного вопроса. То есть высвечиваются не глобальные причины возникновения, распространения по всему миру и последствия воздействия этих произведений на умы целых эпох и поколений, а сводится спор до точки, кто писал – один человек или коллектив соавторов. И этот спор традиционный, а не по сути. Организованная критика началась с VI века до нашей эры, как еще один способ пиара – привлечения внимания к произведениям. Впоследствии она была организована за счет таких авторитетов, как все тот же Платон, который порицал Гомера, так сказать, возглавил тех, кто против, чтобы регулировать в нужную сторону их мнение, и Аристотель, который восхвалял произведения Гомера и, соответственно, возглавил тех, кто за. В общем, как в игре взрослых, плохой и хороший полицейский. Все бы ничего, да только это была одна и та же команда. Ведь Платон был учителем Аристотеля. Команда, которая выполняла пожелания спонсоров. Спонсоров, преследовавших цели захвата власти и восстановления своего былого мирового господства. Тех спонсоров, кто знал, как работает сознание человеческое и как его активировать. Далеко не случайно именно Аристотель стал воспитателем 13-летнего будущего создателя мировой державы Александра Македонского, которому привил новое мировоззрение через любовь к Илиаде Гомера. Да так, что последующий список Илиады, составленный Аристотелем, этот завоеватель народов будет хранить вместе с кинжалом под подушкой. Известно, что Александр Великий всегда возил с собой в золотой шкатулке томик Илиады. Как и прописано в «Игре богов» по сценарию Илиады, боги героя быстро создают, используют, а затем он умирает по воле богов, а его имя используется в последующей пропаганде. Сейчас все знают имя Александра Великого, но кому от этого стало легче? Военные походы Александра Македонского способствовали распространению основ эллинизма на восток. И эта ветка также популяризировалась среди народов. В средние века одной из самых популярных книг в ряде регионов Азии и Африки, а также и Европы, стал роман об Александре, где биографию главного героя усилили вымышленными эпизодами. А в эпоху барокко Александр Македонский стал популярным персонажем театра и живописи. Распространение архонтского мировоззрения до сих пор продолжается всеми доступными им способами. Но каково оно изнутри? Олимп. Эллинскую мифологию называют олимпийской мифологией. Но насколько эти древние мифы соответствуют памяти об истории жизни допотопного высокоразвитого техногенного общества с тиранией вседержителя Эля?
Историю цивилизации, известной сегодня как Атлантида, можно понять разве только сейчас, в эпоху резкого скачка развития новых технологий. Олимп – гора бога Эля. Как гласят предания, гора Олимп – символ верховной власти. Это место, где земля сходится с небом и где небо переходит в огненный тончайший эфир. Там нет ни дождя, ни снега, там вечное лето. На Олимпе находятся дворцы Зевса и других богов, построенные и украшенные сыном Зевса, Гефестом. Ворота Олимпа открывают и закрывают горы, когда боги выезжают на золотых колесницах. Энлильство. Всеэллинский владыка, Эль, мировой вседержитель. Зевс, Ди, выступает вседержителем мирового порядка, а также карающей силой, образцом мирового вседержителя и вершителя мировых судеб, всецаря, всеэллинского владыки. Принадлежит третьему поколению богов, которое низвергло второе поколение – титанов. Зевс господствует на горе Олимп, повелевает природой и распоряжается судьбой людей. Из золы испепеленных Зевсом титанов происходят люди. Люди впоследствии являются носителями и титанического, и дионисийского, то есть идущего от Зевса начала. Диктат сознания. Как Эль захватил власть. Как Зевс захватил власть на Олимпе. Стандартный алгоритм работы сознания как части системы животного разума вводится в историю о Зевсе, как и в истории о вавилонском Мардуке, в виде модели для массового подражания новыми поколениями. Так Зевс низверг предыдущее поколение богов, отца Кроноса и титанов, приобрел верховную власть над богами и людьми, боролся за власть со своими ближайшими родственниками, породил детей и сделал их богами, внес новый закон, порядок, нормы морали, науки, искусства. Создал свою элиту богов нового типа. Создал исполнителей своей воли, которые передавали его решения правителям и героям в людском обществе. Не правда ли знакомая история о шумерском Энлиле и вавилонском Мардуке? Не правда ли знакомая история становления власти и правления того же Александра Македонского, которому с юношества привили вкус к Илиаде? И не только его. Причем эта модель вводится потомками атлантов изначально с подменами о духовном значении Бога для людей. Вводится так, что людьми понимается, что Верховный Бог такой же, как и люди, с животными страстями, и что якобы никакой иной альтернативы мирного сосуществования общества не бывает. Ведь якобы сам всемогущий Бог поступает точно так же. Почему в головах современных людей вложен образ Бога в виде человека с бородой, сидящего на троне? Кому это выгодно? Система не понимает, что такое истинная духовная жизнь. Поэтому диктатура сознания над личностью порождает соответствующие образы, прописанные в алгоритмах диктата системы над людьми. Человек по имени Эль, провозгласивший себя Богом. Зевс и боги Олимпа имеют человеческий облик. Им свойственны все человеческие страсти, эмоции, развлечения. Они вступают в многочисленные браки, живут праздно и беззаботно. Пируют боги в своих золотых чертогах. Супруга Зевса Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и золотая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Дочь Зевса юная Геба и сын царя Трои Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им еду, делающую их бессмертными, амброзию и нектар, пищу и напиток богов. На этих пирах решают боги все дела. На них определяют они судьбы мира и людей. Высокие технологии допотопной цивилизации. Бессмертие в теле для избранных Эля. Пролонгирование жизни за видовой предел.
У разных народов сохранились легенды о былом времени, в котором есть интересные сведения о достижениях науки в допотопной цивилизации. В области медицины это пролонгирование жизни за видовой предел, то есть значительное долгожительство людей того времени, а также владение медицинскими технологиями омолаживания организма. Связаны эти легенды с напитками и едой бессмертных богов – амброзией, сомой, амритой в древнеиндийских сказаниях, молодильными яблочками в сказаниях народов Запада, персиками в китайских сказаниях, у шумер с технологиями, которые в изображениях того времени выглядят как кедровые шишки. Их производят в особом месте – кедровом лесу, где бог Энлиль поставил свою личную охрану. Но если суммировать эти упоминания разных народов об одной и той же технологии, делающей людей долгожителями, то можно понять следующее. Существовала лаборатория по изготовлению этого лекарства – пищи богов, которая находилась на отдельном горном острове и тщательно охранялась по приказу верховного правителя богов – владыки воздуха и неба. В мифах она называется по-разному. Сады Гесперид, яблоневый Эмайн в стране вечной юности, волшебные яблоневые острова, Инсула Авалонис, гора Муджават и так далее. Находился этот остров на краю мира, у берегов реки Океан. Хранительницами золотых яблок вечной молодости были несколько женщин. Например, в древнегреческой легенде нимфа Гесперид, дочери титана Атланта. А сам сад охранялся неким объектом, который пытался уничтожить всех, кто приходил с целью похищения этих яблок. А это, как правило, были смертные люди, герои, совершавшие свои подвиги или охотившиеся за секретом бессмертия или долгой жизни. Например, древнегреческий Геракл, шумерский Гильгамеш, древнеиндийский царь-птиц Гаруда и другие. У эллинов это охранник места с плодами бессмертия, стоглавый дракон Ладан. У шумер в сказаниях Гильгамеш и гора бессмертного это Хувава, многоногое и многорукое существо, окруженное поражающими магическими лучами сияния. Дух дерева, на котором произрастают эти чудесные яблоки. В древнегреческих легендах упоминается, что это дерево богиня земли Гея подарила жене Зевса Гере в день ее свадьбы. А сама Гея была хранительницей древней мудрости, древнейшим доолимпийским божеством, благодаря которому произошли первые поколения богов, титаны, другие существа и природные явления. А вот древнеиндийские сказания оставили более подробные технические описания того места, где находился главный секрет бессмертия бога воздуха и неба Индры. В сказаниях, где описывается, как птица-герой похищала амриту богов, приняв золотой облик, сияющий как сноп солнечных лучей, говорится о том, что она проникла туда, подобно тому, как водяной поток вливается в океан. Близ амриты было колесо с острыми краями, отточенными, как бритва, которое беспрестанно вращалось. То могучее сооружение, грозное и страшное на вид, сияющее огненными лучами, было искусно построено богами для уничтожения похитителей Сомы. Преодолев колесо, ей пришлось одолеть 2 змей, приставленных для охраны амриты, равных по блеску пылающему огню, ужасных на вид, с языками как молнии, с пастью, полыхающей пламенем, наделенных великою силой, постоянно гневливых и стремительных. Их горящие глаза содержали яд, они постоянно горели гневом и никогда не мигали. И достаточно было одной из тех змей только посмотреть на кого-нибудь, как тот немедленно превращался в пепел. За эти яблоки вечной молодости шла постоянная борьба и распри между богами, откуда и возникло название «Яблоко раздора». В германо-скандинавских мифах о богине вечной юности Идун, которой было позволено собирать эти чудесные яблоки для богов, сохранились интересные детали. Молодильные яблоки, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость, имели одно свойство – их действие длилось 40 дней.
И если не было дальнейшего употребления этих чудесных яблок, то эта утрата сразу старила богов, глаза их затуманивались, кожа становилась дряблой, разум ослабевал, и над ними нависала угроза смерти. Почему такое происходило? И дело тут вовсе не в ошибках науки, ведь пролонгировать жизнь за видовой предел можно и без последствий. Все дело в тотальном контроле Элем своей элиты. Такой контроль Эль осуществлял каждые 40 дней. Поэтому раз в 40 дней все боги собирались на пир, где угодные Элю получали это лекарство, пролонгирующее жизнь еще на 40 дней. Ну а если кто вздумал не подчиняться Элю и своевольничать, тот просто, где бы он ни находился, очень быстро старел и умирал. Поэтому все беспрекословно подчинялись Элю, чтобы жить. Смертные, бессмертные боги. Но были ли на самом деле эти так называемые боги бессмертны? Нет. Например, в древнегреческих сказаниях говорится: «Властвует Рок над смертными и богами». Даже судьба самого Зевса в руках неумолимых богинь судьбы, Моир, которые прядут жизненную нить человека, определяя сроки его жизни. Оборвется нить, и кончится жизнь. Медицинские технологии омоложения. А что досталось во владение элите от эпохи грандиозных открытий науки в области омолаживающей медицины? Всего лишь косметические процедуры. В мифах упоминается, что боги могли управлять красотой и преобразовывать по своему желанию других людей с помощью определенных технических предметов, названных в сказаниях волшебными предметами. Например, у Гомера богиня Афина одним прикосновением своей волшебной палочки сделала Одиссея выше, прекраснее, завела ему кудри. Также Афина преобразила и Пенелопу накануне встречи ее с супругом, сделала ее выше, белее и вылила на нее мазь амброзии, которой пользовалась сама Афродита. Межконтинентальные перелеты. В мифах народов мира упоминается о полетах богов, царей и их вестников на быстроходных средствах передвижения по воздуху, зачастую похожих на птицу. Так, например, царь Этана верхом на орле подымался к богам, а потом вернулся в свой город для продолжения царствования. У Ириды, которая передавала послания олимпийских богов и исполняла их повеления, были радужные легкие крылья, которые несли ее быстрее мысли, в мгновение ока доставляя в самые дальние края. В китайских сказаниях упоминается, что особенностью жизни бессмертных людей сянь были их постоянные полеты на журавлях, сяньхэ, журавли бессмертных, умение мчаться на облаках, управлять летающими драконами. Что они в своей стране бессмертия летали с одной горы на другую и странствовали за пределами 4 морей. В древней Месопотамии орел указывается как символ божества войны шумерского Нингирсу, сына Энлиля. В сказаниях Древней Индии упоминается, что боги летали на небесных колесницах, быстро преодолевая большие расстояния. Из информационных технологий упоминается умение управлять, пользоваться голографическими образами и передавать их на расстоянии. Боги Олимпа якобы могли принимать разные облики. Сам Зевс часто принимал образы облака, дождя, быка или орла, посещая разные места. Образ быка принимали также и Мардук, и Энлиль. Строительные технологии. Упоминаются также и технологии строительства в легенде о Зете, сыне Зевса, и его братья-близнецы Амфионе. При строительстве стен города Фивы Зет носил и складывал камни, а Амфион лишь одной игрой на лире приводил их в движение и заставлял ложиться в установленное место. Волшебные предметы. Налицо использование различных технических предметов.
Так, например, Гермес, один из представителей элиты Олимпа, сын Зевса и Майи, одной из дочерей Атланта, являвшийся посредником между людьми и богами, покровителем магии, торговли, глашатаев, имел крылатые сандали, таларии, дававшие ему возможность подниматься в воздух и передвигаться с большой скоростью. Также имел волшебный жезл, кадуцей, усыпляющий и пробуждающий людей. Он использовался для того, чтобы передавать волю богов смертным людям. И чаще всего это делалось во сне, когда человек спал. Гермес раздавал героям волшебные предметы, ведал тайны Аида, закрытые и доступные только посвященным. Управление ветрами. В древнегреческих сказаниях упоминается о повелителе ветров Эоле, царе плавучего острова Эолия. Согласно Одиссее Гомера, главный герой, будучи в гостях у Эола, получил от него в подарок кожаный мешок, в котором были зашиты ветра, со строгим наказом не открывать его. Но когда Одиссей продолжил свое путешествие на корабле, то его спутники случайно вскрыли мешочек. Вырвавшись оттуда, ветра сбили корабль с пути его назначения и снова пригнали корабль обратно к острову Эолия, где Одиссею уже было отказано в гостеприимстве. Сказание о кожаном мешке с заключенными в нем ветрами встречается и в других мифологиях. Также в сказаниях об Одиссее упоминается и быстроходный корабль с автопилотом. Упоминается, что корабли того же Одиссея были снабжены устройствами связи. На носу корабля был укреплен кусок додонского дуба, благодаря которому корабль сам давал прорицание и открывал аргонавтам волю Зевса. Как Эль раздавал наделы своим взрослым детям. Сохранился целый ряд упоминаний и в сказаниях о богах Олимпа, и в сказаниях о богах шумеро-аккадского пантеона, и в сказаниях других народов Востока, как Эль раздавал уделы, земли на разных континентах с населяющими их народами, своим детям, которых он объявил богами. От имен этих богов происходили названия городов, племен, местностей, гор, морей, календарных месяцев и прочее. Например, в легендах о богах Олимпа упоминается, что одну из возлюбленных нимф Зевса, которая родила ему Гермеса, звали Майя. От нимфы Майи происходит название месяца – май. Ей приносились жертвы 1 мая. Любопытно, что до сих пор во многих странах 1 мая официально отмечают как праздник, хотя название самого праздника и причины этой памятной даты указываются разные. Развлечения детей богов. Как в легендах Шумер, так и в легендах об Олимпе остались упоминания о том, как эти боги, дети Эля, развлекались, в том числе и реализуя свои эгоистичные, злые капризы, начиная от переименований народов, сеяния распри между людьми, споров между собой за территории процветающих городов и наказания людей за любой их выбор в пользу того или иного спорящего бога, заставляя людей молиться на них, и заканчивая их оргиями и убийствами людей, что было обычным развлечением богов. Так, например, в олимпийской мифологии есть легенда о судьбе семьи Необы, дочери Тантала, жены фиванского царя. Необа имела 7 сыновей и 7 дочерей, красотой подобно богам. Как-то раз она не пошла на молебен и преподношение жертвы богине Олимпа, дочери Титанов, Лето, и ее детям-близнецам Аполлону и Артемиде, как это обычно делали женщины этого города, молясь им, как богам. Необа имела неосторожность похвалиться количеством своих детей по сравнению с Лето, ведь Лето имела только 2, и то незаконнорожденных детей от Зевса – Аполлона и Артемиду, и была преследуема за это женой Зевса, Герой. Лето узнала о том, что сказала про нее жена фиванского царя, разгневалась и пожаловалась своим детям, пребывающим на Олимпе. Аполлон и Артемида незамедлительно помчались и умертвили стрелами всех детей Необы. В одночасье погибла вся семья. Ее муж, узнав о гибели детей, покончил с собой. Необа же от горя обратилась в камень, из которого льется источник, ее слезы.
Даже в виде камня Необа не переставала чувствовать свои печали, оплакивая своих детей. Вот так развлекались боги. Интересно, что ныне, первый день лета, отмечается во многих странах как праздник – Международный день защиты детей. Вопрос только в том, в честь чьих детей назван праздник в первый день лета. Сегодня многие люди знают имя Лето, то есть убийцы детей, но не Необы, матери, утратившей детей и всю свою семью. Игры богов. Развлечения Зевса. На Олимпе царили зависть, злоба, гнев, месть, постоянные распри и ссоры, выяснение отношений, кто лучше, кто обладает большим влиянием среди элиты богов и кто более могуществен и славен среди смертных людей. Как говорится, рыба гниет с головы. Как же развлекался сам Зевс? В легендах о богах Олимпа упоминается следующее. Зевс уничтожает род атлантов, забывших о почитании богов. Несколько раз Зевс уничтожал человеческий род, пытаясь создать совершенного человека, поскольку его желание было уничтожить жалкий род людей и насадить новый. Зевс насылает проклятие, которое страшно реализуется на отдельных героях и целом ряде поколений людей. Легенды о Тантале, Сисифе, Атридах, Кадмидах. По велению Зевса к скале прикован Прометей, укравший искру гефестового огня, чтобы помочь людям, обреченным Зевсом на жалкую участь. В честь Зевса устраивались панэллинские Олимпийские игры в Олимпии. Троянская война. Избавление Зевса от героев. Одна из центральных тем Илиады Гомера – Троянская война. Возникновение Троянской войны античные писатели объясняют волей Зевса, пожелавшего уменьшить бремя земли. Зевс не только способствовал возникновению Троянской войны, но и сама война тоже следствие решения Зевса – покарать людей за их нечестие. Началось с гордыни и расприй. По воле Зевса развивались события, которые привели к затяжной войне. И начались игры богов. Начали разыгрываться шахматные партии. Если внимательно проследить историю многих войн человечества, начиная от Шумер и по сей день, то можно увидеть, что наиболее тяжелые в истории человечества войны разыгрывались как под копирку. Были собраны большие войска со сторон воюющих. В состав ахейского войска входили знатнейшие герои. Одиссей, Ахилл, оба Аякса, Диамет и многие другие. Предводителем всего войска был избран Агамемнон, как самый могущественный из ахейских царей. Он был сказочно богат и имел выдающееся положение среди эллинских царей. Ахейский флот, собранный в гавани, насчитывал свыше 1000 кораблей. Еще до решающих битв на войска насылается моровая язва. После длительных войн и завоеваний Трои погибает не только население той местности и его защитники, но и уничтожаются победившие герои. В лагере ахейцев сразу же возникают распри. По воле богов во время страшной бури многие корабли гибнут от волн и ветра. Другие разбиваются на прибрежных скалах, обманутые ложным сигналом Навплия. Даже выживший предводитель войска Агамемнон, который получил богатство и добычу от войны, по возвращению домой был сразу же убит, стал жертвой заговора его жены Клитеместры и Эгисфа. Окружение Зевса заранее знало о героях, которым суждено погибнуть в этой войне. То есть вся их участь была предрешена. Показательный пример – Ахилл, который впоследствии был объектом подражания Александра Македонского. Ахиллесова пята. Морская богиня Фетида
зная, что ее сыну Ахиллу, а он был самым юным из поколения героев, будущих участников Троянской войны, суждено погибнуть, пыталась его спрятать. Однако это все равно в результате не спасло героя, считавшегося неуязвимым. Его нашли, вернули на Троянскую войну и убили. Он погиб от 2 стрел Париса, направленных рукой Аполлона. Выражение «Ахиллесова пята» для элиты – это был образец, что достаточно поразить героя в уязвимое место, чтобы его убить. А для простых же смертных образ жизни Ахиллеса закладывался как модель поведения для новых поколений смертных героев, где герой должен был знать, что ему суждено прожить короткую жизнь, и он должен был стремиться прожить ее так, чтобы слава о его беспримерной доблести сохранялась на века у потомков. Герой. Интересна этимология древнего эллинского слова «герой». Словом «герой» древние греки первоначально называли дух умершего, влияющего на живых, то есть субличность. Героями считались души выдающихся предков, вождей. Затем понятие расширилось, и героям стали причислять некоторых людей, родившихся от союза богов со смертными. В таких поэмах, как «Илиада», герои считались благодетелями людей, истребителями чудовищ, исполинов-разбойников. Но был один момент. Главные герои зачастую были обречены на смерть по воле богов или же заканчивали жизнь самоубийством. И в честь дня их смерти, как правило, и проводились всеобщие спортивные игры с зажжением факела, откуда и пошла в Древней Греции традиция проведения Олимпийских игр. Эта же история прослеживается и в шумерском эпосе о Гильгамеше, где боги принимают решение о смерти героя, отказав ему в бессмертии. Через своего посланника они сообщают, что послесмертная судьба у него будет замечательная, ему поставят памятник. Кроме того, каждое лето в месяц Ненегар около его статуи будут проходить спортивные состязания в его честь. Боги напомнили Гильгамешу, что вечной жизни ему никто не обещал, и посоветовали смириться со своей судьбой и поскорее отправиться к предкам. То есть целенаправленно взращивался культ умершего героя. Жизни одного героя не хватало, чтобы воплотить все предначертания элиты богов. Поэтому в мифах укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного преодоления испытаний и трудностей. Зачастую герой испытывает мучительную смерть, самосожжение Геракла, гибнет от руки вероломного злодея, Тесей, по воле враждебного божества, Орфей и Полит. В результате образ Геракла находится на Олимпе, а тень его скитается в Аиде. Вместе с тем подвиги и страдания героя рассматриваются как своего рода испытания, вознаграждение за которые приходит после смерти. Жрецы искали формулу, по которой люди всю жизнь будут жить в ожидании бессмертия, не работая над собой духовно, а тратя жизнь на укрепление власти жрецов и вождей. Откуда и пошли подмены, что с Богом человек якобы может встретиться только после смерти, а не при жизни соединиться с Ним, духовно работая над собой. То есть ложная надежда, обещание от системы на потом. Прошли тысячелетия, а людскому обществу навязывалась все та же игра, все то же разделение на богов, героев и дикарей, что и у шумер. Разве только эти понятия все больше внедрялись в умы новых поколений как единственная форма существования человека, в чем якобы и заключена его свобода и цель жизни. А на самом деле шло порабощение человечества системой и концентрирование внимания на диктате сознания. Этимология древнегреческого слова «трагедия». В древнегреческом языке слово «трагос» означает «козел», «оде» – «песня». Таким образом, слово «трагедия» буквально значило «песня козлов». Трагедия как театральное развлечение для элитной публики, как известно, родилась в Древней Греции – Элладе. Древнейшие театральные постановки были неразрывно связаны с культом эллинского бога плодородия,
сына Зевса и Диметры, Диониса, или другое его имя – Вакх, откуда пошло слово «вакханалия», как безудержное своеволие, разгульное пиршество, оргия, празднество в честь Вакха, бога вина и веселья. Сначала излагались различные предания о Дионисе в форме диалога между хором и его предводителем – корифеем. Хор обычно состоял из сатир, козлоногих спутников Диониса. Актеры, изображавшие сатир, этих полулюдей-полукозлов, были наряжены в козьи шкуры. Пение хора козлоногих сатир и получило название «трагедия». Так и повелось с тех времен. Для людей – трагедия, а для элиты – всего лишь песнь козлов. То есть бесконтрольный разгул системы животного разума в человеческом обществе, где внимание человеческое концентрируется исключительно на животном начале человека – страхе, ненависти, злобе, конфликтах. Система всегда ненасытна. Что требует диктат сознания, когда он единовластно правит личностью? Хлеба и зрелищ. Для системы, вечно испытывающей голод, хлебом является жизнь человеческая, кровавые побоища, а зрелищем – концентрация внимания людей на этих событиях, стимуляция животного начала в человеке, а следовательно, корм в системе. Поэтому неудивительно, что основные развлечения Эля и его элиты концентрировались на войнах и конфликтах, тем более когда они единовластно владели непревзойденным вооружением. Климатическое оружие. Эгиох – один из эпитетов Зевса, буквально означающий «носящий эгиду», «щитодержец». Эгида – это щит Зевса. Эгида или эгид в переводе с древнегреческого означает «буря», «вихрь». Считалось, что этим щитом Зевс вздымает грозные бури. Современное выражение «под эгидой» означает находиться под покровительством, защитой какого-либо лица или действовать в рамках какого-либо учреждения, организации или предприятия. Например, действовать под эгидой ООН и так далее. Упоминается, что Зевс, господствуя на горе Олимп, повелевает природой и распоряжается судьбой людей. Он производит гром, собирая тучи, вызывает бури одним сотрясением своей эгиды. Он насылатель ветров, дождей и ливней. Зевс не сразу обладает этим оружием. В начале своего становления и борьбы за власть его братья и сестры вынуждены были отдать во владение Зевсу гром и молнии. Считалось, что эгидой, наводящим ужас щитом, Зевс вздымает грозные бури. Бросая правой рукой молнии, Зевс левой рукой потрясает эгиду, увешанную 100 кистями. В середине эгиды находилась голова горгоны Медузы. Потрясая эгидой, Зевс производил громовые раскаты, пугающие богов и смертных. Эгида принадлежала не только Зевсу. Ее могли носить Афина и в исключительных случаях Аполлон. О том, что разрушительные бури и ветры были сферой деятельности различных богов, которые уничтожали ими врагов и ненавистные им города, упоминается и в шумеро-аккадском эпосе. Согласно легенде, Зевс владел ветрами. Он заключил ветра за отвесными скалами плавучего острова Эолия, окруженного медной стеной. Зевс поручил присматривать за ними Эолу, царю этого острова. Упоминалось, что если дать полную волю этим ветрам, они поднимут на воздух и землю, и море. Обязанностью Эола было выпускать ветра по одному, в соответствии с желанием богов или собственным. Когда нужна была буря, Эол бросал в скалу копье, и из образовавшегося отверстия начинали дуть ветра до тех пор, пока Эол не закрывал его. Он настолько был старателен перед олимпийскими богами, что, по мнению жены Зевса Геры, даже заслужил приглашение присутствовать на пирах богов. Атрибуты Зевса: эгида, скипетр, молот. Зевс – установитель всякого порядка и закона на земле. Перед ним трепещут боги и смертные. Грубой силой, подавляя сопротивление и наказывая,
Зевс утверждает свои принципы с помощью силы. Одним из оружий Зевса также является Перун, извергающий молнии. Изображение оружия богов можно встретить не только на артефактах Древней Греции, но и Шумер, Древней Индии и других народов. Древнегреческие предания гласят, что Зевсу для борьбы с титанами киклопы выковали гром, молнию и перун. Зевс в сражениях пускает в ход перуны, гром и молнии так, что дрожит сам Аид, а земля-великанша горестно стонет. Когда олимпийцы и титаны швыряют друг в друга скалы и горы, жар от Зевсовых молний опаляет мир. Поднимается вихрь пламени, кипит земля, океан и море. Жар охватывает землю и хаос. Солнце закрыто тучей от камней и скал, которые мечут враги. Ревет море, земля дрожит от топота великанов, а их дикие крики доносятся до звездного неба. Не правда ли знакомое вам описание последствий взрывов ядерных бомб? Ядерные войны древности. Скрытая история. Вы не задумывались, откуда в литературе древности появилось понятие, что война связана с волей богов? Откуда в человеческом обществе возник ритуал, что перед тем, как идти в военный поход, племя или народ должны принести жертву одному из своих божественных покровителей с просьбой защитить и даровать им победу? Почему бытовала уверенность, что это божество-покровитель примет личное участие в сражениях, поддержав их оружием богов? И, наконец, откуда народам, которые знали лишь копья, лук и стрелы, было ведомо о древних событиях, характеризующих ведение ядерных и термоядерных войн? Сегодня накопилось много неудобных фактов, перечащих официальной версии всемирной истории, указывающих на то, что мир уже ввергался в пучину мировой ядерной войны, и это закончилось глобальной катастрофой, весьма плачевно для всего тогдашнего человечества. Ядерные войны уже были в далеком прошлом и оставили много геологических свидетельств о масштабных военных конфликтах древности. Это наличие множества кратеров, повышенное содержание радиоактивных изотопов, наличие радиоактивных зон, наличие огромных полей рассеяния тектитов на разных континентах, часть которых имеет период возникновения 12 тысяч лет назад, а также ряд отличий от тектитов природного происхождения. Тектиты – это кусочки природного стекла, оплавленные при резком, значительном повышении температуры и быстром их охлаждении. Сегодня подобную картину можно наблюдать на испытательных ядерных полигонах. Известно, что тектитовые поля появились и в японских городах Хиросиме и Нагасаки после взрыва ядерных бомб в 1945 году. Подобные древние эпицентры, последствия атомных взрывов разрушительной мощности, находят в разных местах земного шара, что свидетельствует о крупномасштабном военном конфликте с применением не только ядерного, но и неизвестного на сегодняшний день вида оружия. О Великой войне богов с применением всеразрушающего оружия свидетельствуют и предания разных народов. Один из таких ярких примеров – древнеиндийский эпос Махабхарата, в котором описана война и ее последствия после применения необычного всеуничтожающего оружия. Интересные факты. Факт первый. Интересно, что первая редакция поэмы эпоса Махабхарата, повествующая о большой войне и распрях, была осуществлена в том же VII веке до нашей эры, богатом на события сторонников Эля. Причем история повторяется, так же, как и в истории с таинственным Гомером, обработка текста приписывается одному автору, легендарному таинственному мудрецу, который редактирует знаменитый древнеиндийский эпос Махабхарата, а также Веды, Пураны и другие индийские философские тексты. Его именуют мудрец Вьяса, имя которого с санскрита означает дробность, разделение, рассеивание
разбрасывание. Также его называют Шашвата, то есть бессмертный, вечный. Факт второй. В поэме-эпосе Махабхарата по плану богов руками одних людей должны быть истреблены другие, причем их родственники. Одним из главных отрицательных героев является Карна, образ которого по накалу трагизма сближается с образом героя Ахилла из поэмы эпоса Гомера «Илиады». Так же, как и Ахилл, Карна погибает. Причем описанию гибели Карны сказание уделяет больше места, чем чьей-либо другой, включая божественного Кришну. Факт третий. В Махабхарате указывается, что эти события, война с применением оружия богов и последующие катаклизмы, произошли на стыке эпох Двапара-юга, где люди имели возможность жить по 1000 лет, и эпохи Кали-юга. Мегалиты. Так была ли в древности цивилизация с высокими технологиями, которые по своему совершенству превышают открытия современной науки? Безусловно. Подробнее о науке древности можно узнать в докладе «Исконная физика АЛЛАТРА». На сегодняшний день есть достаточно много артефактов, начиная от остатков древних знаний и заканчивая мегалитическими сооружениями, идеально сохранившимися в течение тысячелетий. Любому скептику достаточно обратить внимание на ту же науку Древнего Востока и задаться вопросом, откуда древним были известны точные величины в геометрии, математике, физике. Но, пожалуй, наиболее наглядным свидетельством служат мегалитические города, расположенные в разных частях света, технологии их строительства, которые современному человеку не удается воспроизвести до сих пор. Монолиты, менгиры, пирамиды, города, храмы, дворцы, аэропорты и остальные древние постройки, обнаруженные в разных частях света, поражают своей масштабностью, устойчивостью, совершенством конструкций. Практически все сооружения древности были выполнены из больших и тяжелых камней, мегалитов, весом в несколько десятков, а порой сотен тонн. Иногда в кладках стен построек и в виде отдельных монолитов встречаются и более тяжелые каменные глыбы – трилитоны, вес которых более 1000 тонн. Инженеры далекого прошлого обладали знаниями, как сделать прочную конструкцию из камней с огромным весом, как поднять очень большие каменные блоки, установить их на большую высоту и скрепить между собой без раствора. Владели знаниями, как совершать полигональную кладку, как сделать качественные сплавы металлов для прочных металлических стяжек. И сегодня можно видеть, что срезы на камнях сделаны механизмами с ювелирной точностью, что давало эффект плотного прилегания камней, в щели между которыми невозможно вставить даже лезвие бритвы. Мастера прошлого оставили множество следов использования высокотехнологичного оборудования, супермощные дисковые пилы, шлифовальные машины, сверла, возможно, ультразвуковые, фрезы и многие другие приборы, о которых нынешней цивилизации еще неизвестно. Оставленные следы впечатляют своей ровностью, ультратонкостью и точностью, большими размерами и высоким качеством самих приборов, которым под силу с легкостью разделаться с каменными изделиями очень качественных и твердых пород. Мегалиты были сделаны на высоком уровне не только технически, но и место их расположения, форма сооружений, оставленные изображения на камнях были выполнены исходя из знаний астрономии, географии, высшей математики и других точных наук. Но что стоят все эти высокие технологии и величественные постройки, когда общество утрачивает духовность? Нет ничего ужаснее зла на троне, когда его супругой становится страшная сама по себе власть. Под эгидой Эля. Высокие технологии. Единое мировое правительство. Бессмертие. Клонирование. Игры богов. Климатическое оружие. Ядерные войны. Уничтожение Атлантиды.
На сегодняшний день мировая общественность остается в плену элицентризма. И этим пропитано все, начиная от программ системы образования новых поколений, принятых в цивилизованных странах, которые навязывают изучение истории и литературы в определенных рамках, и заканчивая внедрением имен из литературного наследия слуг Эля в качестве названий различных сообществ, глобальных проектов, фирм, предприятий, предметов быта и так далее. Вы не задумывались, почему сегодня появилось много людей, которые не верят в Бога, ошибочно полагая, что это старец с бородой, сидящий на троне, но в то же время понимают, что все-таки есть нечто высшее, но в виде вселенского разума, системы, вследствие чего у верующих возникают вопросы, что раз Бог такой любящий, то почему Он допускает войны и распри? Откуда появилось столько людей, гордящихся атеизмом и считающих историю войн важнее, чем духовное знание? Откуда пошло, что мировая экономика гораздо важнее свобод человеческих, что материальные ценности превалируют над жизнью человеческой? Люди не замечают, кто давно уже царит в их головах. Они пользуются словами, не понимая их истинного значения. Даже личные имена многих людей – это не исконные имена тех народов, которым они принадлежат, а это имена, которые имеют древнегреческую или древнееврейскую этимологию происхождения. Вопрос – почему именно так, а не иначе? Вы думаете, вас это не касается? И вы не втянуты в эту игру системы? Посмотрите внимательно. Какой информацией окружены вы и какие сравнения и образы витают в ваших мыслях? О чем вас заставляют мечтать нынешние рапсоды слуг Эля? Что подсознательно выбираете вы в каждом дне? Сегодня слово «элита» внедрено в умы потребителей как нечто качественно высшее, к чему якобы должен стремиться человек, что может достичь в этом мире своей изворотливостью, предприимчивостью, максимальным приложением силы внимания. Элитные машины, элитные дома, элитные товары, бизнес-элита, деловая элита, спортивная элита, элита искусства, элита политическая, элита военная, элита идеологическая. Но что такое элита в исконном понимании этого слова? Элита – это слуги раба дьявола. Эля. Но какова цена такой избранности? Кого она порождает в потребительском обществе? Так ли безобидна та литература, которая ныне внедрена в ряды шедевров мировой классики? Остатки знаний об атлантах сохранились в эзотерических религиозных традициях разных народов. Их хранителями выступали жрецы. К знаниям атлантов апеллировали многие оккультные организации. Реконструировать наследие Атлантиды пытались теософские и антропософские общества. Акцент делался на избранной расе людей или доминации одного народа, который якобы ведет свое происхождение от богов Атлантиды, над другими. Эту идею разделения на господ и рабов использовали диктаторы в разные времена. В культурологической традиции нового времени Атлантида стала одним из символов торжества интеллекта, проводником идей для формирования общественных идеалов потребительского общества. Александр Македонский, который был убежден в идее утверждения единовластия, то есть единого господства над миром,
далеко не единственный пример влияния на выбор людей под воздействием подобной литературы в интерпретации слуг Эля. Другой показательный пример – рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который в свое время также был твердо убежден не просто в существовании Атлантиды и дальнейшем расселении атлантов, но и в том, что потомки атлантов в лучшей форме сохранились только в Германии. В 1945 году в его библиотеке союзники обнаружили порядком зачитанные книги о цивилизации атлантов, в числе которых была и ледовая космогония Хёрбергера о сверхрасе людей, расе господ, которая приобщила к цивилизации греков, египтян и других. Кому это выгодно и зачем? Вы думаете, случайно в культурологической традиции нового времени Атлантида – символ торжества интеллекта? Сколько фильмов ей посвящено, литературы, статей? Сколько внимания и трудов потрачено и привлечено к ее поиску? Но зачем все это? Вы не задумывались, почему в вашем сознании, помимо вашего желания, активно формируют заведомо положительный образ Атлантиды? Атлантиду продолжают искать до сих пор. Но интересно, куда направляют внимание новых поколений? В поиск ответов на вопрос, где она находится и что с ней случилось. Но не более того. Что слышал мимоходом современный человек об Атлантиде? Что с Атлантидой случилась трагедия. Что там жили высокодуховные и высокообразованные люди. Раса господ. Каков ожидаемый результат? Программа, заложенная Элем, стремление к мировому господству. Вполне очевиден глобальный интерес определенных лиц, планирующих на столетия вперед. Установление нового мирового порядка в человеческом обществе и возвращение на трон Эля. Но существует древнее выражение: «Всякая власть возбуждает пороки, абсолютная власть порождает дракона». Информация разрознена. И без ключа человек не имеет глобального понимания, веря в то, что тешит его гордыню, попадая тем самым в систему манипуляции им извне. И таких, как он, миллионы. Слуги Эля только заказывают пиар в СМИ. Но делается вся эта пропаганда и реализация идей мирового господства руками непонимающих людей, лишенных своей истории. Их жизнями элита, потомки Эля, выкладывает себе дорогу в то будущее, которое они свято верят в надежде на возобновление былой власти. Но что стимулирует слуг Эля творить все эти дела в сегодняшнем дне, если это всего лишь история? Ответ прост. Обещание системы о 9-м дне. Они верят, что в построенном ими будущем, когда Эль снова придет к власти, они возродятся в материальных телах в Элизиуме, поскольку в их тайных орденах под огромным секретом, доступным лишь посвященным, сохранились предания о том, что все это абсолютно реально, имеет научное обоснование, и подобное воскрешение в телах проводилось во времена Эля. На самом деле это обман, потому что при Эле проводились эксперименты, но только в отношении переноса части сознания человека и сотворения тела из ДНК умершего через 40 дней после его смерти. Но обман состоял в том, что личность самого человека, тот, кем является и чувствует человек себя при жизни, на самом деле становилась субличностью, а людям демонстрировалась копия, просто клон человека, но не сам человек. В системе все ложно. Кто знает прошлое, тот понимает настоящее и может предвидеть будущее. Шумерская клинописная табличка. Но что в итоге? Система стандартно создает свои очишки и использует людей, которые живут в иллюзиях навязчивых мыслей, не ведая, что ими манипулирует система и чем эта игра в материальное бессмертие закончится в первую очередь для них. Их мечта о бессмертии в материальном теле – это мечта системы о 9-м дне, которая так и останется пустой иллюзией, ибо сама система конечна и смертна.
Ее мгновенное существование с миллиардами лет — это ничто для мира вечности, мира духовного. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, система устроена так, что все открытия, что ты получаешь, твое сознание затирает, и все понимания очень быстро исчезают, загоняя тебя в стойло обычной жизни. И от твоей свободы и пониманий остается лишь туман. А для того, чтобы система не лишала тебя понимания и обретенной свободы, надо очень много трудиться и не давать демонам в голове, тем, кого ты воспринимаешь как собственные мысли и желания, власти над тобой как личностью. Только так можно обрести истинную жизнь и настоящую свободу. Тот, кто знает правду, может изменить будущее. Тоже интересно, что вы в прошлой передаче говорили о том, что действительно тоже вот был период у человечества, когда оно было на грани, и что человечеству все-таки удалось, можно сказать, выйти благополучно из этого периода, и была 1000 лет правления сестер Аллат. Если рассматривать, скажем, дальше, что произошло, то оставшиеся люди, естественно, из них было сформировано то, что потом называли Гиперборея. Есть такая альтернативная история, в которой рассказывается, что была Атлантида, была Гиперборея, они между собой дрались. Нет. Гиперборея — это было уже духовное образование. Практически они все потом ушли, гиперборейцы. Да, она разрослась, она была огромная, есть и сохранились и карты, и территории, но это уже последующая история. Они вместе не существовали. А вот после Гипербореи как раз было золотое тысячелетие духовного правления сестер Аллат. И в последующем 1000 лет нормального существования людей, когда дьявол был ослаблен до нельзя. И вот ослабление дьявола как раз и было при Гиперборее. Напрашивается вопрос, а вот как людям все-таки удалось в такой момент, когда, можно сказать, дьявол очень силен? Тогда дьявол был силен так же, как и сейчас. И сейчас ведь есть люди, которые стремятся к Богу, которые способны перешагнуть через дьявола, которые способны спорить со своим сознанием. Разве не так? Которые способны наблюдать за своим сознанием, анализировать и понимают в конечном счете, что их сознание — это не их инструмент, и что они не сознание, они не тело. Ведь люди получают этот опыт. И тогда находились такие люди. Вот благодаря им мир из, скажем, я так аккуратно скажу, из менее чем 150 тысяч человек возродилась вся цивилизация. Вот посчитайте, с 8 миллиардов. Грустно? Грустно. Попробуйте сейчас собрать. 150 тысяч. К примеру. По всем религиям, по всем монастырям. Просто интересно. Истина стремящихся к Богу. Сколько наберется? Вот и ответ. Хотя каждый в себе считает, что он достойный, он верующий, он служит. Может быть. Вопрос лишь в том, кому. Чего он достойный и кого он верит. И кому он служит даже.
В этом смысл. Сознание запутало людей. Действительно, очень много вопросов. Это как программа. У нее работа такая, у нее функция такая. Ведь никто не приходит и не заставляет человека даже шаг сделать. Никто. В том числе и сознание. Оно всего лишь предлагает личности, а личность, уже прикладывая свое внимание, она начинает действовать так или по-другому. То есть сознание, оно одномоментно дает массу предложений. Но почему-то личность выбирает те или иные мысли, те или другие эмоции. Понятно, что личность не видит мира трехмерного. Это как раз удел сознания, это мир материальный, мир смертный. Но тем не менее человек здесь существует, и личность должна развиваться. Она с детства порабощается сознанием. Разве не так? Что убивается людям в голову? Вот и ответ. Что самое ценное, самое важное. Сегодня хотелось бы все-таки пошатнуть позиции сознания людей, таких как атеисты. Вот, а зачем? Потому что все-таки, если ведь каждый честно признается себе, то он все-таки чувствует, ищет Бога, и где-то просто не получив ответа на какие-то вопросы. От гордыни. Они просто попались на уловки сознания. Банально, ребенок мог быть даже еще в довольно маленьком возрасте, обращаясь к Богу, не получает желаемого, но обращаясь к Богу с материальной позиции, конечно, он не получит желаемого. Ну и вот это является толчком того, что человек становится на другую сторону. А раз Бог мне не дал, значит, пойду служить сатане. Опять мы возвращаемся именно к этим проблемам. Другая позиция. Человек родился в нормальной семье, но посмотрел на своих друзей, посмотрел передачи, возжелал быть круче, лучше и тому подобное. Ну и в нем зарождается и жадность, и зависть, и все остальное. Но как свой внутренний негатив, который ему дал сатана, оправдать атеизмом. Разве не так? Бога нет, чего мне бояться? А еще это одно из убеждений, одна из форм работы сознания. Бога нет. Но никто ж не становится перед зеркалом и не говорит, что меня нет. Это абсолютно одинаково. Подойди к зеркалу, скажи: меня нет, я ничего не вижу, вот не существую я. Это так, галлюцинация, мираж, который я наблюдаю. Просто аргументирует тем, что Бога нет, потому что его невозможно измерить приборами. Сознания тогда тоже нет, его тоже невозможно измерить. Интеллект можно, но интеллект — это как раз то, что ты должен развивать сам. Разве не так? Чем лучше стараешься, тем будет более развит. Если он тебе нужен, занимайся, развивай. А Бога, конечно, невозможно померить. А как ты его померишь в мире материальном? Никак. Никак. Просто тоже интересно, как вообще действует система, то есть во все времена, и вот уже возвращаясь и к античности, и сейчас, как это все пересекается. То есть получается, что опять же вот этой элитой предлагалось, что для того, чтобы отстоять свои социальные какие-то и экономические убеждения, они брали те вопросы, на которые не могли ответить священство в той религии, и якобы в заботе о духовном для человека просто перекручивали информацию, давали свои какие-то ответы, считая народ, простолюдинами, тем, что вот все вот эти необразованными, не понимают. До сегодняшнего дня так происходит. Сказки, что все это для простого люда, а вот для мудрых, образованных, богомыслящих. Для избранных. Для избранных, да. Элем. И они должны знать, что Бога не существует. Я думаю, что это очень сильно многих удивит. Вот эта информация, она вообще по-новому открывает, глаза, потому что наверняка, если каждый по-честному себе признается, то он думал, что это уникально, что он никому не служит, потому что атеисты, всячески не хотят их сознание кому-то служить и очень противятся тому, что они могут быть управляемы кем-то. Это высшая форма эгоизма, скажем так, и гордыни. Атеизм. Естественно, что они считают, что они абсолютно свободны, но лишь потому, что они в действительности никогда не занимались собой. Они не изучали ни свое сознание, ни себя, ни окружающий мир. Они довольствовались лишь тем шепотом, исходящим из глубин их сознания, а не понимали, что шепчут демоны. Всего лишь навсего. Но они считают, что демоны — это сказки, все это мираж, смерти не существует. Да, она существует, смерть, да, но ада нет, ничего нет. Что все прекрасно, все хорошо. И Бога — это так, фантазия,
скажем, в прошлом люди выдумали его, потому что надо же было как-то объяснить гром, там, молнию, еще что-то, смерть человеческую, что все происходит в понятии высших сил. Это же банальная физика, все химия. А человек — это так, случайно зародившаяся из животных. Дарвин же рассказал, легко оправдать. Сознание всегда все критикует, все извращает. Но есть же и другой опыт. Но он требует времени, он требует сил. Что проще? Идти по духовному пути или служить дьяволу? Вот простой вопрос для сознания. Но сознание вообще не может идти по духовному пути. Оно лишь водит людей по святым местам в надежде увидеть Бога. И создает надежду людям. Говорит, вот туда пойдешь, там соприкоснешься. Пришел человек, не соприкоснулся. Выходит, вдохновился, все красиво, все хорошо, все замечательно, а внутри пусто, Бога-то не нашел. Потому что невозможно его где-то найти, как мы уже говорили об этом. Он внутри человека. Только через те двери, которые находятся внутри, которые люди называют душой, только через это человек может соприкоснуться с миром духовным. Другого нет пути. Сознание рассказывает другое. Вот там был мудрый человек, вот там был святой. Вот люди гоняются за внешним, за образами. Мы как раз тоже встречали такие ситуации, когда женщина писала комментарий о том, что я искала Бога везде, я объездила все храмы, я так хотела избавиться от грехов и просветиться, просветлеть. А вот здесь получается очень интересная ситуация. Женщина хотела избавиться от грехов. А что такое грех? Грех — это как раз служение сатане. Это самый большой грех. И вся греховность заключается ни в чем ином, как потакание нашему сознанию. Ведь именно оно создает эту всю греховность. Но это же сознание водило ее за Богом, желание избавиться от себя. Но так сознание и шутит. Все-таки дьявол, он хороший шутник. Да. А человек чувствовал как личность, чувствовала потребность поиска Бога. В конечном счете, нигде не найдя, она могла стать атеисткой. Да, она вся в унынии и ищет по-прежнему ответы. Угу. Пребывать в унынии, искать любовь, да? Это невозможно. Бог — это любовь. Другого нет и быть не может. И пока человек это не поймет, и пока сам не начнет любить, он ничего не получит. Все просто на самом деле. Тоже люди тратят действительно очень много времени для того, чтобы просто ходят по замкнутому кругу такому, не понимают, что такое стяжание вот этой любви, что такое любовь. Они даже не понимают, а что значит любить, потому что есть категории старое выражение «богатырь», да? Угу. Что такое богатырь? Это и есть стяжание, это накопление Бога. Накопление Бога в каком понимании идет? Это накопление силы Аллата. То есть, когда человек в действительности стремится как личность, когда он начинает чувствовать, это чувственное восприятие, а не осязание какое-то там или еще что-то. Вот чувственное восприятие, оно как раз и позволяет прочувствовать мир духовный. А что такое мир духовный? Это бесконечная радость, это любовь. Это абсолютная благодать. Разве не так? И вот когда человек почувствовал это, сам начинает посылать любовь, сам начинает любить искренне, по-настоящему. В ответ он что может получить? Только любовь. Вот это и есть накопление. И получается, чем больше он отдает своей любви, тем больше он получает назад. И переполняясь, он просто ей делится. И вот тогда и говорят, что человек с Богом, потому что от него это исходит. Но опять-таки, кто может это почувствовать? Единицы. А другие, они наоборот испытывают от сознания ненависть, зависть к нему, еще что-то. Почему? Потому что они смотрят на образ, они видят образ, сопоставляют сразу же с собой. И вот возникает такой конфликт интересов самого сознания и эгоизма, которое самосознание же и сформировало человека. Так же. Все просто. Игорь Михайлович, а вот любви, ей нужно учиться или развиваться как-то в любви? Учиться и развиваться нужно всегда. Человек для того в этот мир и приходит, чтобы учиться и развиваться. Научившись и развившись, он может стать ангелом. А если не будет учиться и развиваться, 100% он станет субличностью. Другого не дано.
А помеха ему, да, служит сознание. Но как раз и должна же быть помеха на пути. А как? Что это за путь, который ровный и гладкий? Это же не путь. Разве не так? В чем заслуга человека была бы, если бы путь был легкий? Мы уже рассказывали когда-то и за зороастризм, и за древние религии. Там четко об этом рассказано, потому что есть еще понимание этого всего. Это еще вот как раз мы упоминали за Гиперборею, вот оттуда эти пояснения уже шли. Это современная цивилизация. Но опять-таки подобные же объяснения шли и в предыдущей цивилизации, той, которая закончилась исчезновением Атлантиды и практически 8 миллиардов человек. К чему это привело? Были знания, были религии, все же было. Тоже такой момент, что получается, что люди чувствуют в какие-то моменты своего времени вот этот момент соприкосновения с Богом. Сознание обманывает просто людей, что… Ну, иногда люди испытывают эйфорию, работу, скажем, эндорфинов внутри себя, впечатлившись чем-то. Но и опять-таки надо не забывать за функцию сознания. Сознание человеческое — это часть общей системы. Система всегда испытывает голод. Внимание, которое раздает наша личность, это есть не что иное, как питание. Всего лишь навсего. Любая информация должна питаться чем-то, какой-то энергией. Иначе она не сможет существовать. Все очень просто. А в связи с тем, что система — это существо мыслящее, а по-другому его не назовешь. Это как вот искусственный интеллект, как мы уже говорили. Его не назовешь. Пусть он даже искусственный, но он интеллект. Значит, это уже существо. Разве не так? Это уже определенная жизнь, пусть временная. Но опять, что значит временная? Это с позиции мира духовного она временная, а с позиции человеческой она вечная, так же, как и Вселенная, бескрайняя. Ну, она на самом-то деле время идет очень быстро. И Вселенная, она очень маленькая. Смотря что, с какой позиции сравнивать, с какой стороны смотреть. Если смотреть на систему изнутри, она огромна. А если смотреть снаружи, то ее практически не видно. В этом смысл. Сейчас, Игорь Михайлович, сказали про вечность и бессмертие. И вот тоже, когда искали информацию, столкнулись с тем, что говорят люди вообще про бессмертие, почему они в это не верят. Вот говорят о том, что якобы в их понимании душа, она состоит из атомов, и атомы просто в конце жизни, они разлагаются. Если подходить с их позиции, что душа состоит из атома, а атом — это часть материального мира, значит, она исчезнет. Но таким образом есть путание. Они путают субличность. Ведь субличность, она действительно состоит из частичек полиатома. Это она состоит из того, из чего состоит то, что потом как раз и создает атомы. Скажем так, это немножко за квантовый предел даже, это не квантовое еще состояние. Так вот, субличность, да, она материальна. Потому что и сознание остается, и все остается. Ну, естественно, что она не может существовать вечно. Она временно существует, но не душа. Душа не относится к этому миру. И она не может разрушиться. И вот мне еще нравится, как душу спасать, да? Тоже выражение. Но спасать душу — это все равно, что спасать спасательный круг. Простой пример. Мы уже говорили с тобой в прошлой передаче, еще раз скажу. Человек тонет, океан бурлит, ему кинули с корабля спасательный круг, а он его начинает назад забрасывать. Как это же спасательный круг, его же надо спасти. Он же так и называется — круг спасателя. Значит, надо спасти ценой своей жизни. Ну, вот так люди занимаются. Спасают круг, забрасывая его обратно, и пока не утонут. Есть еще одно убеждение. Вот вы затронули тему субличностей, но задают вопросы атеистам, и они отвечают, ну, как бы зная даже где-то интуитивно, подсознательно. То есть они же все равно чувствуют, у них же есть составляющая души. И они говорят, что ну хорошо, пускай это что-то будет там после смерти, я в это тогда разберемся. А сейчас мне все позволено, я не буду испытывать угрызения совести, я не буду ничего бояться, я не хочу этих сомнений. Ты сама рассказала. Это удобная форма рабского существования. Да, то есть но это происходит лишь потому, как мы уже говорили, что люди не понимают, что они манипулируемы и управляемы, что за них решает сознание,
куда пойти, что сделать, встать и даже что почувствовать. Всем управляет сознание. Да. Что съесть, что пережить, когда заболеть, когда выздороветь. Да, или... Это часть мира материального. Или вот другая ситуация, когда люди поставили себе цель материальную. Уже вот все есть, уже добились этой цели, уже все в жизни сложилось. Дети, дом, все посажено. Мало, но в какой-то момент они как бы разочаровываются в этом материальном мире и уже... А вот здесь как раз и начинается, когда как личность они чувствуют, что подходит неизбежно смерть, то, что называют смертью, а удовлетворение от жизни они не получили. И они не сделали самого главного, и никуда они не денутся. И здесь остается два пути. Или же хвататься из всех сил за сознание, отметая духовное, ну, или же делать вид, что ты духовный. То есть не понимая, не зная и не изучая. Но опять же, не работая над собой. Разве не так? Практически всегда так. Тоже чтобы обмануть вот этот страх смерти, часто используется такое выражение, даже не выражение, а берется опыт тех людей, которые пережили клиническую смерть и говорят о том, что вот якобы люди, которые возвращались оттуда, они же чувствовали состояние радости. Поэтому зачем же бояться вот этой смерти? А это всегда так. Дело в том, что клиническая смерть на самом деле это короткий опыт. Это просто короткий опыт ухода личности от власти сознания. Но практически в большинстве своем первичное сознание, оно остается активно и, в принципе, даже в некоторой привязке с личностью. И, естественно, конечно, люди испытывают радость, испытывают эйфорию, груз вот этот спадает физически. Но это же временное переходное состояние. А вот когда наступает реальная смерть, то человек мгновенно превращается в субличность. Первое время, конечно, он понимать ничего не будет. Но первое время оно очень быстро проходит. И человек понимает, что рук нет, ног нет. А потом постепенно будет понимать и больше. То, как он прожег свою жизнь. Не прожил, прожег. Это, интересно, что даже тот… Это печально, давай лучше о хорошем. Просто что такие проблемы, мне кажется, и недопонимание, они прежде всего связаны с тем, что люди, вот даже те, кто смотрит нас впервые, они просто не понимают базисных понятий, что такое личность, что такое душа, что такое субличность, состояние. А кто им мешает? Ведь если ты берешь какой-то предмет, ты его вначале должен изучить детально. Разве не так? Если человек стремится к Богу, он должен все, что касается Бога, максимально возможно изучить. Ну разве не так? А когда человек замыкается, скажем, в одном направлении, то ничего не получается. Берем науку, любую науку. Если человек не будет изучать труды предшественников, труды, скажем, других людей, которые занимаются этим, своих коллег, то как же он будет развиваться в науке? Вот просто. Для того, чтобы что-то у него получилось, он должен вначале набрать критическую массу информации. Потом очень долго и очень упорно, с огромным количеством, скажем, приложения по времени своего внимания вкладывать в эту науку. И в последующем, как правило, если он достаточно профинансирован, получит ответ. Но будет считать, что это он решил, что это его заслуга, вот он так придумал. Это так. Но ответ он получает готовый. Да. Мало кто знает, что у атеистов вот они не верят в религии и считается атеизмом, да? А ведь есть религии, которые не верят в другие религии и аргументируют это теми же доказательствами. То есть они оперируют теми же понятиями, что оперируют атеисты. Но опять-таки это то, о чем мы уже говорили, что практически во всех религиях, да не практически, а во всех, очень много скрытых атеистов. И им не Бог нужен. Им нужно банальное участие, они преследуют совершенно другие интересы, и ими манипулирует сатана, даже несмотря на то, что они находятся в какой-то религиозной организации. Но они управляемы сатаной. Они отрицают все и вся, и только они хорошие, только они самые умные, они молодцы. Это естественно. Интересно, что тоже современные атеисты, они
взяли за основу еще в XVIII веке был Гольбах, который говорил, что дети являются атеистами, потому что у них якобы нет представления о Боге. И сейчас как бы очень тиражируется вот это, скажем, высказывание. А как на самом деле обстоит дело? У детей на самом деле сознание начинает развиваться, когда они познают мир, ведь они его познают материальную часть этого мира, но никто ж не затрагивает чувственную сторону, что детки вот чувствуют. А кто развивает чувственное восприятие у деток? Никто. И получается, что первое, что развивается, интенсивно развивается, это сознание. Естественно, оно получает огромную фору перед личностью и в последующем подавляет и манипулирует просто-напросто человеком. Так формируется вот раб сатаны, а не раб Божий. То есть берется слово в данном случае, да, то, что непонимание вот этого чувственного состояния вот этими людьми, да, которые являются атеистами, и просто ссылаются на то, что раз это не называется словом Бог, то… Но ребенок не может, который не знает слов еще, скажем, оперировать словом Бог. Но достаточно, когда вот начинает уже более-менее разговаривать свободно ребенок, поговорить с ним по душам, можно удивиться его мудрости. Ведь у многих деток мудрость, скажем, действительно святых старцев. Разве не так? Так. У них чувственное восприятие. Они могут не знать, как называется на их языке Бог, но они обязательно чувствуют то, что есть. И они прекрасно чувствуют, что это мир не их дом. И они понимают, куда им надо. Могут не объяснить словами земными правильно свое стремление, но понятие у них это есть. Вот поэтому как раз детки, они намного ближе к Богу, потому что еще не так грязны, как взрослые. Не настолько они отягощены своим сознанием и этой греховностью, как говорят. Тоже атеисты, получается, ставят под сомнение любой вот этот чувственный опыт. И встретили такое, что часто они говорят о том, что… Сейчас зачитаю. Изучал работу мозга. Был интересен вопрос, когда заходила речь о каких-то откровениях, о каком-то духовном опыте. Как, раз это происходит в отдельно взятом сознании, то как можно это отличить от как бы сбоя мозга, префронтальной коры и вообще от галлюцинаций? В действительности это интересный вопрос, я бы сказал. Но это как раз непонимание, что такое сознание и что такое банально нейрофизиология. Да? А вот как работают нейроны нашего головного мозга. Ведь химические реакции, которые отображают и которые мы наблюдаем на приборах, энцефалографах, на пейпах и все остальное, вот это уже происходит после того, когда личность начинает финансировать ту или иную мысль, тот или иной образ. И что происходит? Вначале рождается образ, а потом уже после рождения этого образа, вот вернее, когда идет зарождение образа, вот в этот момент загорается небольшая кучка. А вот когда личность профинансировала, скажем, вот этот образ, вот эту идею, вот тогда вспыхивает определенная область нейронов нашего головного мозга. То есть идет уже реакция. Но, естественно, как же они могут отличить, скажем, духовное или недуховное, да? Если работа материальная идет. Это простой пример для понимания. Берем планшет, ну не знаю, ноутбук, что угодно. Вкладываем туда определенные программы. В одной программе написано «бес», в другой написано «бог». Одинаковым шрифтом, одинаковой яркости, жирности, там, насыщенности. И высвечиваем. Но планшет-то одинаково высвечивает. Одновременно. Да. Вот нейроны головного мозга — это что экраны планшета и все остальное. Но единственная разница, что их совокупность то или иное, она вызывает химические реакции, то есть идет последующая реакция по телу физическая. И здесь уже принимает решение личность профинансировать или не профинансировать дальше действия. То есть дать энергию на дальнейшее развитие или не дать. Если информация пришла от того же тела, да, личность она должна профинансировать. Если личность не будет давать определенное количество энергии, то сознание не будет работать. Сознание не работает на энергии, на той, на которой работают нейроны головного мозга. Это надо понимать тоже.
Почему? Потому что нейрончики, они работают как раз на электричестве, на той химии, которая зарождается вследствие того, что мы что-то съели. Это машина, которая перерабатывает. Я проще скажу. Вот автомобиль с дистанционным управлением. В нем есть и аккумулятор, или же там на бензине, скажем, на двигатель внутреннего сгорания стоит. Но пультик, который манипулирует, он как раз есть у оператора. Ну вот где-то такая параллель. Машинка вправо едет, влево едет. Ну вот. А человек, он еще способен перерабатывать один вид энергии в другой. Благодаря чему вот совокупность наших клеточек, она и выполняет функцию вот этого автомобиля. А в данном случае оператор — это как личность, которая посылает сигнал. И машинка едет вправо, влево. Она может приехать на свалку, а может приехать на заправку. И здесь, конечно, вот выбор от оператора идет. Поэтому личность, как оператор, она имеет возможность и имеет право. Это право никто не может оспорить, выбор. Ну, другое дело, что мир духовный, он статичен. Мы уже как-то говорили об этом, по-моему, в прошлой передаче. Он никуда не бежит, никуда не стремится. Он есть, потому что он вечен. А вот мир материальный, он постоянно с ускорением несется на протяжении уже миллиардов лет. Поэтому так и получается, что сатане нужно быстрее много, поэтому у него и хитрость такая, и все остальное. И он борется до последнего за свою кормушку. Это нормально. Вы, Игорь Михайлович, про момент выбора сказали, да? То есть в идеале то, что личность, ну, как бы выбирает, да, то есть между программами. Что происходит? Наверное, люди сейчас срабатывают какие-то автоматизмы. Почему уделяют внимание той или иной программе? Да, люди даже не думают об этом. Не думают. Естественно, что не имея опыта, не имея действительно опыта духовной работы, люди об этом не задумываются. А что такое духовная работа над собой? Ну, мы уже тоже не раз об этом говорили, но поговорим еще раз. Хотя бы так, как это описывают ее старцы, которые достигали этого духовного освобождения. Это контроль. Контроль бесов в голове, что они шепчут. Что-то принять, что-то не принять. Это постоянное наблюдение, постоянная работа над собой. И естественно, что лучше это все под запись для того, чтобы видеть. Только так ты поймешь, что тебя дурят. Когда ты каждую мысль заносишь на бумагу, когда каждое откровение у тебя ложится на бумагу. Вот пришло к человеку озарение, понимание, да, то есть вот он вдохновился, соприкоснулся с чем-то божественным. Он действительно понял, способен воспринять эту силу. Воспринял. В нем загорелась эта любовь. Вот пусть он тлеть начал, но это уже тепло. Бери, записывай. Не записал, завтра уже забудешь. Сознание все затрет. И оно скажет, да, то так, галлюцинация, то эмоциональный всплеск. Какая эмоция? Если это настоящее, это живое. Ну и вот это и есть как раз труд. С этого начинается путь духовный, с изучения сатаны. И никуда от этого не денешься. Конечно, с изучения сознания. Изучая собственное сознание, получается, человек начинает обличать сатану. Выгодно ему это или нет? Нет, конечно. Будет сопротивляться. Очень сильно будет сопротивляться. И с этим люди сталкиваются. Да, сталкиваются. И как раз вот тоже женщина писала в письме, что столкнулась с тем, что у нее возникло недопонимание, и она сама себя начала останавливать на полпути. Что же значит жить духовным легко, а прийти к этому очень сложно, это титанический труд. Огромный труд. В действительности, если бы это было легко, все были бы святыми. Но тогда бы это было не оценено. Это как раньше, когда люди не имели тела. Да? Это вот как в зороастризме. Но сами же попросили, чтобы быть достойными для того, чтобы войти в мир Божий равными среди равных. Человек, он, изучая, как работает система, он понимает, что им манипулируют. Потом он учится этому противостоять. Он находит себя как личность, начинает развивать себя как личность, потом контролировать. Он учится любви Божией, то есть соприкасается с миром. То есть вначале он понимает, что есть дьявол, он понимает, что есть мир духовный, есть любовь. Начинает развивать то, что ему дорого, то, что дает жизнь. Но в один прекрасный момент он просто начинает жить, и он понимает, что это настолько легко. Да, это очень легко, и это очень да, приятно. Но это легко, приятно, это радостно, это жизнь. Она не может быть. Ну как жизнь может быть
сложная или тяжелая, как она может быть нерадостная, ну как может быть любую обременительной, да? Ну, без нее смысла вообще нет существования здесь ни одного мгновения. Говорят, как вот любить сложно или ну как любить сложно? Не любить страшно, а любить это все, это счастье, да. Но это когда человек знает. Вот когда он это обрел, ну, кажется, так легко, так просто. Но это действительно легко и просто. Но для того, чтобы сделать этот шаг к этой простоте, ну, нужно перешагнуть через дьявола. А вот это не так просто. Потому что идешь с помощью того же сознания, изучаешь его же с его помощью. Ну, естественно, что ты натыкаешься на сопротивление, кучу подмен и все. Но вопрос в другом. Если твое стремление искреннее, настоящее, и ты действительно идешь, ты обязательно дойдешь. Такого не может быть, что ты не дошел. Ну, если ты слушаешь сознание, которое говорит, что ты никто, ничему не научился, никогда не научишься, ну, это же опять-таки твой выбор, человек. Ну, что тут скажешь? Это как раз и есть демократия, наивысшая демократия от Бога. Право выбора человека — выбирать жизнь или смерть. Всего лишь навсего. Ну, есть один момент. Мир Божий, он вечен. И он для всех, кто стремится к жизни. А вот другой мир под управлением сатаны, он однозначно смертельно опасный. Вот хотелось бы, конечно, разобрать вот эти моменты, где стопорятся люди. Ведь получая вот этот вот проблеск соприкосновения, вот уже имея опыт духовных погружений, чувственного восприятия, но человек все равно отвлекается, сознание его отвлекается. Конечно. Ну, скажем так, существование человека — это идеальные условия для формирования ангела. Это надо понимать. Это не жестокость Бога, ни в коем случае. Бог дал шанс. Это атеисты так думают. А возьмешь ты или не возьмешь, это твой выбор. Бог не может быть жестоким, Бог любовью. А кто тебе мешает любить? Кто тебе мешает жить? Ну кто? Никто. Только твой выбор. А почему человек выбирает именно земное, именно материальное? Почему он выбирает осуждение кого-то? Почему он выбирает раздоры, войны? Почему он выбирает грязь вместо чистоты? Ну кто его заставляет? Кроме сознания никто. Но если ты знаешь, что сознание — инструмент дьявола, зачем же ты поддаешься на это? Ведь никто человека так не унижает, как его же собственное сознание. Разве не так? Никто человека не делает столь несчастным, как его собственное сознание. Но разве не так? Оно принижает, оно оскорбляет, оно издевается над ним, оно его возвеличивает и принижает одновременно. Оно его водит кругами вокруг пустоты, и люди этим довольствуются. Да, но возникают также вопросы, что да, хорошо, я вот верю, я чувствую, но я не могу. Вот надо, чтобы и вера — это есть, мы вот много говорили по этому поводу. Вера в данном случае, она неприемлемая. Вера, она на первом шаге должна быть. Когда человек надеется, он верит, и он идет. Вот вера может подтолкнуть на путь Божий, но не даст спасения. Знания и опыт. Другого быть не может. Надо зарабатывать свой опыт. Надо получать знания, надо добиваться их. Когда ты изучишь систему, когда ты это все поймешь, когда ты прочувствуешь ту же любовь, когда ты соприкоснешься с миром духовным, какой сатана тебя может сбить? Вот простой вопрос. Что он может сделать? Ничто. Все бессильно, потому что это выходит уже за материальный мир. Все земное, все мирское, все остается далеко позади. Это правда. Так же, как вот, что жизнь надо приобрести, пока жив. После смерти ты ничего не обретешь, потому что без помощи. Это тоже правда. Но сознание же рассказывает другое, потому что ему это выгодно. Да, и вся беда, и вся беда в том, что люди не понимают, что сознание — это не они. А ведь многие считают, сознание — это я, тело — это я, все мое. Да, мы чувствуем то, что работает химия, работают нейроны. Первичное сознание воспринимает всю информацию о теле, соприкосновении, все это анализируется, все это работает. Первый опыт, который проходит, он проходит через нейроны. То есть вот соприкоснулся, нейрончики, они тоже есть на пальчиках, они сработали, пошла информация. Что пошло? Электрический ток пошел, разряд пошел, который возбудил определенную группу нейронов. То те, в свою очередь, выдали определенный образ. Этот образ воспринял уже,
скажем, квантовый механизм, да, то есть само сознание, квантовый компьютер. Сознание сработало, восприняло это все, и вот личность уже получает определенную картинку. Ну а дальше уже соблазнилась она или не соблазнилась, туда идти, направо или налево, ну это ж выбор личности. Но сознание предлагает одновременно массу путей и многовекторное. Да, просто каждому свое. Атеисту, что вот… Конечно. Одно, что если есть любовь, то почему же тогда есть беды, есть войны, есть разруха? Вопрос не в любви. Ведь само понятие, мы уже не раз обсуждали, что такое любовь. Любовь, она же тоже понимается по-разному. Есть любовь от сознания, а есть любовь от духа. И разница существенная. Вот люди любят друг друга, жить не могут друг без друга. Ну извините, изменяют друг друга постоянно, а в голове вообще постоянно. Ну разве не так? Если не физически, то в мысли. А какая разница? Ведь наша мысль, она материальна. Ведь нет разницы, что ты изменил в голове, что ты изменил физически. Все одинаково. Ну, разве что инфекции только могут добавиться, когда при физической. А так суть та же. Ведь воспринимается это все личностью абсолютно идентично. Что то грех, что то грех. Ну и какая здесь любовь? Ну что не так? А как постоянно ссорятся друг над другом, пытаются доминировать, это что, любовь? Почему в мире духовном этого нет? И быть не может. Вот тут такое. Даже вот сознание тех же атеистов, оно ставит такой как бы контраргумент, можно сказать. Почему же столь милостивый Бог, в которого вы верите, допускает все это, допускает раздоры, допускает войны, допускает… Я понял. Это извечный вопрос, почему он допускает несправедливость и все нехорошее, что творится в этом мире. Раз он такой милостивый. Но я проще скажу, Бог, Он никогда не вмешивается в дела человеческие, в выбор людской. А все, что здесь происходит, войны, раздоры, все беды — это выбор человеческий. Разве не люди войны начинают? А где войны начинаются? В голове. Кто шепчет? Сознание. Что стоит причиной здесь? Гордыня и жадность. Нет другого. Гордыня и жадность определенных людей, которые наделены властью. А почему они начинают войны? Им скучно. Или же им хочется чужого. Чужое забрать. Не могут купить, идем воевать. Потому что мы якобы сильные, заберем чужое. Ну что, не так? Так. Да, и потом возникают как раз такие атеисты, которые говорят, что я не верю в Бога, не верю в вашу религию, потому что вы поступаете не так, как написано у вас в Писаниях святых, что написано «не убей», а войны идут. Подставили правую щеку, подставь левую, а верующие так не делают. Поэтому… Но мы уже говорили по этому поводу, что когда-то было актуально. Люди были более духовные, и человек злой, который живет под управлением сатаны, ну, человек не сможет другой его наказать сильно. Ударить тебя по левой щеке, ты же понимаешь, что им руководит сатана. Он сам себя наказал. Как ты можешь его наказать больше? Ну никак. Поэтому мы говорили, подставь правую, но не держи зла. То есть вот в этом смысл был. Забудь за этого человека, и он сам себя наказал, ты не сможешь наказать больше. Но извините, когда по прошествии всего лишь нескольких тысяч лет система укрепилась настолько, что сейчас, ну, подставишь правую, так он тебе еще потом и в нос даст. Я вот уже говорил, если тебя за левую ногу кусает бешеный пес, не надо ему правую давать. Зло должно быть наказано. Но здесь тоже вопрос в другом, что можно и не понять, что зло, что добро, и самому стать бешеным псом и кусать других. Вот здесь важно. Тоже такой ключевой вопрос был, как отличить как бы хорошее, богоугодное дело от дела, которое Богу не угодно. И приводился пример, что богоугодное дело — это дело, в момент которого ты испытываешь радость. А вот если происходят какие-то, приходят другие какие-то состояния… Если я ем конфету, и испытываю от этого радость. Это богоугодное дело или не богоугодное дело? Ну, вы знаете… Это мое личное дело, да? Под диктовку сознания. Ведь оно испытывает радость. Вот как личности мне глубоко наплевать на то, что хочет съесть организм, живущий в моем организме. И зачем ему понадобилась эта шоколадка? Ну, по большому счету. Какой паразит хочет шоколадки сейчас? А сознанию до этого есть дело. Ну, какое к этому имеет отношение Бог? Ну, вот просто. Что значит богоугодное дело или не богоугодное? Я скажу проще. Все деяния, которые ведут к духовному развитию и
духовному, тем паче спасению людей — это богоугодные дела. Все остальные — это дела человеческие, дела заведомо мертвые, и к миру духовному не имеют никакого отношения. Похвалил я тебя или поругал я тебя, ну что от этого изменилось? Простой вопрос. А вот если я тебе подсказал, дал инструмент, и только лишь тогда, когда ты его приняла и начала пользоваться, вот это и есть уже богоугодное деяние. А если я тебе дал инструмент, потратил время, а ты не хочешь, я опять прихожу тебе рассказываю, богоугодное дело я творю или нет? Нет, конечно. Потому что в то время, когда я тебе предложил инструмент, ты отказалась, ты сделала свой выбор. Ну, Бог с тобой, золотая рыбка, плыви дальше, а я найду того, кому нужен этот инструмент. И я не буду тратить на мертвое время живое. Понимаешь? Угу. Потому что не те времена. Живому живое, мертвому мертвое. Все просто. И вот, может быть, это в сознании тех же атеистов будет воспринято как несправедливость. Ну как же Бог, Он обязан? Да Бог никому ничего не должен, в первую очередь. Бог даже не знает, есть вы или нет, пока вы не созреете и не станете тем, кого Бог заметит. Мы уже много раз говорили об этом. Ну еще раз скажу. А атеистов это взбесит, скажет, ну как это, он же Бог, Он должен знать все. Извините. Интернет знает на сегодняшний день все. Он знает, что у вас лежит в левом кармане. А может, у вас и кармана нет, если вы, извините, мне лежи и отдыхаете. Ну что, не так? При чем здесь интернет? Я к примеру говорю. Или при чем здесь живое к миру мертвому? На самом деле. Да, может быть обидно. Кому обидно? Сознанию обидно. За что зацепили? За гордыню зацепили. А что такое гордыня? А гордыня — это как раз тот якорь, который тянет на дно. Разве не так? Так. И вот с этого все начинается. Надо не хулить или лелеять гордыню в себе и эгоизм, а надо заниматься, надо изучать, надо стремиться. Хочешь спастись — спасайся. Другого выхода не будет. Никто за тебя не пройдет и не сделает. Но есть другое выражение, когда говорят, что гордецы, они ж вот сами спасемся и тому подобное, да? Что без Бога ни человек не спасется. И вот кто прав здесь, кто виноват. Ну, скажем так. На самом деле, действительно, человек без Бога спастись не может. Потому что это нереально. Но с другой стороны, ведь человек делает выбор. Разве нет? Когда он получает настоящую силу, любовь и свободу, лишь тогда, когда заслуживает этого, когда это становится его единственным желанием и стремлением, когда он перешагивает через сатану, идя к свету, да? Когда он перепрыгивает через эти бездонные ямы, стремясь к выходу, ну тогда, конечно, он получает помощь. Скажем, Бог протягивает руку. Да. Да, протягивает. Когда ты заходишь к Нему в дом, Он с тобой здоровается. Но когда ты заходишь в Его дом, и вот в этом суть. Когда есть чистота намерения. А вот сознание будет тебя держать за хвост до последнего. Да, и будет пытаться вырывать тебя. Да. Даже когда ты будешь в дверь идти, оно все равно будет стремиться тебя потянуть назад. А как же? И вот здесь твой выбор, что послушать сознание или пойти к Богу опять-таки. Ну, когда человек уже заходит в дверь, то тут уже бесспорно сознание не играет никакой роли. Ну разве не так? Игорь Михайлович, а что такое помощь Бога? Это Его любовь, это Его сила. Это и есть помощь Бога. Ну и опять-таки, как бы там ни было, но Бог никогда не бросает людей. И когда это необходимо, Он дает им инструменты. Он обязательно передаст им инструменты, найдет возможности и способ. Вопрос в другом. Возьмут ли люди эти инструменты и будут ли они ими пользоваться или не будут? Мы уже много раз говорили, что инструментом хорошим работать легко. А вот с гирей, да, 32 килограмма, привязанные к мастерку, дома не построишь. Вот в этом и смысл. А когда даются чистые, хорошие инструменты, человек может взять ими и легко построить свой путь. Путь домой к Богу. Бог никогда не бросит, всегда дает. Ну, вопрос-то опять-таки в выборе человеческом. Да. Вы сейчас ответили на множество вопросов, которые вот в религии тоже
по поводу того, что Бог должен. Есть такое убеждение, есть еще продолжение, что мало того, что Бог должен, патриарх обязан, так сам христианин, мирянин, он вообще ни на что не способен, ему не показывают. Да, все должны человеку. Да, все должны. И вот в продолжение задавали вопрос, как же я могу увидеть Бога, как я могу Его познать? И ответ был такой от священнослужителя, что не лезь, сгоришь как свеча. Нельзя напрямую обращаться к Богу. Нужны посредники. Нужен священник тебе. Нужен пастор. Ответ от кого? Ответ от сатаны. Буквально в смысле слова. Ведь кто сгорит при проявлении Бога? Материя. Если действительно проявится сила Божья. Но я имею в виду не в скрытом. Это как антиматерия. Вся материя исчезнет сразу. Но с одной стороны, этот священник начитался о таких явлениях физических, скажем так. Но с другой стороны, опять-таки его эгоизм и его нужность, ну это же гордыня и мания величия. Не лезь к Богу. Ты что? Любить Бога, еще что-то. Ты должен бояться Бога. И только богобоязненный спасется. От чего спасется? Только послушный священнослужителю, который за ним идет и исполняет все, что он говорит. Только тот спасется. Спасется от чего? От жизни? От жизни, да, спасется. Но если это спасение для них, пусть выбирают. Все же свободные люди. Опять-таки. Но это говорит лишь о том, что тот священнослужитель, он был, ну, скажем так, представителем организации, но не идущим к Богу. Если бы он действительно служил Богу, а не служил организации, он бы никогда такого не сказал. И тем более, если бы он имел опыт. А тот, кто становится на путь служения, он обязан идти к Господу. Он обязан стремиться домой. Если бы организация еще была правильно устроена. Любая организация, она существует по определенным шаблонам, какая бы ни была. Организация не может быть другая, поэтому надо воспринимать их такими, какие они есть. Ну, здесь тоже с правильным подходом надо к этому. Потому что вот обвиняют те же верующие, скажем так. Вот я не хожу в церковь, потому что там все продается. Свечки платные. Свечки платные и тому подобное. Ну вот простой аргумент хотелось бы таким людям сказать. Если тебе не нравится, что в церкви все платно, что свечки стоят денег, ну вообще проблем нет здесь, это легко решается. Берешь, покупаешь свечной заводик, покупаешь сырье для производства свечек, нанимаешь специалистов, которые приходят, делают определенный объем свечей, которые вот для твоего храма, который ты не хочешь идти, ну, скажем, на год хотя бы. И вот ты берешь это все и приносишь священнослужителю. Я думаю, ни один батюшка бы не отказался. И он бы раздавал эти свечки каждому. Да пусть они молятся Богу при свечах, ради Бога. Не хочется уже, да? Сразу перехотелось. Это я потрачу кучу денег и тому подобное, и тому подобное. А вот в храме все платно. Ну как такое может быть? Извини, а у тебя дома что, бесплатно все? Электричество бесплатно, газ бесплатно. Ну что, разве не так? Когда мы приходим в храм, зима, слякоть, холод, а мы заходим, а там светло, там тепло, там чисто, то оно ж просто так не появляется из ниоткуда. Свет стоит денег, электричество, оно сейчас не дешевое. Газ для отопления тоже стоит денег. Даже если не газом топят, дровами, оно тоже стоит денег. Кто-то же за это как-то должен платить. Ну что, не так? И получается, что бедные священнослужители, они обязаны как-то крутиться, вместо того, чтобы заниматься собственным духовным ростом и, скажем, духовным ростом своей паствы, мирян, которые к нему приходят. Человек занимается административной работой. Он изыскивает, где взять эти копейки для того, чтобы храм отремонтировать, для того, чтобы обновить что-то, для того, чтобы что-то построить. Для кого построить? Для тех же прихожан. И они же его обвиняют потом. Да, ну разве не так? Почему разве это так должно быть? Занимается бытовыми вопросами. Почему? А чем он должен заниматься? А как ему содержать храм? Ведь это же все денег стоит. Плюс священник такой же человек, как и все. У него может быть семья, дети и все остальное. Ведь он не лишен этих потребностей, скажем, обыкновенных, тех же, что и вам хочется. А где взять средства? Банально просто.
Поэтому и приходится там обряд крещения столько стоит, там похороны столько, ну как-то договариваются, где-то скидывают. Но он как раз миру по нитке собирает для того, чтобы это все держать. А вот почему не сделать наоборот? То есть почему вот в некоторых странах, ну, бывает, делают такое, скажем, в некоторых религиях. Но все же просто. Есть приход, есть определенное количество людей, которые туда приходят, посещают этот храм. 1000, 2000 человек, там, к примеру. Даже 100 человек, ну какая разница? Посчитали. Ведь все равно из вас состоит этот бюджет, который потом, ну, и тратится на все, на содержание храма, на все остальное. Посчитали, сколько нужно средств. На заработную плату тех, кто там работает, того же батюшки, диакона, потому что должно оплачиваться. Люди тратят целый день на это. Опять-таки, посчитали, сколько будет стоить там ремонт, содержание храма. И с учетом того, что это организация, в любой организации с малой ячейки, она всегда должна часть денег идти наверх. Ну, как в государстве мы платим налоги вот со своего предприятия, оно идет в город, в область и тому подобное. Все должно содержаться. Это естественно, это нормально. Со всеми отчислениями, какая сумма выбегает. Так, чтобы удовлетворяло всех и нормально. Посчитали, раскинули на всех. Ну, раз в квартал, раз в месяц, ну, как получается, определенную сумму. Я думаю, это были бы вообще копейки смешные для каждого. Но тогда бы ты приходил, и с тебя бы никто не брал никаких денег. И если бы вообще по-хорошему, то как раз должен быть какой-то староста, должен быть какой-то администратор. Это мирянин с общественности, который должен следить за чистотой, за порядком, за ремонтом, оплачивать счета. То есть священник должен быть максимально освобожден, он должен заниматься собственным духовным ростом. И когда он будет идти по духовному пути впереди вас, вам легче будет идти за ним по этой тропе. Но и тогда он не будет глупостей никаких делать, тогда не будет он вас отбирать. Ну разве не так? Так, таких людей масса. Ну, есть, конечно, и те, которые перегибают палку, живут от сознания. Но в любой организации они есть. И никуда от этого не денешься. Есть вышестоящие органы, если завелся такой, сообща собрались той же паствой и решили, что нам такой священник не нужен. Нам нужен другой настоящий. Тут же поменяет. Это же естественно. Это же простое решение. Сознание это будет против. Что я должен деньги отдавать? А потом приходит, когда необходимо, все равно, что ты платишь, все равно, что ты тратишь. Какая разница? Так было бы все честно, красиво и правильно. И во всяком случае ни в одном храме бы не было бы проблем никаких. Что не так? И самим священникам как бы не просто в этой позиции. Это помощь, огромная помощь. Человек имел бы свободу от вот этих материальных обязанностей, о том, чем перекрыть крышу, чем отапливать в этом сезоне. Тут, это же бытовые вещи, это же то, чем должен заниматься обычный администратор. А этим вынужден заниматься священники. Что, не так? И жалуются священники на то, что настолько много времени занимает вот эта административная деятельность, все вот эти вопросы. Огромное количество. Опять-таки, надо же понимать, как работает сознание, да? А я не удивляюсь, что нет времени на молитвы. Опять-таки, когда у человека масса проблем материальных, и он постоянно погружен в эти материальные, эта активность сознания очень высока. Разве человеку до духовных всплесков в это время? Простой вопрос. Все, что он может. Все, что он может, он делает. Надеется, что Бог увидит его усердие. Да, но халявы-то не бывает. Вот в чем проблема. Человек должен сам прийти. Это крайне редкие случаи, когда за выдающиеся заслуги люди приобретают, есть такое выражение, покой, а спасение — это вообще, это нужно очень сильно заслужить перед миром духовным, чтобы как личность, потом как младенца забрали и тебя в мире духовном воспитывали. Этот человек должен перешагнуть через многое и сделать что-то крайне хорошее, зависящее от него. Это редкие явления. Как раз с точностью наоборот чаще. Да, тоже есть вопрос от мирян. То есть если будет все правильно построено во внешнем храме, а как построить внутренний храм? Еще проще, чем построить внешний. Храм в человеке он есть. Вот в чем вопрос. Но, к сожалению, их два. И мы освещали это в прошлой передаче. Тут его строить не надо, надо просто чаще в него заходить. В правильный храм. В храм Бога, а не сатаны. Тогда все будет хорошо.
Сейчас, Игорь Михайлович, хотелось бы вернуться к вопросам, к которым апеллирует сознание разных людей, и атеистов, и мирян, и верующих. Вот есть следующий вопрос. Мы частично раскрыли, что если Бога нет, то все позволено. Если существует исповедь, то получается, греши сколько влезет, а потом на смертном одре покаешься. Но покаяться можно, только спастись не получится. А покаяться, конечно, можно, но легче от этого уже не будет. Если человек не начал жить при жизни, то после смерти, конечно, ничего не получится. И в последний момент, тоже не сотрешь жизнь. Как мы уже говорили, духовный путь, он не быстрый, и он требует огромных усилий от человека. Не все так просто. Не получится обмануть Бога, как бы сознание к этому не стремилось. Правильно? Да. Тоже такой аргумент. Если не рассматривать время исключительно с человеческой точки зрения, то все, что происходит с нами в эту самую секунду, оно будет вечно происходить с нами в эту самую секунду. Так что мы на самом деле бессмертны, если приравнивать время к прочим координатным пространствам. Ни в коем случае. Это попытка сознания или системы уравняться с миром духовным. Как бы секунда это будет жить вечно, и мы будем существовать вечно. Ни в коем случае. Мир духовный, он вечный, он статичный. У него нет течения времени. Там времени вообще нет и быть не может. А в связи с тем, что мир материальный не может остановиться даже на одном самое маленькое мгновение, он всегда стремительно летит. Вот пока я произнес эти слова, мы пролетели миллионы километров в космосе. Все наши тела вместе с планетой. Поэтому не может быть той точки и времени. Время образует как раз процесс расширения, так сказать, материи, материального мира. То есть все планеты, они разлетаются, галактики разлетаются на огромных скоростях. Все крутится, все шевелится. То есть постоянное движение в изосмической решетке. Этим и обусловлено течение времени. И оно ни на мгновение не останавливается. Поэтому это нереально. Это желание и стремление, еще раз говорю, сатаны уподобиться Богу. Не получится. Да, следующий аргумент, что я хочу поверить в Бога, но не могу встретить человека, который искренне верит. А при чем здесь человек, который верит, и твое желание и стремление к Богу? Это из принципа «покажите мне такое, и я уподоблюсь ему». Это опять что? И от кого это идет? От сознания. Это уподобление, это чей-то образ, работа зеркальных нейронов, и тому подобное. Да? А где же стремление к Богу? И в самом вопросе «я хочу поверить в Бога», а я не стремлюсь к Богу. Я не стремлюсь войти в мир духовный. Я хочу поверить. Это уже есть исключение. Это вопрос от демона в голове. Да, просто он Таким образом, скажем, сознание, оно манипулирует и играет с личностью и не дает шансов на освобождение. Да, он смежный с темой авторитетов тех, кто идут по пути, и у тех, кто является мирянином. То есть они ищут авторитета, опять-таки. Но для чего не ищут? Не для того, чтобы, скажем, как и они, пройти по тому же пути духовному. А как раз они ищут людей, на которых можно свалить всю ответственность за свое будущее, за свое духовное спасение и за все. То есть переложить ответственность себя на кого-то. Это все равно, как вот люди, многие люди, особенно которые находятся в религии, они говорят: Господи, на Тебя единого уповаю и полностью отдаю себя в Твои руки. Вот делай со мной что хочешь, лишь бы в конце все было хорошо. Вот так он сказал и пошел творить, что ему рассказало сознание. И считает, что, значит, на то воля Бога. Если я захотел кого-то обманул или еще что-то, но Богу так угодно, я ведь себя передал в Его руки. Это сложение ответственности, это игры сознания, это манипуляция. Всего лишь навсего. Нет. Такое не пройдет. А в каком случае все-таки приемлема тема авторитетов, даже не авторитетов, а учителей? Учитель один на небесах, как сказано в Библии, да? Тема эта приемлема лишь в том случае, если человек действительно стремится к Богу, идет сам и своим примером служит для других, не больше. Но это редкое явление, но оно имеет право на жизнь.
Только в том случае, скажем так, можно чему-то поучиться, но надо осознавать и понимать, что свой путь пройдет каждый. Исключительно свой путь, когда он идет. Невозможно пройти по одной и той же тропе, потому что эта тропа слишком короткая, и она внутри человека. Вот у тебя свой путь внутренний, у нее свой путь. Она никогда не сможет пройти по твоему пути, потому что это твое тело, твое сознание, твоя личность, извини, твоя душа. Это невозможно. Но без наставников невозможно в процессе служения. Это правда, это исключительно, но это не имеет никакого отношения к духовному спасению. Это надо понимать. А служение истинное — это тех, как мы вот называем гелиары, испокон веков были те, кто действительно становились на путь служения Богу. Не организации какой-то или в какой-то организации, интересам организации служения, а действительно Богу. Но это обусловлено тем, опять-таки, что люди, становясь на служение миру духовному, они активно противостояли, скажем, метафизическим проявлениям, которые происходят от тех же слуг дьявола и мешают людям на духовном пути. Вот они как раз защищают на этом пути. Для этого нужны инструменты. Помимо инструментов, естественно, что они получают определенные духовные силы, которые способны метафизически проявляться в этом мире. Но здесь, естественно, что без учителей никак. Но это крайне редкие явления, не имеющие отношения к духовному пути. Это высшая форма служения. Я уже говорил об этом, когда человек пришел к миру духовному, открыл дверь, сделал шаг, потом остановился, вернулся и остался служить миру духовному. Потому что ему дороги те, кто остался в том мире. И вот он хочет им облегчить, скажем, их путь. Ну, это редко. Но для того, чтобы научиться, здесь, конечно, нужны наставники. Но это редко. Да, вот еще тоже вопрос, касающийся гелиарства, что многие люди вот просто, встречая какие-то ситуации, с которыми тяжело справиться, вот они хотят получить вот эти знания, вот эти сверхспособности, чтобы как-то справляться, как с теми трудностями, которые встречаются. На самом деле они хотят получить магические способности для того, чтобы доминировать над другими людьми. Это все, на что подталкивает их сознание. Люди справятся с любыми препятствиями, с любыми проблемами, которые стоят на их пути, если они действительно стремятся к Богу. Если стремление жить превыше всего материального в этом мире. А если, извини, превыше любви Божией, искренней, настоящей, которую ты можешь стяжать, для тебя есть хоть какая-то ценность в этом мире, ты никогда не спасешься. Потому что само понимание равноценной ценности даже, а уж тем более превыше, оно исключает процесс освобождения. Разве не так? Да. Так что какие могут быть у человека препятствия, для которых ему нужны инструменты, волшебные силы, которыми он сможет воздействовать на других людей, и не только, подчинить себе демонов, командовать ими, чтобы они потом нападали на неугодных соседей, которые шумят по ночам. Игорь Михайлович тоже задается вопросом, а чем отличается религия от этики? Полагают, что религия учит человека быть хорошим. Но этика, она учит людей правильно поступать в соответствии, скажем так, с общепринятыми нормами. А вот религия, она еще дает шанс на духовное спасение. Потому что в религии есть зерна истины, духовные зерна, которые человек может постичь и таким образом спастись еще и духовно. А этика — это всего лишь набор моралей, всего лишь маски, ношение масок. Когда тебе тошно, ты улыбаешься, а вот религия учит как раз поступать так, чтобы тебе не было тошно, понимать суть вещи. Разница существенна. Да, вот следующий вопрос. Кто угоднее Богу? Честный атеист или тот, кто поверил в Него из-за страха? Никто. Богу угодны только те, кто к Нему приходит.
Извините, но я приведу простой пример. Какая тебе из твоих яйцеклеток более угодна? Ты о них знаешь? Не знаю. Ну, вот тебе и ответ. А вот извини, когда она встретится со сперматозоидом и зародится в тебе жизнь, и никуда ты не денешься. То, что получится, то тебе будет угодно. Чем бы оно потом ни оказалось. Разве не так? Ну, это земной пример. Здесь только оно может иметь и пол, и формы, и в конечном счете быть кем угодно по своему выбору. А в мир духовный приходят равные и свободные, туда приходят ангелы. И вот человек здесь должен обрести эту жизнь. Для того, чтобы туда и прийти с радостью. Потому что, как видите, фильтр очень серьезный. В роли сатаны стоит очень серьезный фильтр, скажем, который отсеивает любых сомневающихся, гордецов и всех остальных. Хотя сам этот же фильтр, он и создает такие помехи. Но извини, это ведь слабость и незрелость человеческая, когда он поддается на соблазн. Разве не так? Если для человека, еще раз скажу, что-то в этом мире превыше, чем любовь Божия, значит, он недостоин мира духовного. Но это его выбор. И все честно. Глеб Михайлович, тоже такой вопрос. Причем очень частый аргумент, что верующие рассказывают о вечной жизни, но ведь оттуда никто не возвращался. Кто сказал, что с оттуда никто не приходил? Иисус. Простой пример. Почувствовать. Разве видят люди, скажем, людей, которые представляют интересы мира духовный, скажем так, аккуратненько? Ведь они смотрят глазами земными. А что они видят? Образ. Ничего больше. А образ соответствует и их же образу, который они в зеркало видят. Разве не так? Почувствовать можно. Я скажу проще. Нельзя не почувствовать. Но это ж опять-таки, это когда человек способен воспринимать святое и духовное. Только тогда. Но если человек не воспринимает, действительно, скажем, представители мира духовного, не чувствует их, но считает себя духовно свободным, то вся эта его свобода продиктована демонами в голове. Всего лишь навсего. Разве не так? Вот мы уже говорили с тобой в прошлой передаче, еще раз скажу, ведь истинно верующие люди бросали камни в самого Иисуса Христа и распяли в конечном счете. Они не видели, кто перед ним, и они не чувствовали. Так какие они верующие? Какие они истинные? Вот и ответ. Еще вопрос. Корень религии — практическое бессилие человека. То есть они говорят, что это перекладывание ответственности на Бога, что за все ответственен Бог, и что если Бог исчезнет, то исчезнет все. И смысла жизни верующего тогда не будет. Ну, здесь они абсолютно не правы. Это они пытаются аргументировать, не изучая и не зная. Это неправда. Во-первых, Бог исчезнуть не может. Это домыслы от сознания. Но они говорят, если исчезнет религия, то и теряется смысл существования человека. Если человек приходит в религию не для того, чтобы увеличить численность, скажем, коллектива, находящегося в этом институте, а для поиска Бога, и он действительно ищет Бога, то ему не важно, как оно называется, та или другая религия, он все равно его ищет. Но разве не так? Ничего у человека не исчезнет. Но это пугалка и страшилка, и такой вот аргумент от сознания. Почему? Потому что, не дай Бог, проявится убедительное доказательство существования Бога, то что же будут тогда делать атеисты? Простой вопрос. Им что-то там. Если Бог есть, и Он будет доказательством. А оно есть, и его много. Просто, скажем так, слепые не видят восход солнца. Ну что здесь делаешь? Ну он-то от этого не исчезает. Солнце как восходило, так и будет восходить. Правильно? Вне зависимости от того, что его кто-то не видит. Тоже сознание атеиста, с чем не согласна, можно сказать. Религии предлагают многие вещи воспринимать на веру. И правило в том, что верить нужно не головой, а сердцем. Но ведь человека создал Бог, Он выдал ему замечательный инструмент для познания Вселенной — разум, логику. Именно с их помощью мы строим самолеты, лечим зубы.
И размышляя о Боге, почему-то мы должны отбросить в сторону и разум, и логику. Считаю, что когда мы добровольно отказываемся от этого, то это вредит нашей вере. Мы, несомненно, расстраиваем Создателя. Знаешь, а вот здесь я на стороне атеистов. Абсолютно. Ведь как раз первый шаг на пути к Богу, действительно настоящему, это с помощью своего же сознания изучить свое же сознание, изучить дьявола, изучить все, что оно подсовывает. Лишь тогда, когда ты поймешь, что твое сознание не твое, и что не ты строишь эти самолеты, а ты всего лишь финансируешь данные проекты силой своего внимания, что ты впустую прожигаешь дни своего существования, лишь тогда ты начнешь понимать, что, оказывается, можно и по-другому существовать. Лишь тогда на этом пути, когда ты заставляешь первичное сознание изучать вторичное сознание, ты начинаешь чувствовать себя как личность, как наблюдатель за этим процессом. Лишь только в этом в самом процессе и зарождаются первые шаги на пути духовном. И в чем-то они здесь правы. И инструмент, который должен порабощать личность, он же служит и ключами от его замков. Но это не единственные ключи, правильно? Нет, конечно. Но это тот ключ, который как раз необходим большинству людей. Есть и на переходном этапе вот этом. На первичном этапе познания. А когда человек чувствует стремление к Богу, но не знает, как пройти, вот это первые самые надежные инструменты, которые действительно позволяют. Но здесь надо быть опять-таки настойчивым и упорным, потому что любое познание, любое откровение завтра сознание сотрет. Но когда ты это прочитал, сегодня тебе пришло откровение, ты его записал с выводами совсем. А завтра ты понимаешь, что ты что-то утратил, а потом читаешь свое, и опять тебе приходит это понимание. И ты понимаешь, и пишешь уже новое, что сознание затирает. Почему? Вот глупость, ерунду какую-то, сериал годами помнишь. А вот важное и серьезное, оно затирает. И ты начинаешь понимать, как работает механизм. А это механизм. Как работают эти программы. А это программы, это установки. И потом ты понимаешь, что оказывается твой мозг — это компьютер. Это часть системы, материальная часть. Но оказывается, есть еще и то, что находится за квантовым пределом. То, что руками не пощупаешь. Это и есть сознание, которое лишь отголоском сказывается на работе головного мозга, когда это необходимо. И дальше больше. Следующий вопрос по поводу того, что не Бог сотворил человека. А человек сотворил Богом. Это весомый аргумент, который они предоставляют. Если бы не было человека, то не было бы Бога. Почему? Потому что человек придумал себе Бога и в Него верит. Но и брахманы, мы тоже как-то говорили в одной из передач по этому поводу, они пошли еще дальше, что люди творят богов. Вот захотим этому Богу, не будем молиться, и все, и он исчезнет. Но это все игры сознания на самом-то деле. Но они тешат манию величия человека. Это уже не уподобление Богу, а это уже возвышение над Ним. Это то, к чему стремится система. Она стремится уподобиться Богу, достичь тех сил. А на самом деле система, она абсолютно зависит, так же, как и любой компьютер, от электроэнергии. Вот вытащи с него батарейку с планшетика, и все, это мертво. Те силы, которые даются, скажем, всему материальному при создании, были даны. Это и есть силы, исходящие от Бога. И система это прекрасно понимает. Поэтому она хочет создать замкнутую цепь, и она стремится, вот это стремление о 9-м дне, миф, он очень сильно будоражит сознание многих людей до сегодняшнего дня. А люди, я как говорил, это часть компьютерной цепи. Каждый со своим компьютером, со своими желаниями. И вот если получится вот у сознания, оно так надеется решить эту проблему, то система будет существовать вечно, и люди станут абсолютно бессмертны. То есть создать внутри мира бескрайнего такой вот еще один бескрайний мир. Ну это фантастика. Почему? Я уже много раз об этом говорил, потому что над 6 измерениями, где существует мир материальный, есть 66 измерений, опять-таки относящиеся к миру, не совсем материальному, но тем не менее не к миру духовному, которые контролируют эти 6. Это во-первых, а во-вторых, приведу простой пример. Вот подумайте о ромашке. Вот вспомните ромашку. Хорошо, подумали, да? А вот теперь, ребят, вспомните, как плавает рыба в воде. Вот представьте, рыба любая,
карп, окунь, ну, кому что нравится. Вот как она плывет в воде? Вспомнили. Но вы забыли при этом о ромашке. Вот весь материальный мир, миру духовному достаточно подумать о рыбе. Это чтобы вы понимали. И не больше. И нет миров материальных вообще. Это несопоставимая вещь. Доходчиво. Это правда. Но та ромашка, о которой вы думали, она потребляла вашу энергию. И она жила в это время. И в ней происходила масса процессов, о которых даже вы не ведали. Это тоже правда. Тоже аргумент, что религия — это всего лишь лживый какой-то домысел, вымысел, и априори вера в ложь не может быть полезной. Я скажу проще. Вера в ложь, конечно, полезна не может быть. Она губительная. Но кто в действительности лжец? И все становится на свои места. Ведь разве не в сознании нашем рождается ложь? В сознании. Разве не так? Разве не сознание наше мешает и стоит, скажем, камнем преткновения на пути духовного, когда человек стремится познать истину? А ведь не через веру человек спасается, а через знание, через путь, через стремление, пока не узнает правду. Правда и истина, она одна, это Бог. Все остальное — это ромашка в голове. Вот это такой значительный момент вы только что озвучили, что система сознания всегда ищет лжеца во внешнем, в религии, там, в государстве или еще где-то, но увидеть его. Вопрос в том, что лжецы, они всегда обвиняют других. Это первое правило для системы. Она всегда подменяет и искажает все. И свою ложь она всегда сбрасывает на кого-то. То есть, ну, такой простой пример. Люди всегда стремятся кого-то унизить. Почему? Потому что они считают, что таким образом они возвышаются. Ну, это лживые представления, глупые, не имеющие никакого отношения к реальности. Это, скажем так, игры в подкидного дурака среди мертвых. Ничего не значит. Просто вот мертвые так забавляются. Просто знать, что система, вот этот лжец, она живет внутри каждого человека. Она живет лживой. Каждый человек лживый. Каждый. Нет тех, кто не врет. Почему? Потому что сознание, оно лживое. Некоторые, которые стремятся быть абсолютно честными, сами себя обманывают. Двойственность. Конечно, дуальность. И никуда от этого не денешься. Они бегают в храм сатаны с утра до вечера и рассказывают, что они не религиозны, те же атеисты. Разве они не лжецы? А вот если скинуть розовые очки и фантазии и посмотреть на коленях, в каком храме, перед каким алтарем ты стоишь, и вот здесь станет все понятно, и даже для них. Но это ж надо иметь огромную смелость, это ж надо иметь мужество, чтобы глянуть правде в глаза. Весь атеизм вообще на гордыне, в принципе, построен. Ну, потому он и существует, что существует гордыня. И уподобление, и противостояние. Ведь даже, вот, смотри, маленькая часть целой системы человек, он противопоставляет себя Богу. Вот тебе и ответ. Сознание человеческое. Да, вот следующий вопрос тоже. Атеисты, так же как и античные атеисты, считали религию злом, потому что, внушая страх перед богами и послесмертной жизнью, она лишает человека счастья. Но здесь я скажу так. В данном случае в чем-то они правы. Они не правы, что религия — зло. Но то, что внушают страх перед Богом, — это зло. Невозможно полюбить того, кого боишься. Но вот если я боюсь собаки, как я ее могу любить? К примеру. Ну или бешеного медведя, там, или не бешеного, но злого медведя. Ну я его боюсь. За что мне его любить? Змею, ты что, не будешь в любви признаваться? Ну простой пример. Представь, кобра ядовитая в стойке перед тобой. Ты скажешь, какая ты красивая, я тебя люблю, да? Но ведь сознание многих толкает, они берут священные писания и идут львам их читать. Потому что кто-то написал, что и зверь тебя не тронет. Ну и, как правило, заканчивается летальным исходом. Почему? Потому что не понимают они голоса человеческого.
всего лишь навсего. И святые писания для зверей — это всего лишь бормотание пищи перед ними. Правильно? В этом смысл. Только через любовь можно прийти к Богу. Нет другого пути. И быть не может. Вот получается, что сознание смешало два понятия и выдало это вот в такой форме, обвинив при этом религии, сказав, что они зло. Ведь они ж внушают страх перед Богом. Не страх утраты Бога, как вот богобоязненность, но мы это тоже, по-моему, объясняли, а страх перед самим Богом. Подмена. Так оно работает. Зато мы четко видим, вот, исходя из этих вопросов, кто ими аргументирует. Как раз демоны. А где же личность, а где же человек? Просто серая масса, манипулируемая сатаной. Разве не так? Угу. Ну, сознание всегда говорит, не Конечно. может быть все так просто, не может быть. Ну, сознание всегда говорит, что не может быть. Особенно, когда это касается мира духовного. Ну, потому что сознание это не может. Сознанию не дано даже приблизиться к миру духовному. Вот. Из-за этого оно и возмущается. То, что столько жизни, там столько энергии. А подключиться нельзя, а ему никак. Это знаешь, как для рыбака. Есть озеро открытое для рыбалки, но там рыбы нет. А есть закрытое, но там рыбы полно. Хочется, а нельзя. Ну вот что-то типа этого. Кстати, одними из основных вопросов верующих людей в разных религиях являются вопросы, в принципе, ответы на которые вы озвучивали в разных передачах, и в том числе в передаче «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому» и в книге «АЛЛАТРА». Я просто зачитаю эти вопросы, потому что если люди смотрят впервые, то хотя бы могут обратиться к тем источникам, где есть эти ответы. Для чего Бог сотворил мир и человека? Какой была жизнь человека в раю? Какова причина грехопадения? Что такое прародительский грех? И другие вопросы. Скажем проще, ответы на это есть. И если кому-то интересно, пусть посмотрят те передачи, которые ты назвала. Я думаю, так будет честно и справедливо. Потому что вопросов помимо вот этих, которые только что мы озвучили, действительно огромная масса. Настолько путает сознание. Давайте пробовать. Давайте. Подойдем рационально ко времени, потому что времени не так много. Это вот миряне задают вопрос, кто такой дьявол и как он действует. И церковь им отвечает, что это некий кто-то, кто тебя провоцирует на… Правильно. То есть образ, который формируется у, скажем, верующих людей, что дьявол — это нечто, кто-то третий в каком-то образе, чаще с пятачком, с копытами, хвостом и рогами. Ну, что-то где-то похожее на козла. Так вот, если хочешь увидеть этого козла, глянь в зеркало. Иногда он довольно симпатичный, потому что материя, особенно живая материя, это, а если она еще и думающая, это яркий представитель как раз того же дьявола. Дьявол — это не что-то объективизированное, а это общее название кучи демонов, которые, ну, для понимания, да, есть масса муравьев, а есть общее сознание у этих муравьев. Вот это вот общее название — это и есть дьявол. Или проще, есть масса компьютеров, которые соединены в одну сеть. Это есть не что иное, как интернет. Они делятся между собой информацией. Вот интернет — это и есть дьявол. А сознание, ну, скажем, в каждом компьютере, программке, да, вот эти вот возможности, это и есть демоны. Ну вот такое вот понимание. А для чего дьявол вообще нужен? Как он действует, мы понимаем через нас, через наше сознание. Мы много об этом рассказывали. И каждую секунду, постоянно. И надо еще подчеркнуть для понимания людей. Иисус и тот же Мухаммед, мир ему, они боролись постоянно со своим сознанием. Разве не так? Так. И об этом четко пишется. И Мухаммед, он был еще примером для своих последователей, сколько он времени тратил на духовные практики для того, чтобы усмирить свое сознание, для того, чтобы подчинить его как дикого зверя себе. Разве не так? Так. И следует все-таки брать пример вот как раз таких учителей. Это благостно. Тоже такой вопрос на извечную тему добра и зла. Есть просто непонимание в тех объяснениях, которые даются, ну, скажем так, традиционно. С добром все как бы вроде ясно, что это и есть сам Бог, и все, что от Него происходит, и Его окружает. Неправда. Добро понимается по-разному.
все, что его окружает. Ну вот, к примеру, ты хочешь кушать, я тебе дал яблоко. Это доброе действие? Доброе. Причем здесь Бог? Ведь в человеке есть два начала, и выбор происходит личностью. Вот что в личности сдоминировало, то и дал. Но добрый это поступок или не добрый? Я тебе, когда ты хотела кушать, я тебе дал яблоко, доброе. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя есть то, что мне надо. И я зашел как раз с другой цели, а для того, чтобы вот найти к тебе подход. Это может лежать как раз вот там, на задней полке. С виду это добрый поступок, а на самом деле я просматриваю свой интерес, потому что мне от тебя может быть что-то нужно. Все двояко, это мир материальный. И еще раз говорю, добро и зло творят люди по выбору своему. Поэтому относить что-то и разделять, приписывая к Богу или еще что-то, богоугодные дела или не богоугодные. Богоугодное, когда человек выходит уже в мир духовный с этого ада. Вот это вот богоугодно. Когда человек поступает так, что способствует тому, что сам идет к миру духовному, а если еще другим помогает, и действительно помогает, не переделывать, не выдумывать, а вот делится инструментами и способствует тому, чтобы люди ходили. Это богоугодно. Все остальное — это дела мирские. Это не имеет никакого отношения к миру духовному. Но это имеет отношение к самой личности. Чем более развита личность, тем выше совесть, тем больше он делает добрых дел, тем меньше он слушает плохое в своем сознании, тем меньше в нем зла. Это хорошо. Хорошо для чего? Для личности, для свободы личности. Но прикрывать это богоугодными делами или не богоугодными — это манипуляция. Извини, религиозная манипуляция. Это же что интересно, что говорят, что зло само по себе несущее, то есть не существует. Поэтому не должно нас пугать и устрашать. Лишь своим нерадением мы вызываем его к жизни. Конечно. Вот это вот как раз говорят те, кто творят зло для того, чтобы оправдать его. Если они говорят, что зло не существует, ну, дай Бог им не встретиться с худшим, чем они. Потому что это попытка самооправдания. Потому что в сознании этих людей творится такое, что и Чикатило не мечтал об этом, понимаешь? Это 100%. Заглушают голос совести в себе. Конечно. Они рассказывают, что зла не существует, добра нет, зла нет, а что ж тогда есть они? Только они, и все. И весь мир крутится вокруг ихнего эгоцентризма, да? Потому что они центр эгоизма всего мирового. Даже дьявол им на побегушках. Ну-ну. Есть такое противоречивое понятие, что вот говорится, что не судите, а в другом случае говорится «судите праведным судом». Что такое праведный суд? Ну, праведный суд, он, я бы сказал так, праведный суд в мире сием — это по закону той страны, в которой ты проживаешь. Но законы эти писаны людьми и людьми придуманы. Это определенный договор общества, вот они создают праведный суд. А все остальное, удел судейства, ну, он восходит гораздо выше. И суд может быть только один. Будет ли существовать человечество дальше, или как Атлантида со всеми остальными. Вот это суд. Вот это серьезно. А все остальное — это частные вещи. И я скажу проще: Бог не судит. Бог, Он гораздо выше всего этого. Есть кому заниматься этими глупостями. Атлантида — пример. Это же такая тема. А что такое бесчувствие? Что такое бесчувственный человек? Бесчувственный человек, ну, это большинство людей, превалирующее, к сожалению, и многократно в всем мире. Это отсутствие глубинных чувств, восприятия мира духовного. Вот это и есть бесчувственный. А все остальное — это эмоционально или безэмоционально. И к чувствам, чувство, оно исходит от личности. И когда личность развита, она вот как раз воспринимает все то, что от мира духовного идет или исходит от человека. Но это чувственный человек. Куда ведет человека настоящее покаяние? Ну, это что понимать под настоящим покаянием, понимаешь? Покаяние — это признание своих, совершения своих ошибок. Ну, к примеру, написал я диктант на 2 и покаялся, пришел. Мне что, за это 5 поставят? Пока я не исправлю,
Ничего не будет. Пока я не перестану служить сатане, к миру духовному я не приближусь. А о том, что я буду ходить и рассказывать, ой, я совершил, я наделал, вот меня сознание, извините, вот подвело, и я такое совершил. Ну да, ну и что, ну покаялся ты, да. Так учись, это твои проблемы. Бери дневничок, учись, записывай, и не поступай так плохо, да? А если ты каждый раз совершаешь и каждый раз ты каешься, то где ты сидел, там и останешься. Даже есть такое правило, что чем больше ты совершаешь покаяние, тем ты вот лучше. Причем ты же постоянно лучше что? Лучше становишься человеком, ну, очищаешься, я скажу так, безгрешным становишься. Ну как это безгрешным? Человек не может быть безгрешным, пока сознание им управляет. А раз ты каешься, значит есть за что. Разве не так? Да. Значит, каждый раз ты совершаешь что-то. Ну и где ты, и кто-то. И каждый раз называется это настоящим покаянием. Ну, это люди называют, это опять-таки у каждого свои традиции, поэтому мы традиции не можем обсуждать. Мы можем говорить в корне о сути вещей. В данном случае я говорю в корне о сути вещей. Покаяние — это понимание процесса манипуляции сознания тобой как личностью. Вот ты осознал данный случай, ты его огласил, к примеру, среди своих друзей, и все вместе уже не совершаете таких ошибок. То есть вы знаете шаблоны сознания и больше не наступаете на эти грабли. Вот это смысл есть. А если каждый раз вы наступаете и все время об этом говорите, ну, ребят, это ваш выбор. Можете этим заниматься сколько хотите. Это ваша жизнь, и вы вправе с ней поступать как угодно. Это очень здорово, что не просто где-то внутри покаяться, осознать и не поступать больше так, а поделиться с другими, чтобы и другие… Ну, в этом смысл. Если мы берем покаяние как катарсис, очищение, которое использовался раньше, ведь это же как раз и было изучение, коллективное изучение сатаны. То есть работы своего сознания, изучение шаблонов, как она ловит, о чем она рассказывает. Коллективно учились и коллективно старались не наступать на те грабли. Это знаете, вот как вот сапер прошел по минному полю, а остальные последовали след в след. И все живые пришли. А кто-то оступился — это его выбор. Он же захотел сделать шаг в сторону. Почему я буду идти, как все? Я ж могу пройти рядом, я ж смелый. Смелый был, а не смелые остались. Вот. То есть это в корне действительно меняет представление о том, что такое покаяние и что такое сознание исповедь. Играет над людьми, и оно все извращает. Все, даже понятие покаяния, оно извращает. И каждую неделю, это каждый месяц люди ходят, каются в совершении своих грехов и думают, что таким образом они спасаются. Да таким образом они, и прости меня, Господи, голову священнику морочат, понимаешь? Ничего больше. И по большому счету ему уже не интересно, это уже не служение, не работа, и они не каются, это так, какое-то баловство идет. Тоже в дополнение просто хотелось бы сказать, что есть такое понятие, ну, в православии как плач. Плач верующего, и что говорят, что от него, от этого плача огромная польза, и даже есть… Я скажу так, есть такое понятие, когда вот есть определенные семьи, когда жена использует этот инструмент и что-то у мужа выторговывает себе в пользу. Ну там поплакала, ну как не напрягайся, говорит, а муж, конечно, голова, но жена шея, куда повернет, туда и голова поворачивается. Ну это вот инструмент поворота. Плач. Ну а почему бы не так с Богом не поступить, да? Сознание рассказывает. Он же утешитель. Если я плачу и страдаю, значит я так вот тоскую, я так стремлюсь, что мне так плохо. Но если тебе плохо, я проще скажу. Вот приведу простой банальный пример. Вот тебе приятно было бы рядом с нытиком находиться? Хотелось бы сбежать. Ну вот и ответ. А к миру духовному эти эгоисты, которые только тем и занимаются, что вокруг себя крутятся и плачут о себе, а это эгоист на самом деле. Им кажется, что они так плачут за весь мир, они его спасают. Они плачут о себе, о своей греховности. Да это и есть грех. Вместо того, чтобы любить, жить, действительно жить, наполниться этой силой, они это все, извините, как в унитаз сливают. А зато наполняются слезами, горем, показухой перед другими занимаются, чтобы внимание привлечь ко всем и рассказывают, что это и есть духовность. Ну, если они так считают, это их право, это их выбор. Никто ж никому ничего не запрещает. Хотят плакать, пусть плачут. То есть вот этот момент нытья — это момент кормления системы. Что вообще такое жалость к себе? Эгоизм.
Просто-напросто. Ну или проще скажем, это прозорливые люди, которые заранее себя оплакивают. Это единственная прозорливость, которая существует. Почему такая зависимость вот у людей, как наркотическая, для того, чтобы постоянно вот поплакаться, похныкать? Это эндорфины вырабатываются. После этого, опять-таки, когда это банальная физика, это все на эмоциях, это люди абсолютно контролируемые сознанием и подчинены своему телу. Ведь когда человек плачет, после этого происходит облегчение. Они чувствуют некую эйфорию. Проще говоря, человеку достаточно, ну, если он со здоровым позвоночником, попрыгать длительное время, после этого эйфория, поплавать, дать нагрузку или много пробежаться. Та же самая эйфория. А вместо плакать лучше бегом занимались, скажем так, ну если здоровье позволяет, конечно. Почему? Потому что там в случае происходит травматизация, организм воспринимает это как бег, это постоянные удары на суставы, в том числе суставы позвоночника, они лучше иннервированы. Ну и организм заведомо блокирует, вырабатывает эндорфины. Также вырабатывают эндорфины на выработку кислот. Ладно, я не туда полез. Ну смысл в чем? Что реакция на тело, что на нытье. Когда происходит нытье, вот это вот разрывающее и тому подобное, компенсации. В качестве компенсации организм вырабатывает эндогенные опиаты, то есть те же эндорфины выброс. И человек чувствует эйфорию, подъем и воспринимает это как подарок от Бога. То есть человек не может достичь любви Божией и обрести настоящее счастье. Даже соприкоснуться с этим не получается. Зато он идет на уловки от сознания и в буквальном смысле на подмену. Понимаешь, вот тут я тебе просто приведу пример. Скушать, ну, курочку домашнюю, выращенную на чистой пшеничке, или, извини меня, геномодифицированное непонятно что, в которой и медуза, и креветка, и еще что-то живет, и плюс кормленное на антибиотиках и на всяком этом, ну, польза где? Оно похоже на птицу вот, по объему. И вкус где-то схож. Только потом аллергия возникает и масса болезней. А это вот на здравие идет. Правильно? Разница есть? Ну такое, это вообще для примитивных людей, скажем так, с ограниченным мышлением. Спасибо, Игорь Михайлович. Я думаю, что это в корне поменяет отношение многих людей, встретившись в своем сознании с нытьем и с жалостью к себе. Они не поменяются. Знаешь почему? Потому что они меня не слышат. Для того, чтобы услышать, почувствовать надо. А как же они будут меня слышать, когда они заняты, эти эгоисты, только собой и плачем своим? Это наркоманы своего рода. Они не могут никого услышать. Уж тем более меня поверить. Они скорее в своей голове другого послушают, потому что в другом храме на коленях стоят и о земном просят. Да. А следующий вопрос о том, что почему же божественная благодать, вот я ее так прошу, но сходит чаще на тех, кто к ней равнодушен. В данном случае божественная благодать воспринимается как материальные блага. Это средства, деньги, порядок в доме, здоровье и тому подобное. Исходит на тех, то есть человек живет обманом, торгует на рынке, подвешивает, перевешивает, и у него прекрасный дом, хорошая машина, у него все в шубах ходят, а я вот честно работаю, я молюсь, и мне благодать не идет. То есть Бог мне халяву не посылает. Да? Вот это и есть благодать. Это не благодать, это дела земные. Это все сатанинские, скажем так, игры. А благодать — это любовь Божья. Благо — дать. Но благо в данном случае подменяется сознанием на вот какую-то капитализацию, материальные приобретения. Вот смотри, как сознание подменяет. Самое настоящее, самое ценное, что может быть — это жизнь. Что может быть важнее? Нет, оно подменяется на желание какого-то дома или шубы. Ну что-то в этой шубе. В духовный мир. Да. Ну, скажем так, вот, слушая вот эти вот вопросы, я понимаю одно, что фильтр прекрасно работает. Поэтому он и нужен. Попробуем его очистить. Такой распространенный вопрос очень. Не понимают, как узнать волю Божью. Угодно Богу и воля Его или не угодно? Что значит узнать волю Божью? Есть ли воля Божья на то или иное дело? Как понять,
сейчас зачитаю для того, чтобы не быть голословным. Это все равно, я можно поясню, да? Вот я утром проснулся и задаю вопрос. Вот все равно как по селекторной связи, да? Говорю, так, Бог, вот с какой ноги мне встать? Он говорит, с левой вставай. Я говорю, ну я справа лежу, неудобно, может справа? Он говорит, нет, на то воля моя. Я вот стою с левой ноги, и у меня все хорошо. А если я встал справа и упал и стукнулся, да? Или тапочки не нашел? И пришлось босиком идти в ванную. Ну так, что ли, воля Божья? Ну это все это игры и издевательство сознания, ну честное слово. Но это ж представь, какая гордыня и мания величия, которая навязана сознанием человеку, что он думает, что вот Бог только тем и занимается, что расписывает его каждый шаг. Система — да, потому что это программа. Она должна так делать. Это вот как, извините, навигатор, да? Включаешь в телефоне, как с точки А в точку Б время. И он тебе показывает пошаговую инструкцию. Ты изменил, пошел в сторону, но тебе другой путь показывает, но опять к той же точке. Но только точка-то в том навигаторе — это, извини меня, смерть, это субличность. И она тебе будет показывать, как бы ты ни отходил в сторону, он тебе будет рисовать массу дорог. Да. А, извините, мир духовный — это жизнь, это свобода. Там нет дорог, там есть жизнь. И разница здесь огромна. А здесь это ж какая мания величия этого человека, чтобы он вот как вот не отличить волю Божью, что мне сделать, как мне вот с соседкой поступить и о чем мне соседом вечером, вернее, чем с соседом вечером позаниматься. И все должно вот Богом быть управляться. Это опять-таки говорим о том, что перекладывание ответственности за себя на кого-то. В данном случае, конечно, лучше всего на Бога, потому что это гарантированно место в раю, где лев с зайчиком сидят рядышком, грызут морковку и оба счастливы. Материальное в образе трехмерном. Все прекрасно, потому что сознание также ж понятно, вот это оно воспринимает. И люди это воспринимают. А вот заниматься саморазвитием духовным, извините, не получается. Независимо от какой религии, этот человек, если бы он действительно стремился к познанию Бога, он бы понял, что тот мир нематериален, и что Бог реально существует. И по факту человек сам ответственен за себя. И волю Божью человек может исполнять лишь тогда, когда он стал на путь служения. Но пока, извините, он даже сам не спасся и не стремится, то как же он может служить Богу? Вот простой вопрос. Это все равно, знаешь, вот как, ну я хочу в балет, запишите меня, да? Ну вот представь, меня сейчас записать в балет. Ну запишут, конечно, друзья что есть, люди добрые. Скажут, да хорошо, Михалыч, приходи, мы тебя запишем. Что я там делать буду? В том балете. Людей смешить. Вот вам уже смешно стало. Ну вот так же самое и мне смешно, вот слушая таких людей. Извиняйте за правду людям, но это правда. Бог смиренным дает благодать. Что значит быть смиренным? В данном случае, если мы глянем корень от этого всего, откуда это пошло, смиренный — это в данном случае человек, который контролирует свое сознание. И благодать — это и есть любовь Божья. Это как раз, я бы это выразил так: победившим дьявола внутри Господь дает жизнь, если перевести правильно. Но трактоваться может по-разному. От сознания это будет трактоваться послушный, покорный, и обязательно покорный и послушный не Богу, а тому, кто якобы является посредником, ну, представителем какой-то организации. И смирение — это тебя благословили радоваться, вот и радуйся. Вот это и будет тебе благодать. Ну, это если истолковать от позиции сознания. А на самом деле я сказал, что это с древности еще выражение и понимание, в общем-то, было хорошо расписано по этому поводу. Тоже, Григорий Михайлович, очень много толков о таком инструменте, как Иисусова молитва. И это шикарный инструмент. Шикарный инструмент. Да, и он реально рабочий. И я должен сказать, что очень много людей благодаря ему пополнили ряды ангелов. Это хорошее. Но он требует огромного усердия. И проблема здесь заключается в том, что люди шли методом исключения. То есть они исключали любую мысль, подавляя ее внутренним стремлением именно к Иисусу Христу, стремлением к присоединению к Нему. Это огромная
скажем, этот огромный потенциал, он весь перенаправлялся именно и углублялся в эту молитву. Это желание и стремление пройти мир духовный. Но, естественно, представь, какое у них было сопротивление от самой системы. Это тяжелый путь на самом деле. Конечно, используя другие инструменты, намного проще построить дом, но это хороший инструмент. В принципе, тоже существуют подмены, да, уже сейчас на современном этапе? Нет, есть. Молитва Иисусова очень простая, понимание очень простое. Это стяжание любви Божией, усиление ее. Это вся мысль направлена, сведена в одну точку. То есть что это значит? Сила внимания вкладывается только в любовь Божию, в любовь и преданность Иисусу Христу. Все. А это значит, в Его лице воспринимается мир духовный. Что здесь плохого? Ничего плохого. Это абсолютно рабочий инструмент, да. Но он тяжеловатый. А подмена здесь заключается как раз в том, что многие люди, они уподоблялись тем, кто проходил этот тяжелейший путь. Ну, скажем, болтать-то проще, чем идти, понимаешь? Вот мы, если бы мы сейчас, представим, несли бы огромный груз на своих плечах и поднимались в гору, или сидеть вот и разговаривать, ну, проще ж. Просто вот вы сказали направлять вот эту вот силу внимания, да? Момент такой, что уже как бы даже утрачено вот это понимание, что это за сила внимания, как ее. Не, но то, что инструменты система отбирает у людей по глупости их, ну это да, это правда, конечно. Но есть описание, слава Богу, сохранившиеся, истинно прошедших. Но вот беда в том, что очень много плевел тоже наклеено другими, теми, кто не проходил этот путь, а пытался день-два там, выдержал, там тяжело. Ну, когда кого-то видит, он что-то типа шепчет. Понимаешь, вот разница есть огромная. Это молитва внутренняя, а не шептание губами. Те, кто шепчет, они уподобляются. Но им же надо показать, что они находятся в этой молитве. Как только кто-то ушел, храп раздается в келье. Ну, таких тоже много. Это создание. Но зато им хочется, чтобы их превозносили и считали тоже постигшими. Ну, оно ж по делам их видно, кто они. Ну, то такое. Но вообще это раскрывает чувственное восприятие. Это хороший инструмент. Но очень тяжелый. Еще тоже вопрос такой. Почему святые, друзья Божии, бывают гонимы, а в гонениях радуются? Простой пример приведу. Опять-таки, почему они бывают гонимы? Потому что для системы они опасны. И вот простой практический пример. Когда вы что-то делаете, и вы чувствуете, как активируется сознание, даже в группе, да, вот люди, вы что же радуетесь? Значит, правильное дело делаете. Ну, правильный ответ? Да. Ну, вот видишь. Ну, для людей, чтобы понятно было, когда люди стоят на пути духовном и действительно обретают любовь Божью и стремятся что-то сделать хорошее для людей, и активируется система, дьявол активируется, и у них начинается гонение на них, проблемы куча. Они радуются потому, что они делают богоугодное дело, и они делают правильное дело. И вот сатана злится. Ну вот этому они радуются, что хоть как-то насадили там рогастик. Ну, радуются они на самом деле потому, что не покинув свою, скажем, тропу, ведущую к Богу, они обретают новые силы. И они радуются той любви, которая их переполняет, а не тем бедам, которые случаются. Только глупец может подумать, что они радуются из-за того, что им больно. Нет, им больно так же, как и вам. Но они радуются внутренним силам, той любви, которая их наполняет. А тело оно и так смертно. Рано, поздно все равно сдохнет. Вопрос в том, где будешь ты. Да, когда это внутренне понимаешь, то это вообще это. Да, но тема у нас сегодня не об этом. У нас тема на вопросы от ума, да? Да. Ну вот тоже, в принципе, частая ситуация и у верующих, и у людей, которые идут по духовному пути, когда в какой-то момент молитва или духовная практика уже становится формальностью. Вот этот… Почему это происходит? Потому что вначале человек с духовным порывом на какой-то волне. Вот, к примеру, человек почувствовал любовь Божью, да? Вот просто почувствовал. И она наполнила его. И ему хочется быть там, да? Ведь это ж прекрасно. Ну, если он способен чувствовать, конечно.
Оно, если он не способен чувствовать, но любовь Божья это исходит, то сознание возмутится. Но вопрос в том, что любовь Божья, если ты ее не стяжаешь, то есть не усиливаешь, и она безответна, она, как говорил Винни-Пух, как мед. Он постепенно заканчивается. Потому что ты его ешь, и он заканчивается. Ты ведь наслаждаешься этой любовью. И она употребляется, но не приумножается. И вот как только она ослабла, в это время сознание начинает атаковать. Правильно? Вот и получается, что на следующий день ты этого уже и не чувствуешь. И сознание рассказывает, а было ли это или не было. И вот вначале ты делаешь, почувствовав эту благодать, ты с рвением делаешь молитву, совершаешь. Ты благодаришь Бога за этот подарок, потому что ты это чувствуешь. И ты переполнен этой радостью, она внутри тебя живая. Даже сознание останавливается и не хочет понимать другого, потому что ты наполнен. Но в это время от тебя это исходит от чистого сердца. Твоя молитва, твоя духовная практика, как бы ты это ни называл, это живое. Но стоит немножко отвлечься, подумать о ромашке, еще о чем-то. И сила успокаивается. Потом ты начинаешь делать молитву, а вот этого счастья нет. Совершать духовную практику, а она пустовата. А на следующий день она вообще никакая. Ну ты выполняешь, потому что это надо выполнять. Разве не так? Но вопрос в том, а что ты делаешь? Ты своим сознанием пытаешься вызвать, постичь то духовное, которое было ниспослано с мира духовного. Ну разве не так? Сымитировать. Сознанию становится грустно и скучно, ну не любит оно этим заниматься. Не его это. Оно начинает тебе рассказывать, что ты время тратишь. Но с другой стороны рассказывает, нет, ты ж выполняй, старайся. Потому что оно двоякое, это сознание. Ну вот с одной стороны на тебя подталкивает, а с другой с тебя смеется. Тебе становится вообще печально как личности, ну и начинаешь слушать сознание. И все вот впустую превращается. А мог бы что? А мог бы не убирать это. Мог бы оставаться в этой любви. Просто нельзя прекращать диалог с Богом. Но диалог с Богом — это не болтовня от сознания о своих проблемах и желаниях. Это как раз и есть внутренний посыл и жизнь. Ну разве не так? Так. Только это работает. А все остальное — это проделки как раз того, кого называют сатаной. Подмены. Жестокие, но справедливые. Почему справедливые? Потому что ты финансируешь. Ты как личность, ты выбираешь, кому служить и что воспринимать. Поэтому это абсолютно справедливо. Воля Божия и свобода внутренняя. Одно ли это и то же? Нет, это абсолютно разные вещи. Внутренняя свобода — это и есть любовь Божья, которая дарует тебе это все. А воля Божья, она происходит и проявляется лишь в том случае, еще раз говорю, когда человек стоит на служении. То есть он использует определенные инструменты для того, чтобы увеличить и так бескрайний мир новыми ангелами. Вот это, скажем, вот такая вот разница. А свобода — это любовь. Это жизнь, это свобода. Ох, Игорь Михайлович, полно очень хорошие вопросы. Но даже успевать не хочется. То, что подмена вообще есть от системы, того, что система постоянно хочет подсунуть человеку результат и как бы гарантию того, что он спасется. И вот интересно, что она придумывает очень легкие пути какие-то для спасения. Как будто бы спасение — это легкий путь. Или какие-то индульгенции. Или спасение — это действительно очень легкий путь. Вопрос в другом. Вопрос в том, что система перебирает на себя эту функцию. Это всего лишь лживый обман.
Но таким образом она решает свои проблемы. Но ведь и люди чувствуют, что это ложь. Извини меня, приходишь ты в организацию, тебе выписывают бумажку, ты за нее платишь мешочек золота, и ты уже спасся. Тебе зафрактовано, уже место выделено, все. Это ж не отель какой-то, где ты заказала себе двухместный номер там, или одноместный, ну, или апартаменты какие-то там, не знаю, президентские. Ну, сколько у тебя денег-то есть. И он тебя ждет навечно. Ну это ж, люди же сами понимают, что это глупость. То так, для очистки совести, просто играя в баловство в это. Удобная для них позиция, да? Ну, конечно, удобная позиция. Похвастаться перед соседом. Но у нас же тоже есть вот люди, я понимаю, подарить кому-то. Вот название звезды, назвали звезду, ну, в твою честь подарили тебе, так манию величия потешить. Но когда человек платит деньги, что его именем назвали звезду, о которой никто никогда не услышит, ну это вообще смешно. Как понять, где вот эта разница между молитвой и магией? Ой, здесь очень четкая разница, и все в действительности очень просто. Молитва, она вот как молитва Иисусова. Никто ничего не просит, кроме любви Божией. Вот молитва, направленная на спасение души, на любовь Божью, на вот выражение любви и благодарности Богу. Это молитва. А все, где что-то просят, это магия. И здесь разница. Молитва Богу, она совершается, ну, действительно, вот искреннее стремление. Ну, как бы сознание даже не очень любит произносить такие молитвы. Здесь это больше идет от чувств. А вот прошение о себе всегда идет от сознания. Ну, личность никогда не попросит у Бога что-то, кроме стремления домой. Все очень просто. Причем чего бы то ни было. Даже если молишься за спасение всего мира. Вот просто котенка всего мира, себя, ну, все чего угодно. Все, что касается мира материального, это все магия. И давным-давно было сказано: не проси ничего у Бога, кроме спасения себя. Ну, кроме любви Божией было раньше, но и спасение себя там по-разному называли. Потом, в конечном счете, значит, спасение своей души. Ну, такой вот забитый термин, хотя это неправильно, конечно. Мы уже говорили, спасение своей души — это все равно, что спасение спасательного круга. Ну, он же не тонет. Себя как личность надо спасать. Для этого тебе и дан спасательный круг. То, что называют душой. Это и есть та дверь, ведущая в мир духовный. Она рядом. И дом рядом. Ну, и зайти нельзя. Вот это вот раньше времени. Существует тоже такое понятие, как праведный гнев к инакомыслящим, причем и в семье, и в обществе, и в религии. Может ли гнев быть праведным? Нет, конечно. Конечно, нет. Ну как может быть гнев и праведный? Ну, я скажу проще. Это опять-таки, если мы берем глобальное, то есть потому что это подмена и усугубление. Гнев может быть праведный. Я приводил пример на Атлантиде. Это да. Это праведный гнев, который просто стер цивилизацию с лица земли, смыл ее, уничтожил. Но это как бесполезный груз. А в отношении людей этого не может проявляться. Во-первых, гнев праведный, он исходит через мир духовный, от мира духовного. Но как же в людях, особенно в тех, кто далек от мира духовного, как я от балета. Зато это удобная форма манипуляции. Кого-то объявить сатаной, и весь гнев праведный свой на него обрушить. Таким образом легко решаются свои земные проблемы под прикрытием, скажем так, постулатов. Эгоизм и отставание своих мыслей. Конечно. Своих времени. Игорь Михайлович, еще такой вопрос. Миряне уверены, что святость — это удел избранных. Конечно, святость — это и есть удел избранных. Но избранными не рождаются, избранными становятся. Потому что переступить через сатану и прийти в мир духовный — это очень многого стоит. А святость — это опять-таки это накопление и удержание тех сил духовных. Вот, проще говоря, святой человек и спасшийся — это разница огромная. То есть святой и живой есть разница.
То есть человек еще здесь, но он при жизни уже обретает, при временной жизни, нашей земной жизни, он обретает жизнь вечную. Это человек уже свободный, спасшийся. А вот святой человек, он наполнен этой силой, вот этой благодатью, этой любовью Божьей. И он ее удерживает, вот как жадина, ни с кем не делится, но он ее постоянно увеличивает. Ну, делиться, конечно, невозможно. Я просто это от доброго сказал, что он ее не делится с сатаной, а вот с другими личностями он делится с радостью. Поэтому она у него и приумножается. Вот это и есть святой. Тот, кто не утрачивает вот эту силу любви, вот этот свет внутренний. И вот почему их называют святым? Потому что они же светятся, когда делятся. Да, тоже такой похожий вопрос, что нужно ждать, когда на тебя снизойдет благодать, а самому ничего для этого делать не нужно. Ну, это опять-таки, это установки от сознания. То есть будь покорный, сиди спокойненько, жди, и оно обязательно на тебя снизойдет. То есть ничего не делай. Но это очень удобно. Это все равно, знаешь, вот должен ты кому-то деньги. Ему говоришь, сиди и смирно жди, и я тебе принесу. Год, 2, 3, 5, 10, а там уже, как говорил поэт один интересный, восточный, да, говорит, или осел умрет, или султан, говорит, или я. Как-то оно разрешится, так и здесь. Сиди и жди. Главное, ничего не делай. Не мешай сознанию тебя обворовывать. Обворовывать по-крупному, забирая жизнь твою, любой шанс. А ты сиди и жди. Хочешь жить, встал и пошел. Нет другого пути. Если будешь сидеть, жизнь к тебе не придет. Игорь Михайлович, такой вопрос. Во многих религиях существует такое понятие, как то, что будет некий день, где будет происходить взвешивание на чашах весов добрых и злых дел. Вот что это за взвешивание? Что это за день такой? День — это и есть твоя жизнь. Вот это и есть день. И весами являешься ты. И ты ежесекундно, ежеминутно взвешиваешь это все. Ибо человек, рожденный, он уже умирает. И он является весами своих поступков. И вот если превалируют в тебе дела добрые и богоугодные, то обретешь ты жизнь. Обревши ее здесь, ты как через мост перейдешь в жизнь вечную. Но мостом от смерти в жизнь как раз и является вот это твое существование. То есть это не какой-то судный день, а это то, что происходит с человеком в каждый день. день. Ну, можно сказать и судный день, и Армагеддоном это можно назвать, но у каждого он свой. Просто для кого-то жизнь, она заключается в многих годах, десятилетиях и тому подобное. А на самом деле это всего лишь один день, даже меньше. Утром он начался, солнце взошло, и вечером ушло в закат. Так и жизнь. Ну, это вот совсем недавно это понимание было у людей. Тоже такой вопрос. Когда человек духовно развивается, и он начинает искать во внешнем подтверждении, что он делает правильно, о своей духовности. Блестят ли у него глаза, как он выглядит внешне? Ну, глаза блестят. Глаза блестят по массе других причин. Дым в глаза попал, лук порезал, на ногу кто-то наступил. Глаза могут блестеть и от слез, а слезы бывают разные. Слезы бывают и горечи, и радости. Это не показатель. Жизнь в глазах — вот это показатель. Ну, вопрос в том, что не все их видят, но чувствуют все. Единственное, что иногда сознание возмущается и воспринимает это как ненавистный жест. И вот часто бывает такое, ну, скажем, ну вот вы по себе знаете. Заходишь и чувствуешь взгляды ненавистные. Почему? Потому что завидуют, уподобляются и тому подобное. Разве не так? И у единиц в ответ загораются глаза, когда вы заходите. Ну разве не так? А у остальных наоборот. Аж видно, как мышцы напрягаются. Почему? Кто кем управляет? Когда в людях живет Бог, Он радуется вам, что вы пришли. А когда, извините, ими правит черт, то он начинает своими вот этими рогами их там шевелить, людям больно внутри, вот они сжимаются, напрягаются. Вот вам и ответ. Так это всего лишь вы. Ну разве не так? Давайте дальше. Тоже есть такое
Ну, просто распространенное выражение среди людей, что нужно обязательно за кого-то попереживать, за кого-то болеть. А что такое болеть за кого-то? Так это прямое вот выражение, оно и есть. Знаешь, вот язык, он штука очень интересная. И система, она на самом деле очень много знаков дает и очень много вещей называет своими именами. Ну, скажем, ты переживаешь за кого-то, ты переживаешь свою жизнь во имя кого-то. Ты за кого-то болеешь, ты болеешь за кого-то. Ну, вот, если перевести это на нормальный язык, то своими действиями ты просто вхолостую тратишь время и силу внимания ты вкладываешь как раз в систему, ты ее кормишь. Кому лучше от этого? Демонам лучше, системе лучше, а тебе лучше нет, конечно. Ты вот как раз переживаешь свою жизнь или пережигаешь свои дни, месяцы и тому подобное. То есть ты сокращаешь свою реальную жизнь, уменьшаешь шансы на духовное спасение, потому что ты эту силу просто сливаешь в унитаз. Извини, ну такое прямое выражение, чтобы поняли все. Игорь Михайлович, такой вопрос. Распространенный в христианстве то, что люди в ежедневной своей молитве, они поминают усопших. И считается, что поминание усопших, оно может определенным образом улучшить либо смягчить их положение. Что сказал Иисус Христос? А ведь в христианстве кто такой Иисус для христианина? Вот скажи, кто выше? Тот, кто потом писал эти молитвы и заставлял людей так поступать, или Иисус? Что сказал Иисус? «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот пусть мертвые занимаются мертвыми, а живым с нами по пути. Когда человек поминает в молитвах и желает лучшего, и пытается что-то вымолить, выторговать об усопшем, он кормит систему. Да, мы уже говорили об этом не раз. Действительно, субличности становится легче, на чуть-чуть. Но затраты неимоверны. Ибо мертвое, оно очень сильно много ест. Но для них это вот приведу вообще простой пример. Представь, человек очень сильно изголодавшийся и испытывает постоянный голод. А ты ему вот, ну я не знаю, маленький кусочек хлебушка дал. Но от себя ты забрала дневной рацион. Но ему ты передала всего лишь маленькую крошку. Он от этого не выживет и не спасется, но на мгновение он утолит жажду. Ведь в веках, в которых скитаются субличности, для них день сытости, ну да, праздник на короткий промежуток времени. А что с ним будет потом, когда ты тоже станешь субличностью? Кто его будет кормить? Ну простой пример. Если человек, да, может быть это неморально, может быть это нехорошо и тому подобное, но это выступает сознание. Почему? Потому что сознанию выгодно, чтобы его кормили. И оно выстраивает целую систему преемственности, чтобы дети, внуки, правнуки, мы уже об этом рассказывали, кормили, 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 потому что выгодно, удобно, хорошо, когда тебя кормят. Разве не так? Может быть, надо не уповать на то, чтобы тебя кормили, а жизнь обретать, чтобы не умирать, чтобы еда не понадобилась. Разве не так? Говорят, да, можно, говорит, испытывать жажду, а можно стать океаном. Вот разница в чем. Что такое религиозный фанатизм? Религиозный фанатизм? Это то же самое, что и атеизм. Это в первую очередь отрицание Бога, это незнание Бога. Это люди фанатично верят в догмы своего института, своей религии, и они исполняют то, что говорят авторитеты. То есть это и есть фанатизм, но это ни в коем случае не знание Бога. Потому что эти люди, они будут очень сильно упираться и противостоять истине. Это, мы часто это замечаем, когда люди отстаивают свою религию, исключают все остальное, они даже не допускают мысли, что другая религия, она настолько хороша, как и твоя религия, где так же самые люди могут спасаться. И спасались, и будут спасаться. Нет, только наша религия. И во имя Бога я сделаю все, говорит, и убью кого угодно, да? Тебе и ответ. Это смертный путь.
Это незнание и прежде всего это лень. Рабское существование — одна из форм подмены сознания. Что сделаешь? Вот это же очень частое явление и среди представителей разных религиозных организаций, сект, оккультных, магических салонов, когда они оперируют одной и той же фразой, совершая какое-либо ритуальное действие. И вот они говорят: властью, данной мне от Бога, либо же силой, данной мне от Всевышнего. Разрешаю тебе что-то, или освобождаю от чего-то, или наделяю тебя чем-то, отпускаю грехи и так далее. То есть речь идет о силе и власти, которая якобы дана от Бога тому или иному представителю организации. Ну вот даже у христиан есть упоминание, когда речь шла об апостолах. Я скажу так, это все происходит от желания и стремления самой, скажем так, системы обладать некой силой. Но притеча этому всему, вот если мы берем христианство, то в действительности Иисус наделил определенной силой несколько из своих учеников. Несколько, подчеркиваю, о которых мы и не слышим сейчас. Но они обладали определенной силой, но опять-таки они стояли на служении, надо это понимать. Служение в высшем понимании. И действительно они были наделены силой. А остальные, уподобляются. Ведь приятно знать, что ты обладаешь силой некой просто потому, что ты вот в этой организации. Вот так оно заведено, так оно повелось, что сделаешь, так оно и есть. И вот так вот считается, что вот дали ему силу, дали это ему такую власть над демонами или еще над чем-то. Вопрос в другом. Пришел человек к такому священнослужителю, и вот он рассказывает: вот властью данной мне, я вот представитель от Бога, я тебе отпускаю все грехи. Вот человек какой зашел, такой и ушел. Как был внутри пустой, так и остался. Что, он грешит меньшинство? Или у него сознание остановилось, не работает? В действительности. Уже взрослые люди, уже надо как-то подходить к этому более серьезно, уже как-то, скажем так, или с научной точки зрения, или хотя бы с элементарного взрослого понимания, что такое духовный путь. Относиться к этому посерьезнее. А она же относится как к игре какой-то некой. Понимаете, в этом она вся беда. Хочется верить в сказки, несмотря на то, что уже старый, да? Как бы в детстве еще ладно, но когда ты взрослый человек, зачем же ты играешься в это все? Хочешь спасения? Встал и пошел. Иди спасайся, инструменты есть. А верить в то, что человек другой может тебе простить твои грехи, это смешно. Мы уже об этом много говорили. Опять-таки, что такое самопонимание греха? Ведь оно ужасное, скажем. А я вот проще скажу: быть рабом системы, быть марионеткой в руках сатаны, жить под диктовку демонов, когда за тебя все решается, абсолютно все, даже с какой наивностью, все решено и аргументировано сознание, вот это грех, а все остальное. А другого и нет в этом мире. В этом мире есть одно: или диктатура от системы, или духовная любовь. Тоже следующий вопрос, что наличие какого-то сана делает человека более духовным, более наполненным. Саны ж дает не Бог. Эти саны люди сами между собой выторговывают, покупают, заслуживают. Я не говорю, что все, заслуживают. Это как в любой другой организации. Опять-таки, кто-то идет по головам. Как правило, так же. Здраво смотреть на вещи. Кто-то кому-то приятен, кто-то вверху, вот ему приятен подлизывает, а он его подтягивает. А если человек стоит на пути Божьем и отстаивает, они, как правило, уединяются. Кто ж его наверх-то поставит, он же разрушит всю систему. Просто перекладывание, верующего ответственности на того, кто священнослужителем является. То есть опять-таки, мы опять упираемся в авторитетов, правильно? То есть человек вместо того, чтобы действительно идти самому, священники, они важны и нужны. Они должны подсказывать и рассказывать. И вот опять-таки, кто выше? Священнослужители, церковь или Иисус? Попроще. Иисус. Что Он сказал? За книжников и фарисеев. Вот вам и ответ, ребят. Не уподобляйтесь им, не поступайте так, как и они, но выполняйте все, что они скажут. Потому что наставления-то идут зачастую правильные. Опять-таки, люди везде есть
хорошие, замечательные люди. А если, извините, просто люди, которые управляемые системой, жадные и тому подобное. Вот эти жадины, вот до смешного, они начинают рассказывать, вот, а это правда, это из жизни. Приходят люди, рассказывают, смотришь на это, ну, как-то думаешь, ну, опять-таки, сами люди виноваты, они сами авторитетов создают, потому что слушают их и потакают им, правильно? Сказал бы нет, развернулся и пошел в другую сторону, к другому священнику. И все, так каждый бы поступил, и тому бы, кто ленивый и жадный, он бы по-другому поступал. Ну разве не так? Так. А вот я начал говорить, что приходят и рассказывают, что некоторые батюшки говорят, что вот вспоминание своих усопших каждую неделю представитель от семьи обязан приносить еду, и не просто еду, оно должно быть свежеприготовленное, теплое, вот, и лучше. Вот садитесь за праздничный ужин, и вот лучше выделили, вот как и понесли в церковь. И не просто в церковь теплым приносить, а еще она должна быть завернута в платок, в новый платок обязательно, и не дешевый, потому что нельзя скупиться на своих мертвых. А вот если матушка оденет этот платок, то это вообще благодать вашим мертвым. Ну, ребят, это же разводы, слушать противно, честно слово. Я спрашиваю людей, говорю, что действительно так? Да, действительно так. Я говорю, и вы носим. Я говорю, кто из вас дурак? Батюшка, мы знаем батюшек некоторых, которые от жадности просто лопнуть хотят. Что ты сделаешь? Сатана ими управляет. Сатана в действительности не боится ни храма, ни креста, ни воды, ничего он не боится. Потому что в голове человека сидит. Вот единственное, чего он боится, это действительно, когда человек становится на путь Господний. Вот любви Божьей он боится внутри. Вот этого он боится. А все остальное — это ж игры, люди и тому подобное. Это ж правда, это ж так. Кто виноват в том, что появляются такие люди в церквях, как в организации? Сами же люди. Но первый раз услышали такую глупость, что вам это говорят, возьмите открыто, соберите все, да пошлите вы этого батюшку куда-нибудь грибы собирать, желательно несъедобные, и все, и оно все наладится. Разве не так? Так, сами же потакают, сами же несут. Как же ж перечить, это что, священник? Да он человек прежде всего. Что значит священник? Извините, если я полю костер, так что я теперь хранитель очага или что? Простой вопрос. И если меня не будет, костер потухнет, и больше ни у кого огня в мире не будет. Простой вопрос. Разве можно так? Думать надо, люди. Думать. Вы сами создаете проблемы себе, а потом обижаетесь, потом всю церковь обвиняете. Из всех, сколько я с людьми разговаривал, поверьте, очень много. Такое я первый раз услышал. Счастье, которое сейчас происходит. И кто в этом виноват? Что, извините, руководство церкви виновато? Что оно там, нельзя за каждым священником поставить еще двоих, которые будут следить. Почему двоих? Потому что одного ставишь, он же может поделиться тем, что ему принесли, знаешь. Надо еще одного ставить, чтобы он честный был. А для чего люди, для чего миряне? Это ж вообще храм — это ваш дом. Вы туда приходите для духовного роста. Если что-то вам мешает, убирайте. Поэтому нужно, как вы говорили, послать их в лес за грибами, желательно несъедобными. Правильно. Зачем в лес и за несъедобными грибами? Чтобы в лесу больше оставалось съедобных, чтобы меньше людей случайно не подобрали несъедобные. Я имею в виду хороших людей, перспективных. Это тоже хорошо. Такие санитары леса. Если не можешь принести пользы среди людей, то принеси хотя бы какую-то пользу. Игорь Михайлович, такой вопрос непреодолимый, можно сказать, для мирянина. Как возлюбить своих врагов? Стараются, Ты знаешь, у человека в действительности один враг. И враг — это сатана. И невозможно его возлюбить. Как можно возлюбить бешеную собаку, которая тебя грызет? Разве не так? Зачем возлюбить дьявола? Бога надо возлюбить. И тогда все и примирение придет. Тогда и понимание придет, что нельзя на людей обижаться, потому что дьявол ими управляет, так же, как и тобой. А если
В этом выражении вот вложено как раз нельзя обижаться на людей, которые совершают неправильные поступки, потому что нельзя обижаться на те личности, которых обманывает сатана, и они, не ведая, что творят, вот они совершают зло. Вот это действительно так. Потому что мы сами себя наказываем. Ну за что можно обижаться на человека, который является рабом сатаны? Ну, это же демоны в нем творят. Обижаться не надо. Но, а любить кого? Дьявола любить? Мертвое любить? Ну, как-то неправильно, да? Возлюбить — это просто такое вот выражение было. Но не любить. То есть возле любви не обижаться, но не любить. Такой вопрос. В чем должно начинаться действие верующего? В смысле? Вот с чего начинать? Ну, именно не быть пассивным ожидателем. Но мы же много раз об этом говорили. То есть любой духовный путь начинается с первого шага. Первый шаг самый простой, скажем, действительно выверенный путь — это начни с изучения своего сознания, с помощью своего же сознания. И в действительности, если к этому подходить серьезно, то человек просто ужаснется, насколько он манипулирует. И это как раз вот укрепляет на духовном пути, когда человек действительно начинает заниматься. Потому что приходит понимание, что все за тебя решает кто-то. А кто ж ты и где ты? Ну, в системе не очень хочется это показывать и давать возможности такому человеку начинать этим заниматься. Он все время отвлекает, откладывает на потом. Ну, потому что обличение — это не очень приятно для системы, потому что отбирает его инструменты. А этими инструментами он, между прочим, кушает. Это его ложка и вилка. И жалеть сатана не стоит, он же вас тоже не жалеет. Он вас лишает самого важного в вашей жизни. Разве не так? Так. Есть такое: особой силой обладает молитва священнослужителя, который принял таинство священства. Бог скорее услышит вас, христиан, когда о вас и за вас будут с вами молиться священнослужители, когда служители церкви о вас молятся с вами. Да простит меня Бог. Да кто бы с тобой не молился и кто бы с тобой чего не делал вместе, если ваши молитвы произносятся демонами в вашей голове, то никто вас, кроме сатаны, не услышит, люди. Опять-таки, вместе идти лучше. Вместе изучать шаблоны воздействия сатаны, отвлечения лучше. Вместе делиться опытом лучше. Познавать опыт предков и сохранять культуру и историю, изучать лучше. В этом смысл. Но возноситься в гордыне над кем-то, когда сам такой же, вне зависимости, какой бы сан тебе ни дали, ну это грех. Это уже грех, который звучит здесь. Господь тебя услышит. Да нет посредников и быть не может между Богом и человеком, потому что слишком короткий путь. Не влезет никто. Ну вот представь, я тебе простой пример приведу. Личность и душа. Короткий путь. Где вы большого дядьку, в какой бы одежде он ни был, какой бы религии, между этим запихнете? Банально все. Все банально, ребят. Но в понимании манипуляции над сознанием людей, возвышения, почему люди должны подчиняться и выполнять, что молитва сильнее, ну таким образом потом скатывается, что каждую неделю ты должен носить горячие обеды. Именно горячие обеды и платок дорогой. И мечтать о том, чтобы матушка этого священника одела этот платок, тогда вот будет благостно твоим вот умершим, которых ты поминаешь таким образом. Ну с этого же все начинается. Священнослужители, ну здесь надо тоже понимать, что это идет еще с издревле, когда люди действительно служили Богу. И дела их были абсолютно тайны. Ведь и те, кто на службе у Бога, они в тайне действуют, и человек об этом не знает. Но это ж не интересно. Тайнодействие, когда, ну скажем так, те, кто находится в тени, есть, мы уже говорили, много всяких проявлений, и это действительно воздействие есть. И когда кто-то стоит и все-таки мешает воздействовать на тебя, ты этого не знаешь. Тебе просто было плохо, стало легче, и ты появилось свободное время, минутка, тебе вот тяжесть упала какая-то, и ты вспомнил о Боге, ты вспомнил о любви, ты вспомнил о хорошем, и вот проникся этим.
и получил эту радость. Летишь, что-то с тебя получилось. Ну ты не знаешь, чья работа это была и почему-то. Просто настроение плохое, погода поменялась, давление скакнуло, гормоны сыграли, масса проблем, съел что-то не то. А вот иногда как раз, когда человека атакуют вот эти находящиеся в тени, третьи, как они говорят, не относящиеся к системе, но это все равно часть системы, все равно это все оно, демоны те же. Но они тоже много кушают. И человек находится в угнетенном состоянии. Вот те, кто действительно на службе у Бога, они тайно убирают вот эти ненужные помехи. Потому что даже сознание человеку с головой. Хватит и этого фильтра, через который, дай Бог, пройти, а то уже как пиявки присасываются. Ну вот в этом и смысл служения. А сознание оно уподобляет и переворачивает. Ведь по факту ученики Иисуса, они что делали? Они несли это знание, давали людям, правильно? Но они ведь не говорили. Был такой Симон, да? Ну, все слышали, который пытался уподобиться, даже он превзошел, да, ну куда там Иисусу Христу было до него. Он когда шел, если тень падала на человека и от него, то человек уже он благословен был, и выздоравливал, и все там такой силой обладал божественной, что его аж распирало. Ну, вот вам и ответ, ребят. Все от сознания, уподобление и тому подобное. Поэтому, ну какой силой может чья-то молитва обладать за тебя, если ты не хочешь и никуда не идешь? Да никуда ты не придешь. Ну разве не так? Все в голове. Игорь Михайлович, вот тоже такой момент хотелось бы коснуться монашества. Ведь монашество — это в принципе явление достаточно, ну скажем, молодое. Молодое, да. Как было раньше. Что было прототипом, да, вот этому монашеству? Но в корне прототипом монашества, откуда оно все появилось, и потом появилось оно позже. Скажем так, упоминание о сестрах Аллат. Вначале духовное служение было, я имею в виду уже после сестер Аллат, было духовное служение, и там были только женщины. Потом, когда с появлением патриархата, уже с развитием, ну, когда, скажем так, все изменилось, дьявол набрал силы, уже не так боялся, стал сильнее, появилось как раз жречество. То есть женские группы людей, которые жили определенным сообществом по типу монастырей, но они занимались уже не служением Богу, а служением сатане, то есть магией, предсказанием и тому подобное. То есть тратили силы Аллата, превращая их в антиаллат, ну, такой вот обмен за информацию, скажем. Ну и это послужило прототипом, опять-таки, для создания монашества определенной группы. И уже стало и мужское, и все остальное. Почему? Потому что видели, что есть сообщество женщин, которые живут уединенно, чем-то занимаются там непонятным, но обладают огромной силой. Ну, стремление к этой силе и привело. И еще также послужило то, что вот люди, которые стремились идти более простым путем, более легким, они отказывались от всего мирского и уходили в такое сосредоточение, в одиночество, ну, для того, чтобы быть вот наедине неразрывно с Богом. Но почему-то считалось, что это проще. Ну как? Ну вот кого бы ты ни прятался, куда бы ты ни, хоть на высокую гору, хоть в глубокую пещеру, сознание все равно тебя не покинет, оно будет с тобой. Хоть в затворе, хоть в растворе. Сознание все равно останется с тобой, никуда ты от него не спрячешься. Вот это правда жизнь. Ничего плохого в монашестве нет, это сообщество людей. Ну, а люди, они есть люди. Они везде люди. Хоть в монашестве, хоть в религии, хоть где угодно. Ну разве не так? От человека зависит. А так плохого ничего нет, наоборот, интересно, наоборот, хорошо. Скажем, когда люди действительно развиваются, когда стремятся к Богу, конечно, коллективно проще и лучше. И когда это все в дисциплине и направлено на духовное развитие, ну, конечно, это упрощает. Это же такой момент отречения от мира, да, то есть и обрезания как бы своего прошлого, смены имен. Опять здесь мы берем уподобление служения, ведь когда человек становится на служение, он отказывается от всего, что было. Ну что значит отказывается? Все равно сохраняются навыки, память. Невозможно отречься от всего, что было, и начать жизнь с белого листа. Значит, тогда тебе нужно
учить язык, учиться ходить, да, то есть все, ну если по-честному. А так нет, это игра такая. Я вот отказываюсь от того, что было, и вот начинаю новое. Это больше игры сознания, такое вот убеждение. Тоже такая подмена от сознания, которая звучала, в принципе, и на первых этапах и в моей голове. Что значит отречься, да? Значит, вот стал я на духовный путь. И все потерял. Нужно вот все, что было в прошлом, все ложь. Что готовить не будешь, жить не будешь, с родными общаться не будешь. Ну что? Нужно стать новым каким-то. Новым а каким это новым? каким? Зеленым или красным? И вот дальше начинается поиск того, а каким же новым? Где же эти святые какими? Это же сознание. Да ничего не меняется в человеке-то. Ну как может в образе его что-то поменяться? Что в его памяти может поменяться? Да ничего. Просто жизнь обретается. И что-то становится бессмертным. А все остальное смертным. Всего лишь навсего. А как по-другому? Спасибо. Вот это ключевое, что это не смена масок, а да это нет, просто… наоборот, это сбрасывание масок. Хотя иногда и целенаправленно, и человек осознанно уже одевает маски. Если в повседневной жизни каждый человек, подчеркиваю, каждый, он не замечает, как ему меняют маски. Он даже не замечает это. То, скажем, когда человек обретает жизнь, и все равно он вынужден, но здесь уже, как говорят, с волками жить по-волчьи выйти, для того, чтобы они поняли, что ты вкусная овечка, находясь среди волков, приходится маску волка одевать, да? Вот я образно говорю. Это ж все маски. Это ж осознанное уже действие. Как можно разговаривать, скажем, о Боге, когда вокруг одни атеисты? И будешь разговаривать о рыбалке, о спорте, о чем угодно. Хотя понимаешь страдания тех, кто находится рядом. А что сделаешь? Это ж их выбор. Что такой вопрос? Что один афонский монах восхищенно рассказывал, что в то время, когда он сидел, молился на горе, над ним кружил орел. Орел. Может быть, это не орел, просто человек от старости попутал или от гордыни. Может, это был как раз грифон. То есть вот этот момент, когда, люди ищут каких-то подтверждений, то, что молитва правильная, значит, орел кружит. Это мания величия, это проявление, знак Божий, который их послал ему. Он же монах афонский, он сидит на горе и молится Богу. Сам он молится какому-то Богу. И вот здесь Бог, ух ты, какой ты хороший, да, я тебе хоть глазами орла на тебя посмотрю. А то всего лишь навсего птичка кушать хочет, ждет, когда этот лжец и гордец наконец-то превратится в пищу. Все очень просто. А это гордец и лжец. И вот таких слушать не стоит. Потому что он сам ошибается и других туда же ведет. Но я должен сказать, что на Афоне много очень порядочных людей. У меня много там друзей. И они хорошие люди. Да, вот этот вопрос… Которые не ждут, когда орлы над ними будут летать. Они встали и пошли. Одна беда у них есть. Беда — это беда организации, что нельзя в открытую о ключах говорить, об истинах. Это организация. Что такое невидимая брань монаха? То, с чем они сталкиваются, то, что им мешает. Сознание. Больше ничего. А что им мешает еще? Что может мешать монаху? Так же, как и любому мирянину, и кем бы человек себя ни называл, и чем бы он ни занимался. Кроме сознания, кроме сатаны, между ним и Богом никого нет. Всего лишь навсего. Да, тоже. А с другой стороны, вопрос мирянки. Молюсь о том, чтобы грехи прошли. Постоянно переживаю, боюсь, что а вдруг повторится снова, а вдруг попаду туда же. А это и есть не что иное, как раз работа сознания, да? То есть сознание обвиняет, обличает. Это излюбленный прием. Человек становится на духовный путь, и пошло его принижение, унижение и наполнение страхами. Придет куда-нибудь этот человек? Кроме субличности? Никуда. Почему? Потому что он тратит силу внимания на выслушивание вот этих артистов, которые болтают у него в голове. Он их финансирует, он их кормит своим вниманием. Вместо того, чтобы направить это внимание к Богу, в любовь, в искренность. Ведь это же просто на самом деле. Разве не так? Так, извините, кто дурак в данном случае? Дураки демоны, которые шепчут это? Или человек как личность, который финансирует эту болтовню в голове?
вместо того, чтобы обретать жизнь. Ну все ж честно, но это ж правда. Но когда она в переживаниях, это все равно, что вот этот плач, да? Им считается, что они в борьбе, что они делают, они противостоят, и они чего-то добиваются. Есть какое-то действие. Потому что сознание говорит, ну как это просто любить? Ведь нет никакого действия, просто любишь и все. А почему? Потому что сознание не знает, что такое любовь. И оно никогда не узнает, что такое любовь настоящая. Сознание знает, что такое любовь. Это, ну, не знаю, какие-то, может быть, там феромоны, игра гормонов. Вот это вот для него любовь. И все, на этом оно заканчивается. А потом противостояние и ненависть. Но оно не знает, что такое любовь, и не может знать. Почему? Потому что смертное жизни не знает. И об этом надо помнить. Игорь Михайлович, тоже в некоторых монастырях и в общинах существует такая практика, когда люди отрезают себя от внешнего мира, ну там ограничивают доступ к средствам коммуникации, средства общения. Это же уединение. Это помогает или помогает да ли никак, работе над собой? Ну никак. Ну да, информация меньше поступает, меньше отвлечений. Но сознание, оно и есть сознание, понимаешь? Но вопрос в том, что насколько бы мы ни пытались, скажем, каким-то образом помешать сатане нас атаковать, ну не получится. Но все равно они даже двое в одном монастыре будут, они все равно друг на друга будут злиться. Причем сознание оно все разделяет. И вопрос как раз заключается в том, насколько человек настроен, насколько он стремится, насколько это его искренняя потребность. И насколько он готов работать искренне и по-настоящему. Если человек действительно чувствует и испытывает стремление к жизни, стремление к миру духовному, и он готов, да ему все равно, хоть интернет, хоть еще что-то. Да пусть все телевизоры одновременно в мире будут вокруг него расставлены и будут с утра до вечера бубнить. Ну это не собьет и не помешает человеку, ну никоим образом. Ну нету таких отвлечений, и быть не может, исходящих от сознания. Что бы сознание ни предложило, вот скажем проще, 1000 лет самых захватывающих зрелищ, прекрасного самочувствия, всех благ и наслаждений, с одной стороны, и одно мгновение в мире духовном. Вот одно мгновение. Вот разве можно это сравнивать? Нельзя. Потому что 1000 лет пролетит здесь как одно мгновение, а одно мгновение в мире духовном — это навсегда, потому что там нет времени. Такие старые шутки. Ну, а это правда. Это несопоставимо и несравнимо. Жизнь верующих приобрела некую грехоцентричность. То есть они выискивают какой-то грех, потом следующий преодолевают. Стремление борьбы и тому подобное. И вот часто люди на пути духовном, также и при творении молитвы Иисусова или духовных практик, они сталкиваются с пониманием, изучением сознания работы, они сталкиваются с определенными шаблонами от сознания, с атаками. И вот они начинают противостоять этому. И вот здесь также бывает побеждает сатана. Вместо того, чтобы начать жить, человек замыкается именно в процессе самой борьбы. Происходит подмена. И человек уже не вкладывает силу внимания в любовь Божию или еще что-то. Он не стяжает вечность. Он занят тем, что ему надо бороться. Ему нужен враг, с которым он будет бороться. Ну, сознание, оно же легко идет на это. Ну и все. И вот так жизнь в борьбе и заканчивается. Надо изучать. Это один из этапов. Но когда ты понял, что ты манипулируем, дальше надо обретать жизнь. Надо дальше уже вот как личность, когда понял, что ты личность, что ты как раз тот, кто и наделяет вот этим вниманием, и что ты обладаешь свободой выбора, перераспределения этих средств, скажем, это энергия, это и жизненно важная энергия, внимание, то ты уже должен делать выбор самостоятельно, куда это все перенаправлять. Если тебе нравится борьба, ну это все равно, ну не знаю, как и любая другая жизнь, как атеизм там, или споры о Боге, или вообще забыть о Боге и жить своей жизнью. Ведь большинство так и делает. Вспоминают лишь когда, как, извините, у меня больной энурезом о горшке, лишь тогда, когда приспичит. А так ну, живут без Бога, и Он им не мешает, знаешь, как оно, потому что вообще все отрезает. Им кажется, что так должны жить. Ну так живут животные, ну и люди так живут. Ну что сделаешь? А вот понимание того, что ты вкладываешь силу своего внимания, и ты делаешь выбор, ты свободный человек, и ты делаешь этот выбор вложения силы внимания в мир духовный, вот это духовный рост.
А борьба — это борьба, это суета. На первом этапе она оправдана, дальше нет. Не застревать. Да невозможно побороть систему. Ну, надо здраво подходить. Это опять от гордыни будешь бороться. Вот я победил сатану. Ну как ты его можешь победить? Ну это все равно, что ты сейчас пересмотришь весь интернет. Ну, на планшетке на своей. Ну вот весь интернет ты сейчас перелистаешь. Ну смешно. Так это же какой-то интернет. А то, извините, система. Тоже хотелось бы поделиться пониманиями священника одного. Самый главный решающий момент в жизни — это момент здесь и сейчас. А что в этом моменте самое главное и самое важное? Понять, что от тебя хочет Бог. Ничего. И вот в этом смысл. Бог ничего не может хотеть от человека, который не начал жить. Мы уже приводили этот пример как раз на яйцеклетках Жанниных. Вот она поняла, что они хотят от нее или нет. Ну так же, так. Ничего. Бог не может хотеть от человека, пока он его не увидит. А увидит Бог его лишь тогда, когда он войдет в двери дома его. Вопрос в том, что надо понять, что хочет твоя личность. Не сознание, а личность. Это тот, кто остается после смерти. Куда ты стремишься? К жизни или в субличность? Ты хочешь жить или хочешь умереть? Вот в этом смысл. И вот это понимание, оно должно сохраняться, даже несмотря на то, что сознание активнейшим образом будет сопротивляться. Оно и обязано сопротивляться. И чем сильнее оно сопротивляется, тем более верным путем ты идешь. Где вот эта вот тонкая грань между ответственностью за людей и поучительством? Но ответственность и поучительство, оно очень простое. Это не тонкая грань. Ответственность — это когда ты берешь на себя ответственность. Ты ничего не желаешь, ничего не хочешь. Когда ты находишься в тени, скажем так, не испытываешь какой-то гордыни, что тебя там вот все уважают, потому что ты вот такой вот великий учитель или еще что-то. Ну разве не так? Так. А ответственность — это, несмотря на то, что это доставляет тебе массу хлопот и неприятностей, вы-то на себе знаете это все. Скажем так, когда в тебя пальцем тыкают в магазине и говорят: «О, иди сюда, смотри». А вот скажи мне, а что мне вчера приснилось? Вот мне вчера приснился хрен с буряком. Вот к чему бы это? Ну, разве не так? Вот это вот называется ответственность. Когда ты понимаешь и переживаешь все эти даже глупые вопросы, вот как за хрен с буряком, да, исходящие от сознания посреди, извини, супермаркета. Ну вот, несмотря на это, ты продолжаешь выполнять свою работу, потому что прекрасно понимаешь, что есть и нормальные люди, которые не работают на систему, и которые не жаждут магии, которые действительно хотят жить. Им правильно и своевременно данный инструмент в помощь. И таким образом ты действительно служишь миру духовному. Ну вот это правильно. Ну вот это ответственность. Несмотря на то, что это тебе доставляет массу хлопот и неудобств, ты продолжаешь служить миру духовному. Скажем так. Правильно? Тоже такой момент. В монастырях огромное количество, скажем, времени отводится таким моментам, как дисциплина. Ну и, естественно, поднимаются какие-то бытовые вопросы. Почему послушник не выполняет там определенные правила или опоздал на службу? Это коллектив. Но это неизбежно. Ведь опять-таки любая организация, любое сообщество, тем более они вместе проживают, у них должен быть порядок. И это естественно, что у них происходят и административные вопросы, решения, и дисциплинарные, и сообщество должно существовать по какому-то там определенно выработанному алгоритму у них. Ну, это естественно. Но все-таки, если у них это постоянно и вместо духовного развития, это как бы упущение руководства, ни тем они занимаются, ни для того не собрались. Как вообще дисциплина помогает в обретении свободы? Никак. Но дисциплина помогает, скажем так, экономить время. Это действительно помогает. А свобода, какая? Должна быть дисциплина прежде всего по отношению к сознанию, исходящая от личности. Должна быть дисциплина в распределении силы внимания.
и ответственность. Это должно быть. Вот это помогает. А то, что ты встаешь каждый день 5:40 там утра, ну и ложишься там в 3 часа ночи, ну это не дисциплина, это издевательство над организмом, скажем так. Хорошим это может закончиться, для тела нет. А если человек свободный, ну чем этому может угрожать? Да ничего, по большому счету. Но ответственность здесь как раз должна быть. Телу надо и давать отдыхать, и кормить вовремя, и в чистоте содержать. А как по-другому? Это ответственность. Это все равно, что человек ездит на автомобиле, который разрушается. Там, мол, у меня еще один есть. Ну это же безответственно. Поменяй свое время на изношенный какой-нибудь сайлентблок, и они прослужат дольше. Вовремя резину меняй, это же безопасность и все остальное. Ну и опять-таки и мыть почаще машину надо. Другое дело, что не всегда успеваешь. Но тело ж это не машина, за ним надо ухаживать лучше. Игорь Михайлович, тоже такой вопрос от людей. А может ли человек, находясь вот здесь, в этом трехмерном мире, столкнуться с чудом, с проявлением чуда? Может, но, скажем так, а заметит ли он его? Ну, скажем проще. Сегодня было чудо, Не раз. а кто его увидел? Лишь тот, кто имеет возможность, скажем так, наблюдать мир глазами духовными, а не только земными. А те, кто живут под диктовку сознания и смотрят глазами земными, разве они увидели? Вот в этом и смысл. А что заставляет человека поменять постоянное проявление любви к Богу на борьбу со своими демонами? Банально всего лишь, скажем так, искусство, ну даже бы сказал, отменное искусство артиста в голове. Или проще, скажем, уловки демонов. Ведь как раз они отвлекают человека и заставляют человека предать жизнь, предать истину, предать Бога и обменять его на прах земной, на пустое, на временно. Всего лишь работа сознания. Тоже, Игорь Михайлович, такой вопрос. Ну, замечено людьми уже в работе над собой, что если приходит какая-то мысль, то она приходит одновременно двоим. И вот тоже… Не только двоим. Оно приходит, вот работает коллектив, но это хорошо видно, когда вот есть коллектив единомышленников, и они все вместе стремятся к духовному развитию. Не балуются, не играют в духовность, а действительно стремятся, действительно идут. И вот когда изучают шаблоны, как она работает, люди способны уже анализировать, видеть, наблюдать, как приходят мысли, они их способны тут же озвучивать. Ну, действительно, работа коллектива, когда идет на духовном саморазвитии, то оказывается, что мысль приходит одновременно, ну, минимум третий коллектив. Немножко может изменяться, но корневой остается суть та же, вот самой той мысли. Тоже женщина спрашивает, ну, простая мирянка верующая, говорит, что ее атакуют бесы. И вот она очень переживает, как бы она своими такими мыслями не могла навредить другому человеку. Может она навредить другому человеку или нет своими плохими мыслями? Ну, а как она может навредить другому человеку своими мыслями? Никак. Поступками может, а мыслями нет. И тем более мысли-то не ее. Она всего лишь наблюдает за игрой артистов и переживает за своих артистов в голове. А это все постановочно. Это все от шайтана. Часто вот происходит такое, что идет запирание именно в духовных вопросах. То есть страх спросить какие-то материальные вопросы, вот легко. Кто как раз и не дает правду озвучить. Но опять мы упираемся в работу сознания, в ту же систему, да? То есть вот как раз кому невыгодно? Невыгодно сознание. А первое правило какое? Сознание говорит нет, а ты делаешь. Правильно? И тогда ты видишь, как оно начинает подчиняться. И еще что важно, для того, чтобы сознание меньше атаковало, его надо максимально загружать. Вот нечего делать, да, ну вот все переделал, нечем нагрузить. Пусть учит китайский язык. Ну, если ты его не знаешь, конечно, если ты не китаец.
пусть занимается, изучает сознание. Оно будет возмущаться, говорит, ну зачем, ну как это, ну зачем тебе такой сложный язык изучать? Да незачем, просто чтобы сознание не бездельничало. Или пусть решает какие-то задачи. Но сознание должно быть постоянно в нагрузке, постоянно в работе. И опять-таки уделять внимание только на выполнение определенной работы, но не на праздность мышления. Если человек лежит, ничего не делает, вот лежа на диванчике, отдыхает, смотрит кино и философствует, он далек от духовного, поверьте. Если он смотрит какой-нибудь сериал, он переживает там за героем, себя сопоставляет, ну о какой духовности здесь может идти речь? Ну разве не так? Поэтому сознание должно пахать. Тогда не будет праздности, тогда не будет атаковать тебя, тогда ему некогда, потому что ты ему поставил задачу. Я тебе уделю внимание только на изучение китайского языка и больше ни на что. А у него выхода не будет, придется учить. Ну и что здесь плохого выучить определенные языки? Ничего. Пусть учит, если он не хочет быть послушным. Игорь Михайлович, тоже вот люди столкнулись с тем, что после опыта первых соприкосновений с миром духовным появляется утрата интереса ко всему внешнему. И происходит момент избегания всего во внешнем, контактов. Ну, это страх. Опять-таки. Это человек столкнулся с миром духовным, и у него возникает страх утраты этой любви, утраты вот этой связи, этого, скажем, невербального диалога. И, естественно, он избегает, чтобы его не отвлекло. Ну, это такое вот, скажем, понимание того, что достаточно куда-то отвлечься, и как тут же исчезает мир духовный. То есть вот эта внутренняя связь. Ну, это первые шаги. Ведь если мы смотрим на детей, как они учатся ходить, они же падают и спотыкаются. Ну, это нормально, ничего, встал да пошел. Ничего страшного, это пройдет. Но бояться не надо ничего. Надо просто уверенно стоять на своем. И все будет хорошо. Таким образом, думаю, что уже следующий вопрос в контексте этого, как сгармонизировать эти отношения с близкими, уже отвечен. Просто любить. Сознание часто закрывает от личности понимание вообще того, что эта жизнь скоротечна, что все в ней иллюзия. Естественно, сознание, оно обязано прикрывать это. Почему? Потому что личность понимает существование вечности, она понимает существование мира духовного, она понимает любовь и радость, исходящую от мира духовного, она стремится туда. Но сознание должно дать в противовес что-то. И оно закрывает понимание. Да, оно оставляет понимание, да, умрешь когда-то, но оно не дает оценки смерти. Почему еще? Потому что сознание прекрасно понимает, что после смерти физического тела, если оно выиграло в Армагеддоне, и личность осталась рабом, послушным, то для сознания это еще века и века существования, это не смерть. И для него, ведь сознание не испытывает боли и страданий. Это всего лишь программа, а программа не может переживать. Вот как раз переживаниями и всем остальным наделена как раз личность. Это мучение для человека, но не для сознания. Поэтому для сознания это крайне выгодно существование в дальнейшее после смерти физического тела в состоянии субличности. Оно ведь продолжает жить и существовать. Тоже такой вопрос. При духовном развитии возможны побочные эффекты, но сознание подменяет и говорит, что если ты будешь развивать те самые побочные эффекты, то станешь духовным. И вот нет знания, как поступать по-другому. Побочные эффекты на духовном развитии — это то, что называют там прозорливостью, дарами и все остальное. Это естественный процесс, потому что человек, изучая, как работает система, обретая силу Божью, перед ним раскрывается очень много. Не у всех, правда, но зачастую это так и проходит. Некоторые проходят просто очень быстро духовный путь, поняв, уловив суть, они на полном ходу, без всяких этих эффектов, врываются в тот бескрайний мир и с оттуда уже не ногой. Если человек идет в борьбе в определенной противостоянии, то здесь начинают проявляться, конечно, и вот такие вот откровенные проявления, скажем, метафизических способностей.
Ну и естественно, что сознание хватает за это, оно пытается отвлечься, пытается вознести человека. Говорят, вот видишь, вот ты знаешь, что будет с тобой завтра. И завтра это же действительно происходит. И вот сознание акцентирует на этом, рассказывает, смотри, ты же уже духовный, ты же уже насколько развился и тому подобное. Это уловки и установки от сознания. Но многие, глядя на то, особенно если это в группе занимается, и видит, как растет кто-то, и у него начинают проявляться эти метафизические способности, он начинает прислушиваться к своему сознанию, и сознание ему начинает рассказывать, надо развивать экстрасенсорные способности. Человек скатывается в магию банально. Это побочный эффект духовного развития, но он проявляется не у всех, еще раз. Но развитие метафизических способностей к духовному развитию отношения не имеет. Это, наоборот, уводит от, скажем, от мира духовного. Заведомо убивает человека. Случается так, что кто-то начинает заниматься какими-то проектами, которые, например, нацелены на духовное объединение людей, да, и обязательно находится какой-то служитель системы, который начинает осуждать действия человека, который делает много. Система всегда осуждает и всегда противостоит. Опять-таки банальная зависть, ненависть, возникающая внутри. Но ненависть-то исходит от сознания, человек не может себя разделить сознанием, не может противостоять ему. Это все проявляется через него. Это нормально. Но как мы знаем, когда ты делаешь правильные дела, чем больше восстает система, тем больше надо прилагать усилий. Правильно? Да. Просто эти будут цели, да, в мирное русло. Ну, если бы все надо в хорошее, мир был бы прекрасен. Если бы люди хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, хотя бы первые шажки сделали в направлении мира духовного, то на земле рай был бы. Но… Игорь Михайлович, тоже вот такой страх у людей есть. Боятся, что чем больше он занимается духовными практиками или Иисусовой молитвой, тем больше активация темных сил и бесов. То есть… Мы уже говорили об этом, но это действительно так. На определенном этапе действительно они начинают противостоять, потому что их цель и задача — это удержать человека под контролем, потому что это их пища. А когда человек становится духовно свободный, то уже, извините, он думает, кого кормить, когда и за что. То есть у человека появляется выбор. И просто так он уже пищу не раздает. Но это ж неудобно для них. Поэтому они борются за свое. Ну, как пройти людям этот этап остановки? Да как? Держаться и видишь цель, не замечаешь препятствий. Мы уже говорили сегодня об этом. Ну и что? Ну восстаёшь, значит, правильно действуешь, правильно идешь. Это быстро проходит. Сознание жутко не хочет объединения. А сознание не может объединяться. Ведь в коллективе, даже если два человека, они все равно будут думать друг о друге плохо. Потому что любая материя, она стремится к порабощению, подавлению и доминированию над другой материей. Разве не так? Так. Если в коллективе 3 человека, то 2 против 1. Это закон. Причем вот сегодня я с ней против тебя, завтра я с тобой против нее. То есть, это игры сознания. Разделяя властвуй. Но таким же образом сознание разделяет человека и внутри. Это тоже правда. Да, просто такие моменты люди сталкиваются с тем, что сознание не пускает их в коллективы, да? Ну, понятно, что в коллективе рост идет быстрее. Это же естественно. Зачем же она будет пускать человека туда, где он может обрести свободу и вырваться из-под власти сознания? Ну, должно противостоять. Но люди ж, они ж тем и отличаются от животных, что у них есть, скажем, помимо одуховленности, у них есть еще и одушевленность. То есть у них есть помимо сознания еще и личность. И они вправе выбирать, куда им идти и как поступать. Не по воле сатаны, а по своему выбору. Ну да, просто такие установки как бы существуют, что я не пойду, потому что я когда наедине с собой нахожусь, нету тех факторов, которые меня провоцируют на что-то. Ну, как бы это легче. Но, скажем так, не всегда то, что легче, является правильным. Ведь вот это легче, это может быть как раз иллюзия, не туда ведущая. Правильно? А для сознания это опасно, потому что люди, если занимаются собственным духовным развитием и еще в коллективе, и не боясь это все оглашают, рассказывают, изучают шаблоны системы. Ведь человек, придя туда, может услышать как раз, как избавиться
как выйти из-под этой власти, как избавиться от гнета сатаны. Но разве ему это выгодно? Нет, конечно. Поэтому он и рассказывает: сиди и все. А этот человек является кем? Марионеткой в руках системы, если он послушно выполняет все то, что ему приказывают демоны. Ну, что тут скажешь? Посочувствовать можно. Но это ж его выбор. Еще такой вопрос, что сознание всегда давит на красные кнопки у человека. То есть оно дергает именно за то, что является самым больным. Как же? Оно топчется на больном мозоле, потому что человек реагирует на это. Вот если есть у человека, скажем, то, за что система его может в любой момент дернуть или создать условия для того, чтобы человек отвлекся от духовного, она обязательно это будет делать. Но опять-таки здесь понимание, что важнее. Его эгоизм, его красные кнопки, ну что угодно в этом мире, если оно значимее, чем мир духовный, значит человек недостоин этого мира. Значит, ему надо расти, надо стараться. Это его выбор. Вот для этого дьявол и нужен, как фильтр, отсеивающий мертвое от мира живых. Но если человек прошел через это, он имеет право на жизнь. Но это выбор человека. Ведь человек сам себя создает. Или живым, или мертвым делает. Это выбор. Это действительно свобода. Это замечательно. Тоже замечено, как сознание, подсовывая какие-то ненужные мысли, аргументы, говорит, что да ничего страшного. И вот этот момент первого входа. Да, что ничего не случится, ничего не произойдет, вот подумай об этом, займись вот этим и тому подобное. В то время, когда человек как раз находится в, скажем, взаимодействии с миром духовным, да, то есть в таком вот невербальном контакте именно. Ну, ничего страшного, но личность уделила внимание, потом за этим ничего страшного, идет что-то сильнее, больше, и в конечном счете человек наблюдает, что он уже, извините, не находится в диалоге с миром духовным, а он является зрителем, на сцене которого в сознании разворачиваются определенные действия. И артисты уже полным ходом завладели всем его имуществом, да? То есть всем его вниманием. Ну, это тоже часто бывает. Но это же всего лишь говорит или же о слабости человека, который не может противостоять, не хочет. Все могут. Нет слабых людей, и все могут. Не хочет. Вот ему в рабстве больше нравится. Ну, это его выбор. Может быть, есть у вас вопросы? У меня вот был вопрос. Вот это вы говорили в передаче, что сознание, получается, оно пытается найти, что кто-то извне врет тебе, да, кто-то извне порабощает тебя, хотя по факту оно само порабощает. И вот тут у меня вот вопрос был такой. Вот это порабощение от сознания. Человек, он сам своим вниманием это наполняет, потому что он сам не хочет кого-то порабощать. А проще говоря, человек усиливает своим вниманием влияние сознания на себя как личность. Почему? Потому что вот эта возня сознания, вот эти его страхи, они, если финансируются силой внимания, и человек начинает прислушиваться, то здесь начинается игра. И все внутреннее, оно утрачивается. Сознание, оно хитрое. Ну а как оно будет не хитрое? Система существует миллиарды лет. Поэтому естественно, что оно имеет опыт обмана. Человекоподобных в том числе. То есть одухотворенных и одушевленных. Это нормально. Но оно не может сделать за тебя выбор. Это правда. Выбираешь жизнь или смерть исключительно ты. Получается, что человек, он просто видя, что оно же его обманывает, оно и есть этот поработитель, тогда вообще уже ничему не верит, ну, может не верить от него. Ну, то есть увидеть истину. Но почему не верить? Здесь тоже надо дифференцировать хорошо. Это ж не значит, сознание, оно все лжет. Вот 2 × 2 = 4. Ну, оно ж не врет. Вот элементарная вещь. Но все, что касается духовного, сознание подменяет. Оно всегда работает исключительно на себя. Оно никогда не будет работать на личность, тем более на освобождение личности. Ну а как? Ну, это ж убыточно для него. Извините, но сознание — это хороший экономист. И оно просто хочет кушать. Оно никогда не будет работать в голод. У нее нет понятия совести, чести, добра, любви. Ну нет никаких понятий. Это программа, она бездушна. Мы ее
одушевляем, вкладывая силы, исходящие от души, извините, да, одухотворенная, да, часть живого, но и заведомо мертвого. Это всего лишь программа. И не надо из нее делать нечто живое, реально существующее и обладающее человеческими качествами. Нет, оно не обладает этими качествами. Послушайте внимательно себя, записывайте все до последней мысли, которая приходит, и вы поймете, насколько оно ужасно, ваше сознание. У любого, даже самого лучшего человека. Сознание такое ему вбрасывает в течение дня, что даже у того же психиатра, который пытается разобраться, пусть запишет. Таких диагнозов себе наставит. За свободу совести. Очень часто используют сознание лозунг «за свободу совести». Понятие совесть, оно часто подменяется опять-таки. Что такое совесть? От чего оно исходит? На самом деле совесть — это стремление человека как личности к свободе. И совесть — это категория личности. Но сознание ж легко это переступает. Если оно, извини, человека ведет к смерти, то что ж ей стоит переступить через совесть? Всего лишь изменил угол зрения и показал другие картинки. Это же лжец еще тот. Из-за чего и беды все здесь на земле, из-за чего и ненависти, вражда людей и все остальное. Из-за того, что люди слушают как раз того, кого не надо. Они слушают демонов в своей голове. И в этом, вот как мы много раз говорили, как раз и является основная хитрость и ловкость сатаны. Он просто прячется за невидимый мир и действует через сознание. Потому что сознание — это его луч. И человек не может понять, где же найти сатану. Да, где он и есть сатана. Частично. Почему, если так все просто, на самом деле все к одному сводится, что сила внимания и все, и понимать, что сознание — это враг. Надо не понимать, надо изучать и заниматься. Ведь оно же тебя и не пускает никуда, солнышко. Суть одна, все время мы все, вот, что снимается, все, что вы говорите, суть одна всего этого. Всего лишь одна. Одна. А почему тогда так? Почему так сложно? Потому что не занимаешься. Все очень просто. Последний раз, когда ты пробовала с тетрадочкой и ручкой? С тетрадочкой и ручкой я давно пробовала. Вот тебе и ответ. Будет легко? Не будет, потому что ты не изучаешь, потому что она тобой крутит как хочет. Ты получаешь вот эти вот моменты всплеска на той же съемке, когда общаемся. Оно тебя обнадежит, и ты чувствуешь, что это правда. Но сознание тут же тебе рассказывает: да фигня это все. Разве не так? Да. Про фигню оно не рассказывает. Да рассказывать перестань. Не стесняйся. Я ж не тебя обвиняю, я за сознание говорю. Что по большому счету все это ерунда, чего здесь только нет, и все это мелочь. Фразы звучат, но я их, Да, но они-то звучат. Фразы звучат. Ну, конечно. Вот тебе и ответ. Но я же знаю, что это не так. Ну ты же знаешь. Откуда ты знаешь? А чё ж ты, извини меня, с той стороны стола? Разве ты не имела возможность быть на этой стороне? А кто тебе помешал, кроме твоего сознания? Вот тебе и ответ. Стоит задуматься? Стоит. Я об этом постоянно думаю. А надо не думать об этом и не вкладывать. Ведь ты жалеешь таким образом себя и сочувствуешь себе, ведь ты ж такая хорошая. А что ты делаешь для того, чтобы этого не было? Ничего. Ты продолжаешь себя жалеть. Разве не так? Себя любимую, хорошую, достойную. А должно быть что? Должно быть действие. Бездействие ничего не решает. Если человек бездействует, если он не идет к Богу, Бог к нему не придет. И это правда. Хочешь быть свободным? Будь. Это очень просто. Это реально просто. Но для этого надо прикладывать массу усилий. Надо быть вначале избирательным и очень сильным. Что именно финансировать и почему сознание тебе это запрещает, и ты этого не делаешь? Оно тебе же в буквальном смысле запрещает духовно развиваться. И ты слушаешься и подчиняешься. Ведь ты в таком случае кто? Никто. Субличность. Вот тебе и ответ. И это не шутки. Это жизнь, которую сама себе ты, скажем так, запрещаешь. Разве не так?
Ну так, а не вижу, потому что не пишу и не наблюдаю. А потому что ты не занимаешься собой, потому что ты тоскуешь об этом, и ты лишь плачешься об этом. Это плач у стены, вот как Татьяна рассказывала. Ну, я засунула его глубоко, потому что как плач это вообще… Ну я тебе образно говорю, а разницы нет. Ты все время об этом думаешь. А что ты думаешь? А каковы мысли тебе подсовывают артисты? Хорошие? Нет. Они всего лишь тебя жалеют, рассказывают, не получается, не можешь, не хочешь, а ты не делаешь ничего. Ты все время об этом думаешь. А если бы ты эти силы тратила на изучение системы, да в один прекрасный момент ты бы уже давным-давно, еще тогда поняла, насколько оно тебя имеет, и поверь, твоя бы гордость победила бы твою лень. Ты бы уже не позволила демонам тобой командовать. Ну ты ж позволяешь. И они тобой манипулируют. Извини, верьте тебя как хотят. Но удовольствие от этого призрачно. Разве это не так? Разве хорошо жить в иллюзии, понимая, что сама себе яму копаешь? И как бы ничего не можешь сделать. Кто тебе рассказывает, что не можешь сделать? Артисты в голове, они ничего не могут, а ты можешь все. И почему ты не делаешь? Потому что они запрещают. Ну разве не так? Хоть один аргумент. Ну, нет аргументов, потому что, я не знаю, как запрещают, просто я обманываю, значит, сама себя, потому что и во внешнем, например… А это и есть запрет от них. Во внешнем ты пытаешься показаться, но по факту ты не занимаешься собой. По факту ты поддаешься на их сказки, которые они тебе рассказывают, и ходишь по кругу, под их диктовку. Ну, если бы ты меняла пластинки, солнышко, была бы хотя бы мелодия разная. А так в основном у тебя 3 куплета в твоей голове. Ну да. Ну да. Прежде всего, прекрати врать себе. И вот с этого все начинается. А не врать скучно, страшно становится. В действительности, когда человек прекращает себе врать, это первое, с чего надо начинать, прежде чем стать на путь изучения системы. Жутко и страшно становится, когда смотришь реальности в глаза. И вот этого многие избегают. Опять-таки, кому страшно? Тебе как личности? Нет. Страшно сознанию и жутко. Сатана боится обличения. Но пока ты его, извини, за уши не вытянешь из глубины своего сознания, он будет там сидеть и манипулировать тобой. Оно тебе надо? Не надо. А за тебя этого никто не сделает. Человек сам делает свой выбор. Сознание подбрасывает сомнение, а был ли опыт, духовный опыт? А это обязательно, потому что сознание, оно как раз не получает этого духовного опыта, и оно не может получить. Для него это недоступно. Ведь весь духовный опыт, который человек постигает, это все на уровне развития личности происходит. А сознание, оно обязано подвергать это сомнениям и разрушать. Почему? Во-первых, для него это недоступно. Оно не может это вогнать в категорию логики, оно не может этого понять. Все, для чего нужно нам сознание и что мы можем от него получить на духовном пути, это на первичном этапе опять-таки изучить и понять, что сатана такие есть и как он действует. Это максимум, что мы можем получить от сознания полезного на духовном пути. А остальное все в помеху. Тоже помимо аргумента «ничего страшного», у сознания есть другой аргумент. В моменты глубоких соприкосновений оно говорит потом «отдохни, отдохни». Ой, это тоже обязательно. А ты что, устал? Как можно отдыхать от духовного? Это говорит о том лишь, что оно устало, и оно просит. Значит, что нужно делать? Усиливать и усиливать. Разве не так? Так, только так. Если чуть-чуть прослабнешь, отдохни, ничего страшного, отвлекись, помечтай, как раньше. Раньше же было хорошо. Если человеку хорошо в печи, значит, он, извините, пирожок, а не человек. Это его выбор, конечно. Тоже такой вопрос. Человек, однажды соприкоснувшийся, ищет пути назад, как бы ему вернуться. То есть он ходит как бы по замкнутому кругу. Но вот здесь бывает один момент. Человек, который соприкоснулся с этим чудом настоящим, с этим счастьем,
с любовью Божией хотя бы однажды. Зачастую в последующем он пытается это же все найти, но с помощью сознания. И у него ничего не получается. И часто и густо сознание рассказывает, что это было всего лишь заблуждение, этого не происходило. Почему? Потому что сознание этого не испытывает. А что в первую очередь человек испытывает помимо любви и счастья? Это свободу от сознания. Ну, естественно, что сознанию это невыгодно. Все просто. Просто хотелось бы озвучить доводы сознания, которое останавливает человека на пути, ну, в принципе, даже выполнения духовных практик. Ты не сможешь, хочу спать, нужен свежий взгляд, а в этом состоянии будет некачественно. Лучше в другом настроении. Или у тебя мало опыта, вот когда ты немножечко поднаберешься опыта, я скажу так, вот эта палитра, она очень многообразна, и красок там полно, которыми окрашивают сознание свои стремления. А стремление одно — отвлечь человека от духовного спасения. Но как может человек устать от любви Божией? Ну это нереально. А сознание устает, для нее это тяжело. И оно просится, чтобы человек отвлекся. Оно рассказывает ему, что ты устал, тебе надо отдохнуть. Ну какая там духовная практика или молитва? Ну что ты говоришь, ляжь поспи, и все пройдет. Но если человек это послушает, ляжет поспать, то действительно все пройдет. И утром ему станет легче. Не надо уже заботиться о себе, не надо думать, не надо бороться. Просто как раб, как животное. Живешь инстинктами под диктовку сознания, и все так просто, все так хорошо. Но недолго. Потом возникают сомнения и страхи после того, как он уже начинает делать, уже соприкасаться. Потом, да, конечно. Вот эти вот атака, череда мыслей, которые заставляют сомневаться человека вообще. И сомневаться, и угнетают его. Ну а как же? Это же работа сознания, оно ж пугает, оно ж отгоняет его, оно делает все, чтобы сбить человека с пути. Но извините, это фильтр. Он должен так функционировать. Достойный должен пройти. А недостойный и слабый — это его выбор. Ведь все люди рождаются с возможностью духовного освобождения. Но далеко не все стремятся к нему. Значит, им это нравится? Ну, не нравится на самом деле. На самом деле все боятся и все внутренне чувствуют, что такое мир духовный. И люди понимают, что ада не существует, но есть то, что еще хуже. Есть состояние субличности. Это то, что называют люди адом. И люди это прекрасно чувствуют и понимают. Но они не дают этому пониманию дойти до осознания. Ну так. Самозащита, инстинкт, рефлекс, можно по-разному называть, но это всего лишь борьба за жизнь сознания. Да, и следующим пунктом сознание просто затирает полученный опыт. Ну, оно, получается, навязывает какие-то новые идеи, новые проекты, новые, вот какую-то новую цель жизни, да, 1001 мелочь, чтобы отвести. Ну это ж, опять-таки, это вопрос отвлечения. Скажем проще, ничто не помешает человеку, ни изучение нового языка, даже довольно сложного, ни занятия в каких-то проектах, ни работа, ни бизнес, ни учеба, ничто, даже болезнь, ничто не помешает человеку от стяжания любви Божией. Ну это нереально. Если человек, скажем так, сам этого не захочет, вот как личность, если он не будет уделять свое внимание на желание и стремление сознания, а будет направлять это только на духовное развитие, ну однозначно у него только один путь — путь бессмертия, путь к избранным. Ну разве не так? Так. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, а что самое важное в жизни каждого человека? Любовь. Это самое важное, потому что любовь — это то, что дает жизнь. Любовь к миру духовному, любовь друг к другу. Так что, ребята, давайте любить друг друга и просто жить. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Спасибо.